в этом, как его, в Орландо, да, был большой-большой митинг, выходили, короче, иранцы с плакатами, с фотографиями, благодарили нашего президента, что он наконец-то начал эту шизофреническую власть в Иране уничтожать. У меня друг, он профессором работает в UCF, он 6 лет в Иране отсидел за высказывания. Просто вот он говорит, я не люблю этих шизофреников, они захватили власть, все. Его посадили на 6 лет, он 6 лет отсидел за высказывания, потом эмигрировал в США, короче, здесь подтвердил свою квалификацию, и сейчас профессором физики работает в крупнейшем флоридском университете. Так что, знаете, у них есть что рассказать вот про все вот это вот то, что у нас, видите, люди идеализируют, например, да, вот у них там так, вы поживите там вначале. Позавчера повешали 30 спортсменов мирового уровня в Иране. Только из-за того, что они сказали, мы не будем подчиняться. Все, мы хотим вот быть в советском государстве. А, вот так, ну хорошо. И все повесили. И девушек, и парней. Я у себя на канале выклал все их фамилии, фотографии и какими видами спорта они занимались. У меня вот такой последний вопрос, и я выхожу. Нормально, когда человек верующий говорит другому человеку, что ты кафир, он себя возвышает, он себя гордо ведет, и то есть высоко на тебя смотрит, то есть у него преимущество, что я верующий, а ты кафир, то есть я лучше тебя, я верю в Бога, а ты кто? Ты никто. Вот типа вот разве вот это эго? То, что у него есть, это связано с Богом. Разве Вы, Бог это мучит? Нет? Нет, это гордыня, это просто гордыня. короче, смотрите. Я вот, например, как со Подожди, стороны, брат. да? Подожди, брат, секунду. И сейчас я Хорошо. выйду. Секунду. Ну, это же неправильно, брат, это гордыня. Бог должен не к ненависти учить и к гордости. То есть, наоборот, он должен к миру, к доброте ему там говорить, что надо добро относиться даже к тем, кто меня не уверовал. Ну, брат, Коран этому же не учит. Сам же знаешь, Коран не учит этому. Понимаешь? И откуда там доброта, там ложь, там лицемерие. Они даже друг другу лицемерны. Вот чему Коран учит. Хотите пример лицемерия расскажу? Вот смотрите. В одной из республик бывшего СССР, который входит в состав России, например, да, это Чечня, например, президент обзывает людей, которые, например, не по ихнему масхабу, например, делают, например, молитву, шайтанами называет их, да, террористами. И тут что мы видим? Ваххабиты приезжают из Афганистана с делегацией, заходят в Кремль. Я не понял, а все уже, что ли, шайтаны теперь уже в гости приходят? Или как? Людей посадили за то, что они, например, были Да, этого течения ваххабитского, да? А тут ваххабиты да, приехали, да их с хлебом там, солью встречали. да там вообще более того, самый главный ваххабит Бен Салман, который является царем, королем вот этого политического образования государственного, королевства, в котором, ну, то есть это само вот это, ну, начало, да, всего вот этого ваххабизма, то есть центр. И с этим королем, там, Бен Салманом, через руку, как ни с кем, вот так вот обнимается, улыбаются друг другу при встрече Путин и та же его марионетка в Чеченской Республике. Она Его тоже отец часто трамповский друг очень был хороший, салмановский. Очень хороший друг был. Да, вот эта марионетка из Чеченской Республики, она вообще между двумя королями, вот этими, один эмиратский, другой вот этот саудийский, короче. Между ними становится там, фоткается. То есть вообще сама вот эта вот борьба в Чечне марионеточного вот этого режима, да, изначально она зыждется на борьбе с шайтанами, то есть вот это само движение, да, посредством которого там, я не знаю, разделили народ и аккуратно вот это вот установили оккупационную власть. То есть именно на этой теме это все происходило, и вот это вот четкое наблюдение, да, что там сейчас и Талибан приезжает туда,
И Шайтаны приезжают, да? Да, террористическая организация Хамас. Их, Мгм. короче, лидер приезжает туда. Тоже они Опять же занимаются там шайтаны. сюжет. Да. Знаете, самое что интересное? Что, как говорил Юрий Безменов, это человек, который в 1984 году убежал из Советского Союза, он работал в отделе пропаганды и дезинформации Советского Союза. И он, короче, убежал в Канаду. И у него есть много-много интервью на английском языке, но есть, по-моему, 2 или 3 на русском. Найдите его. Послушайте полностью. Вот ничего не изменилось. Она техника как была, так и осталась. Зомбирование людей, например, да? И к чему я веду? Вот смотрите. В Саудовской Аравии живут пророки, ну не пророки, а потомки пророка Мухаммеда. Есть там такие семьи, да? Вы знаете же? Вот смотрите, да? Саудовская Аравия дала миру ислам. Фактически все оттуда уже началось, правильно? Эти люди, зная полностью все, что творится на Аравийском полуострове, зная все минусы, зная все плюсы, пошли другим путем. Не как в сторону, например, прошлого, а в будущее. Они стали инвестировать, например, в всякие технологичные компании, они начали инвестировать в искусственный интеллект, в компьютерные технологии, в микрочипы, там я про них очень много знаю. Вот, да? И люди, которым эти люди, их потомки, дали религию, обзывают их, что они шайтаны и они за Америку. Так они просто правильную выбрали, как сказать, правильное место в истории, потому что они знают этих шизофреников. Почему, например, Иордания сбивала ракеты, которые Хамас запускал по Израилю? Мусульманская страна. А, например, там вот в Чечне, например, скажут: нет, не мусульмане, ребята, вам вообще эту религию дали в аренду. Вот молитесь, никого не трогайте, например, да? Вы этого меньше знаете, чем они больше знают. Так что, если вы хотите кому-то отомстить, есть Кремль, который убил в Чечне за 2 войны 200 тысяч человек и 46 тысяч детей, подростков до 16 лет. Если вы считаете, что вы на пути, например, да, стоите, если вы считаете, что джихад должен быть, начните с Кремля, начните с Путина и начните с его окружения. Уничтожьте их. Вы же не боитесь умереть, правильно? Нет, это другое. Так, Это вот другое, да. Да, это другое. Албус просится, чтобы его подняли, вот этот, который с флагом Татарстана. Просьба как бы вести себя нормально, да, там, без агрессии, без всякой нецензурной брани. Если хочешь, не агрессивничай, нормально можем пообщаться. Поднимаю тебя. Так, его уже нет, он ушел. А вот здесь. Да, можешь говорить, тебя слышно. Что там говорил, что в христианстве нет вот этого, чтобы люди, чтобы они их заставлять или убивать за иноверие? Кто это тут пиздел, что этого нет? Нету христианства, этого нет христианства. Подожди, давай сперва посмотрим. Так, второзаконие это же есть. Второзаконие это что? Христианство? Второзаконие это это 90% всего христианства. Это. Давай я тебе Это разъясню. 90% всего Библию возьми. Давай я там тебе вот разъясню, что больше. такое Давай не христианство. буду. Давай, я тебе приведу сейчас стих, где написано. Это еще Ну, я дальше что понял, будет? я понял. Из Нового Завета понял. можешь привести? Понял. Так, а Иисус отменял Старый Завет когда-то? Отвечаю теперь. Иисус что сказал, когда пришел? Отвечаю теперь. Отвечай, ты что сказал Иисус, когда пришел на эту землю? Микрофон свой отключи его, шумы у тебя. Там, Эхо. там Обратно слышу себя. Иисус, когда пришел, Он сказал: если вас ударит правую щеку, поставьте левую щеку. Если вас проклинают, благословляйте. Любите врагов ваших. не уходи от вопроса, не уходи от вопроса. Не уходи, не убегай, шайтан, не убегай. Я не закончил. Не убегай. Я еще не Ты закончил. убегаешь, ты Я убегаешь. еще не закончил. Убегаешь. Я не закончил.
Мне вообще плевать на христианство, на ислам, на иудаизм, на все эти сказки. Я не христианин. Но когда человек причисляет себя к моему народу и так тупые вещи приводит, и так тупо критикует, которые уже Убегаешь. 30, Убегаешь. 40, Ты 50 лет стоямба. Не убегай. 30, 50, Да не 30, убегай. 40, 50 лет Не одно и то убегай. же. А я Не отвечаю, я убегай. возвращаюсь к твоему ответу. Закрой рот и Валлахи, ты не слушай. отвечаешь. Ты не Я отвечаешь. отвечаю на твой вопрос. Ассаламу Слушай, алейкум, говорю братья тебе. Эй. мусульмане. Ва алейкум салам, но они Антизапор. салам не давай, Аслан. Они Да, кафиры. я хорошо даю просраться. Я антизапор. Понос вам Так делаю. Смотри, отвечай на вопрос. когда человек... Я с мусульманами Я не поздоровался. закончил отвечать. Ну, что за дела вообще? Что Так, за... я их пока отключил. Ты выскажись, потом они подымут. Хорошо. Когда человек себя причисляет к моему народу, и так за 50 лет, за 30 лет нисколько вообще из села, короче, из колхоза не вылезает, то есть у него кругозор никак не расширяется. Он одни и те же тупые вещи, когда говорит, я считаю своей обязанностью мешаться и разъяснить ему. Тут никакого христианолюбия нету. Так вот, христиане от слова что? Христос. Они следуют за Христом, а не за Яхве, а не за тем, что в Второзаконии сказано. В Второзаконии, что было сказано, это исторический контекст. Что было каким-то народом, что было сделано. Да, это утверждается, что тот же самый Бог. Но для меня, как не христианина, христианство, Новый Завет, это совсем другая религия и другой человек, и другое учение, которое полностью противопоставляется, наоборот, ветхому закону. Ветхому Завету, Второзаконию и всей жестокости иудейской, которая там была. Это совершенно другой человек, и другая философия, и другое учение. Но для христиан он тот же самый Бог, но для них это чисто исторически. Вот тогда люди были жестоки, соответственно, жестокие возмездия к ним и применялись, потому что другого языка тогда люди не понимали и не было. Вот когда человечество чуть-чуть было, подогнало, через народ Израиль свой избранный, Бог чуть-чуть, человечество подогнал, развил, вот он решил явиться сам. И все это нахрен, как есть, точку поставить, исполнить закон. Все законы исполнены, дальше Иисус говорит, как надо жить, что делать, это Новый Завет. Приведи хотя бы один стих оттуда о чем-либо, о какой-то навязанности или еще что-то. Вы этого не найдете, вы, мусульмане, постоянно лезете в Ветхий Завет. Ветхий Завет исполнен Иисусом. И христиане – это люди, которые следуют за Христом. Если у вас есть претензии к Ветхому Завету, идите к евреям, к раввинам. Вот они до сих пор во все это верят и исполняют. Вот у них поинтересуйтесь. Надо уметь разделять христианство и иудаизм. И претензии предъявлять по месту. Какие претензии к христианам из Ветхого Завета? Так вот, то же самое, даже то, что ты привел из Второзакония, там где что говорится? Иди навязывать иудаизм? Где там говорит, навязывать христианство там сказано или что? Все, я закончу. Можно сказать? Можно, да? Да, говори. Вот смотрите, где-то 4 дня назад, мой один Дай друг... ему отвечу, Катан, дай ему отвечу. Хорошо. Там говорится, Второзаконие, сейчас я снова стих найду, подожди. Глава 13, стихи 6 по 10 говорится, если твой брат даже будет навещать, просто подумает о том, что ты ушел от веры, убей его. Убей его. Это раз. Это иудаизм. Ты только Это что иудаизм. говорил. Стоп, подожди. Ты только что говорил, Это что да, в приводишь иудаизме этого Второзаконие, нету. это Ты пятикнижие только что это... Моисея. Я Аллах, Алло. ты только что это... Алло! Подожди. Иисус... приводишь Не-не-не, Второзаконие. я договорю, потом ты Это договоришь. пятикнижие Не-не-не, Моисея, подожди. это Когда иудаизм. Иисус... Это не Когда христианство. Иисус... Заткнись. Алло, Когда Иисус ты в мир слышишь ему вообще или пришел... нет? У тебя уши рабочие? Иисус сказал... Алло! Иисус сказал, не пришел, Иисус он все, пришел что сказал, это в исполнить Новом закон, не Завете. изменить.
Иисус сказал, не пришел изменить закон, а пришел исполнить закон. Так он Исполнять исполнил, закон и это всё. должны. Исполнять, Исполнил. если христиане, Закон если нет, не христиане исполнять. Алло. Не следуют, исполнять. если Исполнить. христиане следуют Да, короче, баран. Иисусу, Вообще, кетчер, да, я, о баран, моей, да. успокой, не надо, ты же плохо, да? Если христиане следуют Иисусу, то даже да, исполнять его закон, который он утвердил. Тебя Что никто значит, не проблема? боится. не бояться тут нету. А, Ты показываешь себя как странно, тупого музыка, барана. И подожди, все. музыка. Как идеального барана Только что и бешку, и все, короче. Тебе антитеррор разъясняют вещи. чисто Йой, обосрал твою религию, а ты заглотнул. Что, боишься, да, антитеррор? Кирилля, Макилю, отдельно Макилю. Сахол сахана қиылушу цақия сунт дадой христианство и таразакони шадега хатупой баран бос. Неган махайта бос просто хатупой баран бой. Цақияти. Цақията даята сунт дони христианство таразакони. Давай дагай мяу баран бу дегдинен давай. Подожди, ты сам говорил у себя в эфире, что если ты заставил бы чеченцев принять христианство, ты заставил бы его, ты это лично говорил, ах ты лицемерная мразь. Ты это говорил, Аллахи ты это говорил. А вы христиане, которые Я и сейчас говорю, была бы моя воля, я бы тебя заставил послал вашу принять религию нахуй, христианство. и дальше ему лежите. Лежите ему дальше, лежите дальше ему, понял? Лежите дальше. Как вы лежите дважды Путину, да? лицемеришь. За то, что Ты убивал дважды мусульман. лицемеришь. Так, вот это Путин я убивал тебя мусульман. Мы не И давай тут вывожу. демагогию не разводить. Ой, Даня, как ты? Смотри, Альбус, тут я тебя спускаю, да, потому что ты вообще не в тему там. Лежите, не лежите. Он тебе сам рассказывает, объясняет, что он к христианству не имеет никакого отношения. И просто в целях там, информированности твоей тебе привел там вот это исторические и так далее, все моменты. Я вам расскажу, смотрите, я 3 года работал в Пакистане, да, и 2 года работал в Мали. С 2008, короче, проработал я много чего видел, я могу много что интересно рассказать. Я вам даже расскажу, как к нам в части, например, пакистанцы приводили, например, девчонок и пацанов для секса. Представляете? Девчонок и пацанов. Я думал, что в мусульманском мире такого нету. Я видел, как на базаре продают наркоту. Я видел, как на базаре продают алкоголь. Как бы под полом, но все это знают. И полиция это знает, и все это знают. И покупают, и втихаря, как бы... даже и не втихаря бывает. Этим занимаются. И самое что интересное, что как бы религия это же запрещает, а они это делают. Например, если взять, например, Африку, да, вы не представляете, сколько там мусульмане сейчас убивают. Просто пачками. И всем пофиг. Вот всем пофиг. Ну идите разберитесь. Нет, всем пофиг. Вот сейчас, например, Россия в 4 странах Африки. Это Мали, Судан, ЦАР и еще там 4-й, забыл, как называется. И вот они сейчас там убивают мусульман, частная военная компания, например, да? И что вы не предъявите? Вы прям находитесь там, где штаб-квартира. Предъявите. Если вы такие смелые, если вы не боитесь, если вы на пути истинном, да, сделайте джихад на Кремль, вперед. Нет, там нету поставленной цели. Там только сейчас за Палестину, потом за Иран, который вообще враждебен шиитский. Они даже не в курсе, именно... что в Израиле, вот, например, да, вчера, например, светская власть дубаками разгоняла ортодоксов. Потому что эти шизофреники там начали такое, что мама не горюй. И девчонки с пацанами военные, да, вот этих вот чуваков с пейсами просто дубаками разбивали. А вот это никогда не покажут. Все думают, что и там все евреи одинаковые, например, да. Нет, есть светские, а есть шизофреники религиозные.
Так, еще гости сейчас подыму. Только вот этот мелкий, который с детсада, тебя я не буду поднимать, ты несовершеннолетний. У меня, знаете, рассказать вам смешную историю. Хотите посмеяться? Короче, у меня был друг, он работал, ну сейчас есть, он сейчас в Казахстане, и он работал 12 лет в Гугле. Работал в Лос-Анджелесе, работал, короче, в Москве, работал в Европе, в Франкфурт-на-Майне, и вернулся в Казахстан, и сейчас скоро опять в Калифорнию едет. У него было такое время, он не мог, короче, заработать, не было работы, большая была конкуренция. Знаете, чем он занимался? Он занимался роликами. Он делал ролики, например, про плоскую землю, про религии, например, еще что-нибудь. И очень качественный делал, да? И в русский сегмент YouTube это отправлял. И люди до такой степени всему верят. Они, короче, представляете, вот он говорит, у меня были случаи, когда мне люди доказывали что-то мне про мои ролики, они же не знают, что эти ролики я снимал. Не знают, что эти ролики я сам монтировал. Так, вот тут у нас тот самый, короче, негодование проявляет, что якобы гостей там, иноверцев не выключают, других выключают. Поднимись, давай, поднимись, выскажись. Просто главное, чтобы нормально, он как этот сейчас с флагом Татарстана, который был, постоянно встревает, перебивает, то есть не дает высказать. Вот Материться. так главное, чтобы, да, чтобы вот так не вести себя, вот так можно здесь поговорить нормально. Люди разучились, мне кажется, в наше время дискутировать без, как сказать, без оскорблений. Мне кажется, люди разучились разговаривать как люди. Причем давно уже разучились. Так, кто у нас? Довлети один. Довлет аль-Ислам Бакия, да, типа того. Говорите, Довлете, маршова, приходите свободно. Я вчера на одном, ну, так же люди разговаривали, да, и ребята были с Дагестана. И я им перечислил все названия, вот как вот знаете, в Афганистане же есть эти, как называется, мальчиков, когда зовут на всякие эти сексуальные игры. Как они, Бачи-бази. Да. И я перечислил в мусульманских, в других странах, например, аналоги и названия, короче, вот этих вот, даже я не знаю, как сказать, короче. И вы не представляете, там нет, такого нету, такого нету, такого нету. Я говорю, ребята, я говорю, я в Пакистане 3 года был. Я сам видел, как к нам приводили, например, да. У нас были, например, там чуваки, которые были геи. И им приводили пакистанцы, короче, этих пацанов на это, как называется, ну, для секса. Я говорю, вы мне будете рассказывать, что такого нету? Я говорю, вы что, с ума сошли, что ли? Я говорю, вы вообще где живете? Я говорю, вы вообще ничего не знаете? Нет, у нас такого нет, это такое у всех, кроме нас. Ну, вообще-то Махачкала является неофициальной столицей геев на Кавказе. Это была сейчас цитата. Я вам больше скажу. У меня была знакомая девушка с этого, как называется, с Латвии. Она была профессиональная, короче, эскортница. И она работала по всему миру. По всему миру. Поверьте мне, она мне много чего она рассказывала. Смешного и курьезного. Здесь есть такой персонаж, имам Шамиль Маликов, тоже в Бельгии где-то живет. Угу. Так он разъяснял, что, ну, эти темы, конечно, сейчас тоже не хочется в них уходить, в эту грязь, но тем не менее там
что у них где-то там аварцы, там высокогорных, а этих нет там. Да это все история человечества. Осликов, да, там с осликами как бы Сколько дружили. есть человечества, столько есть извращений. И этим самым как бы они свое общество оберегали от зина, ну, то, что называется там вот это внебрачное там с женщиной какие-то отношения. То есть вот это вот с осликами, вот это дружественные отношения, они оказывается лучше, чем... У нас, кстати, в Америке с прошлой недели запретили, короче, в паспорте писать, что ты, короче, трансгендер, и полностью запретили на территории США выступать трансгендером, короче, в женских видах спорта, и ну, полностью, везде им сделали стоп. Все. Вы не представляете, здесь как на ушах стояли наши леваки. Знаете, хотите, я вам прикол расскажу? Короче, у нас в свое время в Америке, да, появилось такое движение, это было во времена Барака Хусейна Обамы, да, интеграция социализма, коммунизма с исламом. И вот он был как бы предвестник вот этого всего. Он это принес, я даже не знаю откуда это. Я когда людям 4 года назад на своем YouTube-канале про это рассказывал, на меня смотрели как на шизофреника, да. А когда это произошло, например, вы знаете, что, например, про палестинские вот акции, да, поддерживали абсолютно все ЛГБТ-сообщества, которые только есть в Америке. Абсолютно все леваки-евреи их поддерживали, которые вот в институтах там преподают, знаете, вот эти вот коммунистические, которые шизофреники. Вот. И когда я это говорю, все такие: нет, это не может быть, не может быть. Ребят, можно, да, вопрос задать? Всех приветствую. Так, можно? У нас тут несколько гостей. Маюш, вас тоже приветствуем, всех, кто зашел. Приветствую вас всех, хорошо. Да, я один вопрос задам, получу на него ответ и спущусь. Можно, да? Ну, давайте. Вот здесь много, скажем так, людей, которые там были в исламе или там сейчас в исламе. Насколько я знаю, я сам христианин, насколько я знаю, в исламе чтят Иисуса как пророка. Его называют Исой. То есть у меня вопрос мой заключается в том, ставят ли какие-нибудь слова Иисуса под сомнение в исламе? Вот это я хочу узнать. Или абсолютно все, что Иисус учил, это как бы в исламе тоже принимают? Ну, то, что как бы доносит до слушателя Коран, там Коран, Сунна, вот это все принимается. А уже там то, что в христианском мире, оно не принимается. То есть это является искаженным, по мнению вот противоположной стороны. Просто по учениям Иисуса после него не может быть никаких там посланников там или сыновей Божьих, кто как хочет, пусть так это понимает, второе пришествие, и после него много, ну, он так говорил, что будут много тех, кто будет называть себя посланником Бога, а по факту это будут являться антихристы. Но они где-то там в Библии, в Евангелии нашли, что якобы Иисус Христос говорил, что после него будет утешитель, и этот утешитель якобы Магомед, то бишь Мухаммад. Нет такого Евангелия. В Евангелии нету такого. И не может быть там такого. Но они... Извините, такого нет. Извините, что я перебиваю вас, такого нет. Нет, это мусульмане думают. Я сам живу в стране, где большинство мусульман. И они буквально все говорят, что Христос говорил, что после него придет утешитель, и этот утешитель есть Мухаммад. Понимаете? Это понятно? Есть. Говорил, он будет утешитель после меня. Я уйду. Но он там говорит, что я пошлю его. Если они утверждают, то есть надо понимать, у мусульман, когда они подмазываются, подлизываются к христианам, неграмотным, чтобы исламизировать, они обычно вырывают
из контекста или из предложения два слова и вводят в заблуждение. Там есть «я пошлю утешителя», и он будет говорить не от себя. Но он там говорит «я пошлю его, мне надо идти». Ибо если я не пойду, то он не придет. Я пошлю к вам его. Если они мусульмане, когда, христиане обычно, знающие христиане с ними в спорах, на этом их постоянно ловят и говорят, если вы говорите, что утешитель это Мухаммед, то вы должны признать, что Аллах ваш, который послал Мухаммеда, это Иисус. И тут же у них начинается сразу вот этот, вертеться, как уж на сковороде, Библия искажена, но мы в нее не верим, мы просто потому, что вы верите, это говорим. Окей, мы верим, что Иисус пошлет утешителя, но это утешитель, это Святой Дух. Третья ипостась. Да, и святые отцы говорят об этом, то, что утешитель это Святой Дух. А они думают, что это Мухаммад. Антитеррор, можно вам вопрос задать? Я за вами давно слежу, уже, наверное, больше года. Я хотел у вас спросить, вы же человек начитанный, да? Расскажите мне про Чечню до религии. Мне интересно, как вообще там эти все дела обстояли. Еще сейчас у меня, к сожалению, нету времени, это долгая тема, сейчас нету времени. Работаю сейчас. Извините. Я могу немного расскажите. Да? Вообще религиозное, этот салафизм, да, он пришел, скажем так, уже открыто и массово в 96-7, уже после подписания этих соглашений, мирного договора потом. В частности, можно сказать, с 97-го года, да, такое. А так понемногу уже какие-то до этого внедрения или там потихоньку такой его, скажем так, он приходил, до этого так местами, да, там какие-то люди появлялись. Но массово уже в 97-м году это дело началось, и оно в своем большинстве оно шло именно из России. Потому что вся эта литература русскоязычная, она печаталась в Российской Федерации, в разных городах. Это на этих всех книгах было и обозначена печать, где происходило. Потому что в нашей республике все было разрушено, не было ни печати, ничего. И именно из российских городов тоннами это завозили и бесплатно раздавали. И так потихоньку потом эти русскоязычные арабы, которые начали там появляться у нас. Эта тема потихоньку набирала обороты. А до этого, да, вообще до Первой войны, до Первой русско-чеченской войны, вообще религиозное дело, оно эти суфистские учения, то есть суфизм, который вообще враждебен для ваххабизма, да? То есть именно это ваххабистские учения, салафитские, которые более правильные, можно сказать, да? Потому что они основаны на Коране и Сунне, именно на этих записанных там источниках. А то, что мы проповедовали, там, практиковали пару, там, возможно, тройку веков, то это такая смесь этого с Турцией, такого суфизм, смешанный немного, подмешанный там с христианством, там какие-то местные эти традиции, что-то такое да. То есть религия и государство, там, политика, они были врознь. То есть религиозное дело – это на духовном уровне, там, погребение там, человека, там, я не знаю, там, какие-то моменты там, брака, да, там, супружеской жизни, когда
где-то там кое-что, какие-то эти, что-то на арабском могли прочитать. И вот такое вот. То есть в остальном, даже вот то, что мы постимся, вот сейчас был месяц Рамадан, он как бы кончился, третий день сегодня как. И у нас пожелания друг другу, вот это в праздничный день, там, то, что мы пожелаем друг другу, это все у нас на своем языке, и полностью это все отличается от того, что в исламе, да, там, от вот этих пожеланий там и так далее. Как бы, да, сегодня вот с приходом этого салафизма потихоньку он начинает еще больше вытеснять все там чеченское. И даже включая вот это пожелание, да, там уже пытаются арабизировать это дело, то есть на арабском языке высказать, как и с приветствиями, с саламами и с всем остальным. Вот как-то так. Я в 96-м году был в Чечне, мы ездили с моим другом из Казахстана забирать его маму, там недалеко от Грозного. И вот я вам скажу, да, я 2 раза был в Чечне, 1 раз я был со своей мамой и папой, когда я был маленький. Вот мы ездили, короче, по турпоездке по всему Кавказу. И вот я еще то время застал, когда чеченцы были одеты как в светском государстве. Костюмы, спортивные костюмы, знаете, шапки. И они здоровались не салам алейкум, они здоровались: привет, как дела? Вот, вот так вот разговаривали. 96-й год. А потом кого-то что-то как перевернулось. Да, да. Ну, Рагин, это можно вопрос? можно, давайте. Вы сказали, что сейчас у вас праздник, и он совсем не связан с исламом. Можете рассказать о нем? Ничего, прощения, у меня дочка у всех есть дети. Рядом и... Не проблема. Да, извините. Тем более из-за того, что у нас дети сейчас учатся все на удаленке, и они все дома, надо развлекаться, играть, и как-то так. Насчет праздника вы хотели что-то сказать? Ну, у нас... Да, вы сказали, что сейчас праздник у вас. Да. Вообще-то вот с приходом вот этих религиозных учений у нас все оно потихоньку вытеснило, то есть наше культурное, наши вот праздники, то есть вот эта утрата даже при вот этом суфизме, который мы практиковали до середины 90-х, оно тоже, к сожалению, вот это выдавило, да, там какие-то даже имена мы утратили. Вот эти праздники мы утратили. И тем не менее, вот этот вот праздник там Рамадана, да, вот то, что сейчас, его как бы в своей культуре, скажем так, упорядочили чеченцы, да, вот у нас он по-нашему, по-особенному, вот когда даже мы поздравляем друг друга, то у нас есть какая-то субординация, да, там, если зять, он должен, скажем так, первым к теще, к тестю, ну, как бы к ним наведаться, потом к родственникам по матери, там, ну, с утра, как бы, самый первый, там, обход такой, да, там. И это вообще у других народов, в других культурах такого нету. Ну, по всей видимости, вот когда наши праздники были заменены, да, вот этим делом, это изначально вот так вот, скажем так, действовали наши праздники, да, вот именно эта же культура, она действовала в наших каких-то национальных, традиционных. А потом, когда это потихоньку начало сменяться, просто эту же культуру, вот такую там поздравлять друг друга, там
всякие вот эти столы, если готовят там еду, оно все просто перекочевало вот на то, что сейчас, да. Ну и вот то, что мы уже практиковали доселе, да, вот его тоже полностью ломают, потому что уже ходить друг к другу, например, мужское, скажем так, мужская часть общества, она обычно ходит и поздравляет, да, а женская там часть общества, она находится дома, или старики, да, которых там поздравляют, которым приходят, навещают которых. Но вот с приходом вот этого салафизма во всей его красе получается так, что если мужа нету дома, уже нельзя и в гости, как бы, там, я не знаю. И поэтому вот эта вот салафистская такая среда, да, там, ярко выраженных вот этих салафитов, они уже и друг к другу и не ходят, никого не навещают, не поздравляют. Там вот, например, здесь в европейских странах придумали какую-то вот эту тему, где собираются на какой-то пир в каком-то ресторане там. Но это уже как бы не именно вот эти отношения, да, такие дружественные, родственные, когда навещают люди друг друга, вот это тоже все Человеческий. утрачивается. Да, это все утрачивается. У нас, короче, вчера был доклад, короче, у нас новый министр по разведке, первый за всю историю, короче, США, человек из племени Чероки. Вот он сейчас министр по разведке, да? И он интересную вещь сказал. Говорит, вы знаете, что люди-мусульмане, которые к нам приезжают в страну, например, да, просят у нас защиты, они приезжают нормальные, но у нас на территории США есть уже несколько группировок, которые здесь их в США радикализируют. Представляете? Здесь у нас прям в США их больше радикализируют, чем там на Востоке. Начали проверять про этих людей. Все эти люди пришли сюда как беженцы. Обросли жирком, отучили своих бесплатно детей, имеют жилье по 8-й программе, да? И тут они, у нас, вы не представляете, как за них вот здесь взялись, да, за их высказывания. Там такие высказывания, Гитлер отдыхает, просто отдыхает. Вот, честно сказать, неблагодарные свиньи. Приветствую всех. Надеюсь, меня хорошо слышно, а то у меня интернет плохой. Да, вас слышно, приветствую. Да, вас Вот слышно. так. За год, наверное. Когда это уже вот года 4 существовало, 3 где-то. Вот. Я вам расскажу кое-что интересное, что вы, наверное, не знаете. Короче, мой отец, он бывший военный, он всю жизнь был в армии. Всю жизнь прослужил он в советской армии, да? И вот в Алма-Ате, в бывшей школе КГБ «Яблоневый сад», там готовили палестинских террористов в противовес США и Израилю. Там полностью они проходили вот эту всю диверсионную подготовку. И, например, во времена Андропова они думали, ну кого же поставить президента там, кого же поставить? Это ж, палестинцы, это ж арабы, нет такой нации палестинцы. Вот. И, короче, думали, кого же поставить. И нашли человека, который учился в институте, был коммунистически настроенный. Есть такой термин коммунистический ислам. Вот. И этого человека звали Ясер Арафат. Он вообще не был человеком с этих территорий, он был египтянином. И в свое время КГБ поставило его над
палестинцами, как они тогда назвали. Это вообще Андропов этот термин придумал, палестинцы. Это директор КГБ Советского Союза. Да, согласна. Вы правы, да. И вот все Там пошло из этого. И знаете, про что я к чему подвожу? Мне такое очень-очень отдаленное ощущение, что в свое время в Ичкерию, да, мне кажется, такое ощущение, что вот этих радикальных исламистов закинуло само КГБ. Она их отучила в медресе через свою агентурную сеть, например, да, в этих, как Патриса называется, Лумумбы выпускали, выпускники были в Москве, все да. агенты. И мне такое легкое ощущение, что вот этих людей, которых забросили на Кавказ, это все люди были уже завербованы там на территории Саудовской Аравии, Египта, Иордании, и они пришли как будто бы оттуда, а с мозгами КГБ. Вот у меня вот такое ощущение всегда было. ну, Они оттуда не пришли, они пришли после окончания университета в Москве. Патриса Лумумбы был такой университет, есть сейчас он. Там готовили всех агентов. Проходили подрывную работу, они проходили в дивизии ГРУ, по-моему, в Крыму там была дивизия такая, ГРУ, там проходили подрывную деятельность, все это. Если ваш отец был военным, вы должны быть в курсе этих событий. ну, там у вас какие-то подозрения на этот счет, да? У нас как бы мы в этой среде там, вот люди, у которых затуманен разум вот этими религиозными всякими там чаяниями, я не знаю. Я понимаю там духовные ценности, но не до такой степени, да, чтобы оно могло как бы явно явно то, что ты видишь, что происходит, как бы все равно тебе это все дело как бы перевернуть, да, там в голове. И вот то, что происходило, вот это всякие литературу, которую нам, да, там закидывали, потом вот эти русскоязычные, вот эти непонятные люди, потом то, что в Дагестане уже началось, создали вот такую систему там, установили в нескольких селах уже шариат, в частности, вот 2 села было, Карамахи, Чабанмахи, в эти 2 села приезжал, можете в интернете, это есть в Ютубе, в эти 2 села приезжал посещать директор ФСБ на тот момент Степашин. А там Знаю. прям вот бородатые, короче, исламисты, вооруженные даже некоторые. И приезжал туда, и потом объявил там, я не знаю, поэтому давал интервью, что такого бы шариата нам вообще во всем Дагестане. И вот эта вот Вторая русско-чеченская война, она началась как раз-таки из провокации вот этих 2 сел Карамахи и Чабанмахи, которые вскоре потом... Не по Дагестану, а по всей России, он сказал. Такое. Да? Вот, Карамахи, да, Чабанмахи. да. А можно вас спросить, смотрите, вот, например, бывший президент Сирии, да, он же был алавит. Вот расскажите, вот, что из себя представляет это направление? Так, это у кого у нас? Меня слышно? Слышно. Да, слышно. Слышно. Да, слышно. Слышно. Да. Вот этого черного, который приезжает туда, включая из Саудовской Аравии, Пакистана, в особенности Пакистана. И они себя там чувствуют очень вальяжно. Очень вальяжно. Их охраняет именно ФСБ. Так что все в порядке. Как маленькое дополнение. Да. Ну вот это все у нас просто там на глазах развивалось. И вот это, да и через Дагестан в конце концов, вот вторая уже война была затянута. Вот когда был президентом Джохар Дудаев, и была провокация сделана в Ингушетии, это 92-й год,
еще за 2 года до Первой русско-чеченской войны был спровоцирован вот этот осетино-ингушский конфликт. И через него попытались, мы как бы, ингуши, чеченцы, это все-таки один народ, да, политически сейчас на 2 народа как бы это разделилось. Скажем так, генетически и так далее, одно происхождение, там один народ, да, который в 19 веке разделили на 2 народа. И вот эта провокация, она просто сколько там погибло людей, потом сколько там было замученных, изнасилованных и так далее, чтобы вот втянуть чеченцев, да. А там что получилось? Ингушетия провела референдум и вошла в состав Российской Федерации, то есть добровольно, там, умышленно. И уже являлась Российская Федерация, в отличие от Чеченской Республики, да, которая там самоопределилась, уже у нас прошли выборы, принята Конституция, мы живем своей там полноценной государственной жизнью на тот момент. И вот этот конфликт, он, чтобы на официальном уровне там чеченцы на эмоциях вторглись, и получилось так, что напали на Россию. И вот это вот Джохар Дудаев, он как бы не позволил. Да, там были добровольцы, которые по своей доброй воле там шли и помогали как-то, но государство, оно не вмешалось в это дело. Вот уже в случае с Дагестаном это было немного посложнее, да, потому что уже религиозная тема, хотя официально также президент это осудил, но все-таки политика, она была неправильной на тот момент. Просто вот эта религиозная тема, она, к сожалению, по сей день многие чеченцы, вот то, что мы пытаемся пробудить, да, там, свою общественность, многие чеченцы не понимают, что вот эта религиозная тема, она именно политически используется. И вот этот салафизм, он же ваххабизм, который вот, как бы в нашу среду впихнут, грубо говоря, да, он изначально был воспринят как что-то там такое, скажем так, параллельное, что-то там, как союзник, скажем так, против там вот этой политики России, против их агрессии. И по сей день вот из-за невозможно, потому что люди не могут покритиковать какие-то вот эти действия, да, там, которые в Коране, в Сунне находятся. Оно происходит такие игра в поддавки, то есть вот это как бы невозможность критиковать Это игра основу, в поддавки. да. Видите, что в Англии превратила эта игра в поддавки? Что там сейчас творится? Это ужасно, я вам скажу. У меня жена британский как бы гражданин, да, и мне многие вещи интересные рассказывала, то, что, например, по телевизору не рассказывает. Рассказывала, как полиция покрывает их там. Там есть небольшой городок, например, да, где пакистанцы изнасиловали 66 девушек и девочек, например, да. И самое что интересное, вы представляете, на правительственном уровне их, короче, крышуют и их не садят. Если это бы сделал, например, британский гражданин, да, который там всю жизнь родился, например, его посадили на лет на 20 за такое, а их просто отмазывают. Представляете, на каком уровне крыша идет? Это просто, это очень интересно, я вам скажу, почему так получилось. Как бы, с другой стороны, англичане всегда говорили, что, короче, Ближний Восток – это наш второй дом. У них штаб-квартира Ми-6 2 в Ливане. Вот, но для чего они это сделали, чтобы полностью вот стереть, например, свой этнос, я, честно сказать, я в шоке. Я не знаю, для чего они завезли радикалов. Даже нету даже примерно мысли, для чего они это сделали. Я думаю, может, просто с помощью их проще управлять обществом. Только Я вот так. могу Кстати, у нас... помочь объяснить, почему их привезли. Это
Извините, что я вас переменяю. Как бы, если вы хотите, я вам могу объяснить, почему это произошло и почему их туда завезли. И не только их. Это информация именно... Это закрытая информация, которой я не могу распространяться. Это информация, которая проходила в изучениях государственных организаций. Это бесплатная, дешевая рабочая сила, примерно как форматы Арабских Эмиратов, но получилось не совсем так. Конечно, не Да, интегрируется. не совсем так. Они в общем-то, не только не влились, да, большинство из них не только не влились в саму систему страны, и получилось так, что они стали поперек горла, потому что, в общем-то, они не намеревались вливаться, потому что, в общем-то, ислам не позволяет им вливаться в общество, которое не является мусульманским. И вот Короче, как-то так получилось. в моем... У меня в городе, вот в Орландо, да, у нас прямая демократия. Почти сразу. Ну, вы знаете, да, что в разных штатах разные законы, и даже на уровне городов разные законы. И вот у нас, например, да, Конечно, я, конечно. я в Америке 21 год уже живу, да, и, например, начали ребята приезжать, например, и девчата учиться, например, да, в США, и некоторые, например, остались, кому-то работу предложили, например, да, кто-то, например, там женился или еще что-нибудь, и назрел такой вопрос, что наши радикалы с севера Америки, там Нью-Йорк, Чикаго, вот эти все, да, они начали требовать, чтобы построили здесь мечеть. У нас прошло голосование, короче, а у нас получается, ну, большинство здесь, 99,9% это католики. Они говорят, ладно, хорошо, Америка демократическая страна, мы вам позволим построить, короче, мечеть, но только не в центре города, короче, на окраине, и только без минарета, потому что люди проголосовали, чтобы никаких не было ни криков, никаких азанов, ничего, потому что территории выкуплены, это будут бесконечные суды. Вам, как, например, гражданам, например, США, вам это разрешается, но, опять же, голосование вам велит делать вот так. И их там полиция охраняет, как бы они там делают свои религиозные службы, намаз читают, все, но запрещено минареты. И вы не поверите, запрещено полумесяц на этом, как называется, на крыше мечети. Потому что прошло голосование, и большинство решило сделать именно так или никак. Или соглашайтесь, или нет. А в Чечне вообще тут никого не спрашивали, не было никаких референдумов, там ничего, опроса не было. Привезли 200 семей палестинцев. Почему это вас не удивляет? 200 семей палестинцев, а дома были построены за 2 года до того, как их привезли. Мне отец рассказывал, знаете, что когда война закончилась, в этом, как называется, ну как закончилась, она так и не закончилась еще до сих пор, в Афганистане. И вот советская власть вывезла афганцев, которые сотрудничали так или иначе с нашей армией, да, на территорию Западной России. Это Московская область и вот это вот все. Как вы думаете, какое количество афганцев привезли в советское время? Попытки вы просто ошалеете. Сколько? Как вы думаете, сколько? 100 тысяч. 100 тысяч афганцев было вывезено из Афганистана в СССР. И в основном они все были размещены на западе России. Ну, потом они их тоже как бы там кинули. Патрис Лумумбы закончат и будут работать. Да, потом они возмущались, и многие вот так в Европу оттуда сбежали потом в итоге, потому что там никаких условий, ничего не было. Насчет вот этого, как Советский Союз создавал исламских террористов, очень хорошо разъясняет, есть такой румынский, вот этот военный, короче, ну, в спецслужбах, по-моему, да, каких-то работал, который перебежчик из Румынии,
Почепа такой. Михай, Я по-моему, слышал Михай Почепа. фамилию, знакомая фамилия. Да. Ну, он вот очень хорошо там разъясняет, как вот это все террористическое дело, кем создавалось и кто за этим стоял. Ну, самое что интересно, смотрите, все очень просто, да? Сколько во Франции было погромов, например, да, сжигания машин и вот этих вот, ну, всего антинародного до того, как завезли чуваков, например, в Северной Африке. Такого ж не было. Были там революции, да, как бы Франция это колыбель революции, например, да, это было. Но чтобы в мирное время выходили люди определенные, например, этноса и полностью все громили, при этом живя на шее у государства, это, конечно, я херею. Кстати, в Великобритании за последние 3 года 8,5 или 8,400, короче, было дел за то, что люди, например, высказывались против исламизации, например, и иммиграции, например. И представляете, это ровно в 2 раза больше, чем в России. Людей позакрывали. Сейчас вот приехал один оппозиционер с Великобритании сюда, в США, который отсидел 3 года в тюрьме в Великобритании. И вы, говорит, не представляете, мы, говорит, мы, британцы, сидим чуть ли не в казематах, а этим чувакам привозят там баб, у них там Sony PlayStation, у них там угощения с этих, как называется, со всяких организаций. И, говорит, вы, говорит, не поверите, такое ощущение, как будто они, как короли там, говорят, сидят, а мы просто сидим там на 1-м этаже в буре. Туда давал интервью, и ему хотели 10 лет дать в Великобритании, и он, кстати, взял все вот эти интервью у женщин и девушек, которые в его городе были изнасилованы, полностью эти видео, короче, у нас на Фоксе, короче, он показывал, там вот это все интересно, прикиньте, и там Великобритания, там, отдайте нам его, отдайте, Трамп говорит, нет, не отдадим, вы же, говорит, больше не Великобритания. Говорит, если вы Великобритания, где ваш флот? А если, говорит, вы не Великобритания, ну, вы все, говорит, вы Мелкобритания, вы уже не Великобритания. И самое что интересное, что, знаете, что откололась Австралия от Великобритании и примкнула, короче, к США. Говорит, мы короче, будем с вами. Маюш, как у вас там обстановка? Это у вас сирена была? Так, занято, наверное. А вы знаете, когда люди приехали с Чечни, да, когда вот была война, это была не вторая, а первая чеченская, например. И я здесь с чеченцами разговаривал, которые уже здесь интегрировались в Америке. Вот дети в институтах, там кто-то в авиакосмической промышленности работает, кто-то там работает программистом, кто-то преподавателем. Полностью интеграция. Я, честно сказать, я удивляюсь все время, что чеченцы очень хорошо интегрируются в Америке. Очень хорошо. Они становятся, ну, честно сказать, американцами быстрее всех, наверное, из бывших стран СССР, да? Им на по ускоренной программе дали сначала грин-карту, и по ускоренной программе им дали гражданство. И вы не поверите, я вот с кем разговаривал, например, там с Майами, например, там еще откуда-нибудь. Ну, я вам скажу, это не худшие силы своего народа. Добрый день всем. Катана, привет. Привет. Катана, что там за проблемы опять у нас? Что опять на Трампа все гонят, а? Что там все накинулись? Потому что он против ЛГБТ-сообществ, он против исламизации. Он Ну, против... так это он давно был против этого всего. Ну, вот так вот. Я же рассказывал тебе вчера или позавчера, что у нас выходили иранцы с плакатами в Орландо, и что благодаря Трампу, что это власть. А по телевизору у нас ни один канал это не показывал, кроме Фокса и Макс Ньюса. И они вышли, а там напротив их стоят эти крашеные ЛГБТшники, леваки, с палестинскими флагами. И как бы ничего не могут сказать иранцам. Они же, знаете, интересно, что... помнишь, я тебе рассказывал, что типа... Ой, блядь. Звенья одной цепи. Вот наши леваки, например, да, и диктаторы, например, такие там, как с России, или там из Африки, или с Ближнего Востока, например, есть кто любит радикалов. Звенья одной цепи. Звенья одной цепи. Не может быть. Это те цепи, которые делают проблему именно у нас, знаете? С этой Потому войной что переговоры в тот момент, заглохли. Какие переговоры? Извините, что я вас перебиваю. Я просто хотела отреагировать по поводу звенья цепи демократов и всех остальных. Это я вас перебил. Это я вас которые перебил. вставляют палки в колеса именно в Израиле.
Мы друг у друга. Да, да. Будем сейчас Все прощения просить. хорошо, все в порядке. Да. Просто отстает у кого-то интернет. Да, да, я немножко, да. Вот я думал, вы закончили уже, да, а оно... Сейчас у меня он друг в Питере живет, а я в Киеве, короче. Так у него вообще жопа с интернетом, мы не можем нормально общаться. У него там вообще что-то совсем труба с интернетом. Все глушат, все что-то это самое. В Израиле. Я в Израиле, у меня просто провайдер полная Г. Поэтому вот так. У меня тоже семья в Германии. Когда вот эти баллистические ракеты сбивают, да, вот эти обломки, большие куски прилетают на землю. Вот когда вот, например, сбили ракету, например, над городом, да, Медиа Да, сбивают, да, но сами по себе вот эти ракеты, это баллистическая ракета, которая такая бандура, примерно метров 25. Ну, и 25, может быть, я увеличила чересчур, да, ну, примерно так, и высотой, я думаю, метра 2. до 5 И этажа. тогда, когда она взрывается она на кассет. А? До 5 этажа, короче, она высотой, да? А она, смотрите, у нас определенные правила, когда нам 10 минут после того, как взрывают эту ракету в воздухе, нельзя выходить, потому что падают осколки. Осколки могут быть, само собой, разных размеров, могут быть и очень большие. И, ко всему прочему, могут быть, потому что они начинены, эти ракеты начинены кассетными бомбами изнутри. И тогда, когда идет взрыв, мы еще слышим побочных раз 10, да, которые продолжают взрываться в воздухе. А те, которые не взорвались в воздухе, могут просто упасть на землю и взорваться. Поэтому нам нельзя выходить из укрытий 10 минут. От 10 до 12 минут не выходить, пока не упадут все осколки. Это правило у нас. Ну вот Катана. Потому что у меня мой дядя живет в этом, как называется, под Киевом. Там совхоз Снежина, короче, раньше это был. И вот там сбивают, короче, эти, и обломки уже, говорит, полсела от этих обломков просто вот падают, там крышу пробьет, или там гараж разобьет, такие большие куски. Да, да, да. Вот у нас месяц назад, это что же у меня, прямо под Киевом сбили ракету, она падала, ну, минуты 2 после взрыва в воздухе, потом такая гугуп. Она упала на гаражи, ну, сгорело гаражей штук 10. Ну, топливо там всякое такое, помяло там гаражи, ну, такое. Не, ну понятно. Нет, это понятно. Сейчас шахеды стали сбивать как-то так вообще. Раньше более точное какое-то вооружение. Раньше долго там сбивают, куча трассеров, куча всего. Сейчас очередь, все, бах, взорвался. Как они так точно стали в них попадать? Я знаю, что у нас идут, перенимают систему из Украины сюда. Да. Сейчас шахеды сбивают вообще на раз-два. Наши перенимают вашу систему сюда. Да. У нас, где посольство было... Трамп, Раз-два. Короче, у нас посольство Пакистана не Извините. стояло, там стояло 4 Vulcan Flowers. Это такие шестиствольные пушки, и они стояли по краям посольства в Пакистане. И вот они сбивали все, что там больше положено прилетает, там 3000 выстрелов, короче, в минуту получается. Так, раз упала вещь какая-то. Ну, вот, Дитмар, нам надо быстро и мгновенно. Но не падает, они в воздухе взрываются. Шахеды Трамп, просто в воздухе видимо, разрываются. стал плохим вот на фоне вот этого, то, что сейчас в этом Иране, да? На этом фоне, видимо, плохим стал. Просто опять все что-то на него начали опять грузить, опять это самое, опять эти разговоры, что опять импичмент он не досидит. Я вам скажу так, что бы там ни С говорили... первых уст, что творится в Америке, я хочу вот именно у вас узнать, что творится в Америке со стороны демократического лобби, потому что демократическое лобби старается изо всех сил вогнать палки в колеса. Они говорят как будто по одной бумажке, Да. то, что говорит
Они говорят по одной бумажке то же, что и говорит Путин. У меня такое ощущение, где-то в одном месте это все пишут. Я вот слышал, что Путин говорит про Иран, и то же самое наши леваки в Конгрессе говорят. Один в один, все слова похожи. Хорошо. Катана, Один объясни вопрос, мне. насколько Ну удачный... ладно, хорошо. Говорите, говорите. Я прошу прощения, я этого провайдера. Я хочу узнать, насколько реально, что демократическое лобби может хоть как-то навредить сегодняшним реалиям, потому что даже встреча между Си Цзиньпинем и Трампом перенесена на 2 недели. Как бы мое представление такое, что есть какие-то недосоглашения, недопонимания, и плюс еще Я у себя на канале демократическое лобби, выкладываю которое пытается... я у себя на канале выкладываю первоисточники Конгресса США. Есть на английском языке, есть на русском. Можете посмотреть. Это первоисточник. Это не то, что написали в газетах или не то, что говорят блогеры. Там выступают все. Начиная с министров экономики, заканчивая там министров, например, по этому, министра обороны, например, да. И полностью там все рассказывают. И прям журналистам прям в лоб говорят. Вот сейчас люди, говорят, посмотрят то, что мы здесь говорили, да. Как мы отвечали на вопросы. Вы, говорит, уже столько раз были оштрафованы на 300 миллионов, на 150 миллионов, на 50 миллионов, и вы продолжаете лгать в прессе. Вы, говорит, понимаете, что у CNN, например, да, акции упали на 66%. Вы уволили по всему миру 500 журналистов своих, да? Вы уже на волоске висите, вы уже фактически на продаже. Все, вам уже конец. И вы все равно вот эту левацкую дерьмовую пропаганду вы выливаете. Ну, говорит, люди-то уже могут просто прийти и посмотреть наш брифинг, и не смотреть, и не читать, что вы пишете. Хотя есть люди, которые до сих пор будут читать и не будут смотреть первоисточник. Им это просто не надо. Они любят просто вот, как сказать, кто мягко стелит, например, да. Хотя в наше время современное, технологичное, зашел, посмотрел, например, хочешь тебе русский язык, например, есть, хочешь тебе английский, хочешь немецкий, французский, арабский. Любой язык сейчас доступен, например, да. И ты можешь посмотреть первоисточник. Проходит брифинг, и они опять начинают чесать. Я смотрю первоисточник, я читаю все на английском, и я не смотрю только одно медиа, я смотрю и арабское медиа, американское, европейское, чтобы сочетать все мнения. Я не смотрю как бы ни телевидение, ни газеты, ничего. Я смотрю независимые источники. И CNN, как бы, да, я стараюсь вообще не затрагивать, хотя CNN интересно послушать, чтобы совместить с Fox News. Это, конечно, да, интересно, вот эти два канала. Даже Fox News не такой на 100% республиканский, я вам скажу. Есть единственный республиканский канал, который вот на 100%, это Max News. Они сейчас свое представительство открыли в Украине, и вы не поверите, будете сейчас смеяться. Вы знаете такого Портникова? Это гнида конченая. Да. Это конченая гнида. Портников, у него до сих пор видео есть в Ютубе, которые никто не стирал, можете посмотреть, например, да, кто он говорил, что таких как Трамп нужно ликвидировать, садить в тюрьму. Короче, то, что его не убили, это очень плохо. Теперь он просится на этот республиканский канал журналистам. Там все ржут. Да ты что? Да. Он всю жизнь на Порошенко работал, всю жизнь он у Пороха сидел И на он почти, зарплате. не знаю, там договорились, не договорились. Но американцы, видите, они по-другому думают. Они могут сказать, так, ну, если это хороший пропагандист, он мягко стелит, ну, пускай лучше он тогда на нас работает. Пропагандист он неплохой, да, но он заднеприводный, причем в открытую. Ну, если они его будут использовать в свою пользу, видите, американцы они по-другому думают. Например, мы скажем, он шизофреник, например, он поддерживает леваков, да, а американцы, они думают по-другому, например, а пускай он на нас работает. Мы будем деньги платить, и он будет по-другому говорить. Он хорошо стелит. Ну, я тебе хочу сказать, из всех вот блогеров, что я смотрю, они все против Трампа, но те, что за Украину, понял? Не пророссийские, а те, что за Украину. Единственный здесь блогер, который популярен в Украине, который за Трампа, это Елисевич. Но он тоже, но он в Америке, потому что тут Зельц, тут на него репрессии, тут посадить его хотел, и он уехал. Ну, а что вы хотели? Вот смотрите, я как-то мне просто стало интересно, я посмотрел, сколько было фонда Сороса, например, да, в каждой стране Советского Союза бывшего, да. В какой-то была одна, например, организация, в какой-то была, например, две, по другими названиями, да. А я шалел, что в Украине их было 5, потом она интегрировалась в одну.
Это фонд свободного общества, а их было 5. И вот прикиньте, до какой степени они населению вкрутили мозги, что, например, республиканцы это зло, а демократы это добро. Ну вот и люди верят, и вот приезжают сюда украинцы, например, да, и начинают снимать, например, видео, какой Трамп плохой, а потом обижаются, почему их депортируют. Ну, ребята, окей, вы приехали сюда в гости, вам как бы здесь у нас в Америке нету, что одна партия пожизненно. У нас там один срок там демократы, один срок республиканцы, и также президент у нас меняется. Вы когда на кого-то говно льете, вы не забывайте, что вы льете, например, говно на половину Америки. Как бы американцам это не очень нравится. Многие американцы понимают русский язык. Тут вбили всем в голову, что Трамп, он за Путина, понимаешь? Вот Да. такая Я повестка. можно кое-что скажу? Вот я вот скажу, да? Человек, который полностью ликвидировал всех союзников Путина, начиная с генерала Сулеймани и Аль-Багдади в первую свою каденцию, человек, который уничтожил 2 батальона ЧВК Вагнера, человек, который ввел на Северный поток санкции, человек, который вывел из России все свои посольства, человек, который забрал Мадуро к нам без визы. Единственный человек, кто Ну, зашел... тебе там, скажут, что он Орбана да, поддерживает, тут же тебе да, засунут. который забрал из русского плена украинских матросов, которые никто не мог забрать, да, который дал ракеты, которые могут вглубь России бить, например, да. Блядь, ну он за Путина. Ну это диагноз, это все, это бесполезно даже что-то объяснять. Вот просто бесполезно. Хорошо, а что он поддерживает этого Орбана? Объясни. Потому что США хочет из шизофренической коммунистической Европы вырвать Венгрию, Германию, Чехию, Прибалтику и еще какую-то страну. Если получится за его срок их выдернуть оттуда, то поверьте мне, это уже он не зря просидел этот срок. Потому что с Англии, все, с Англии уже приехали. Потом, короче, например, с этим, как называется, будут очень черные дни не у Мексики, а у Испании. Все, черные дни у Испании настали. Потому что там коммунист у власти. У меня знакомый живет 25 лет в Испании, бизнесом занимается 25 лет, да? Ну, это просто, говорит, это шизофреники, это просто шизофреники. Это, говорит, ну, я даже не... Ну, она мне много чего рассказывала, там, про исламизацию Испании, например, да? И, говорит, ну, это шизофреники. Это, говорит, Извиняюсь, сейчас пока убежать надо, прошу прощения. Понятно. Хорошо. Короче, США перестанет торговать с этим, как называется, с Испанией. Это все, для них это приехали. Очень много испанских товаров здесь было, и просто их заменят другие. Я помню, когда Канада начала выкобеливаться, что типа, вот, мы типа это, как называется, а наши не пропускают продукцию ни масла, ни молоко, ни яйца, короче, у нас, ну, дешево это все стоит. И к себе не пропускают. И наши говорят, ну не будем тогда ничего покупать. Они говорят, да у вас ничего такого не будет. Вы сразу их место турки заняли. И турки теперь их шампуни заменили, их кремы для лица заменили в дешевых магазинах. Свято место пусто не бывает. Так, кто у нас еще из У меня спикеров? вопрос есть к вам. Да, пожалуйста. Вот хотел поинтересоваться, вот российские телеканалы с приходом одного человека к власти, все мы его знаем, они стали говорить не только факты в новостях, но и мнение. То есть идет пропаганда, то есть о любой новости говорится мнение. То есть телевидение думает за людей. Хорошо им, например, думать про Иран или плохо думать про Иран. Вот в США телеканалы, они также пропагандистские, как бы, они говорят мнение о новостях, либо они просто говорят фактами. Вот, например, произошло событие, как Евроньюз, а дальше вы там сами решаете в своей голове, хорошее оно или плохое. Начнем с того, что в Америке 85-90% всех телеканалов новостных, да, всех стримов, это, короче, демократические. Ну, сами понимаете, что фон, люди уже это не смотрят практически. Они хотели при Байдене выбить канал Max News из... Это же не нужно. Вот когда ты телевизор Зачем покупаешь, ты этому, да, и в нем стоит как уже программа. Ты просто подключаешь видишь, интернет, караваны и ты курайшитов, уже как бы напрямую. Это был, ну, как умный телевизор, например, да, они хотели выбить Max News, и они хотели выбить AM радио с машин.
чтобы у людей не было альтернативного мнения. Потому что они заняли, например, все сетки цифровых каналов и все практически, ну, такие большие телевизионные новостные каналы. И люди здесь бунтовались, говорят, нет, FM-радио, короче, ну, не FM-радио, а AM-радио, это который человек может у себя передатчик сделать, например, да, взять лицензию и вещать. Они хотели как бы это допотопное радио, но, вы знаете, все-таки я настраиваю, и я там умных людей слышу, которые в прямой эфир звонят, правда, он так шипит иногда, не очень хорошая связь, но там вот настоящие американцы выступают про свои проблемы, там рассказывают, там что-то Ахчагумяся, а там вот такое вы бизнес. не услышите, например, в стандартных, например, вот этих вот крупных каналах и радиоканалах, понимаете? При Байдене очень сильно гайки затянули. Причем даже вот эти шизофреники с демократической партии Ильхан Омар, потом Кортес, она вообще, я помню, по телевизору я ошалел, я аж вспомнил Советский Союз. Говорит, мы, говорит, вообще должны республиканцев, которые очень сильно, короче, против иммиграции, должны забрать их детей и перевоспитывать, потому что, типа, чересчур они патриотичные, чересчур свою родину слишком много любят. Я же это помню. Кстати, против Ильхан Омар сейчас вот идет дело, я не знаю, чем оно закончится, оно очень тяжко идет, там очень у нее сильные адвокаты. И хотят ее по закону 1897 года, есть такой закон, очень старый, лишить ее гражданства, потому что она сделала радио наше в эфире получить. Она и сейчас вот эта вот история, когда с Миннесотой всплыла вся, например, да, говорит, вот там типа Айс убил там 3 человека, а при Обаме убили 46, и что тогда канал не говорил. Я жил при 4 президентах. Я помню, как при Обаме нелегалы боялись выходить на улицу. А что про Обаме, когда Обама был у власти, не говорили? Потому что демократ. Понимаете? Да, ну вот я извиняюсь, вопрос был именно, говорят ли мнения. То есть телевидение говорит факты, и мнение... Нечаянно проскакивает, например, вот пригласили одного профессора Дершевица. Есть такой законодатель уголовного права в США. Он преподает в Гарварде, короче, уголовное право. Он законник. Он ходил, короче, на все суды Трампа, а он сам демократ, чтобы вы знали. Он настоящий центральный демократ, центрист, например, да? И он сразу на CNN его позвали, ну, думают, если демократ в Гарварде, профессор, должен быть левак, его пригласили на CNN, он их там потушил конкретно, говорит, а я бы, говорит, был на всех этих процессах, я, говорит, для саморазвития туда ходил, но, говорит, там нету доказательной базы, нету, короче, состава преступления, ничего, говорит, эти дела все разрушатся, они такие, как это так? Он говорит, ну, блядь, я всю жизнь в этом, я говорит, я вижу, как все это из пальца высасывают, вы все проиграете. Нет, ну как же, он же насильник, он же там преступник, он с русскими работал. Говорит, вы проиграете, у вас нету карт, вы все проиграете. Я, говорит, я этим занимаюсь всю жизнь. И они проиграли. И его когда пригласили, там и сотрудник журналиста, глаза шире. Ну я понял, как это происходит. Просто определенные транслируются личности, определенные события. Да, нечаянно проскальзывают иногда люди, которые даже демократы. Но я вам скажу больше, Трамп же тоже бывший демократ, Илон Маск бывший демократ, Тулси Гарбард бывший демократ. В республиканской партии 15 человек бывших демократов, плюс 12 человек за последний год в республиканскую партию демократическую ушли. Значит, там говорят, что коммунисты захватили власть, и они вот этих демократов классических, они выдавливают. Ясно. Ну, спасибо, было интересно. Вот. Мне пора. Спасибо, что подняли. Угу. До свидания. До свидания. Счастливо. До свидания. Так, Мурат, Машо. Все, ребята, до свидания. Я поехал на тренировку, с вами приятно было пообщаться, вы хорошие, порядочные люди. Взаимно. Заходите в любое время. Хорошо, я подписался на вас. Всего хорошего. Ага. Мурат. Хорошо. Что-то тебя давно не слышно уже был. Катан, ты походу трампист.
ответить коротко? Коротко, коротко ответить. Какой бы Трамп был хороший или плохой, кому-то он может нравиться или не нравиться, но он защищает женщин. Он из женского спорта выбил трансгендеров полностью как на американском уровне. Теперь они не могут. Не могут это, понимаете? Не могут. Причем тут женщины, тут миру угрожают ядерным оружием Российской Федерации, а Трамп очень любезно относится к России и Путину. Я вам объяснить вам почему? Женщины. Очень любезно это как? Отобрал 7 барж с нефтью и путинских друзей ликвидировал. Он нанес ей урон. Всегда обвиняют Украину, что Украина... Вы знаете, что я вот смотрел недавно генерала Кривоноса, это человек, который с 2014 года воевал в Украине, генерал, да? И почему-то он, знаете, он поддерживает Трампа тоже, представляете? И вот, например, военные, многие украинские тоже поддерживают, потому что спутниковую навигацию дает Америка до сих пор. Потому что все в дронах запчасти, начиная с микрочипов, кончая программным обеспечением, тоже американское, если вы не знаете. Можно говорить хоть что, например, да? Дипломатия – это всегда ложь. Если вы говорите «не помогаете», значит, вы помогаете. Если вы говорите, что друг, значит, это не друг. Вы что, не понимаете, что такое дипломатия? Так, Мурад у нас, по-моему, отключился. Насчет Трампа, я вообще-то скептично, негативно к его персоне относился изначально. Я Но тоже вот вначале сейчас так. на фоне вот этого, то, что в Иране вот так вот эта конфликтная ситуация сейчас разрастается, да, я как бы такую нейтральную позицию пытаюсь занять, потому что... Самое главное, что иранцы поддерживают. Я вижу, просто иранцы ходят с его фотографиями, ходят со старыми иранскими флагами, благодарят, много видео, много их митингов по Америке. Понимаете, вот это мне главное, что это же их касается, это они же народ Ирана, понимаете, да? И если они говорят, что это хорошо, значит, я им верю. Да, вообще-то народ Ирана, его нужно четко разделять, народ от вот это вот исламистское, айтуловское, вот это верхушки, да, которые там заправляют всем. Так, ладно, где у нас еще спикеры? Давайте поднимайтесь. Вообще ситуация с взбесившейся русней, она такая очень щепетильная. И сегодня, к сожалению, вот доигрались, да, всем миром. Заигрывали. Сейчас уже как бы... Вы понимаете, уважаемый, вот Трамп, он вообще, по идее, очень добрый дипломатичный человек. Он Иран упрашивал. Путина упрашивал. Понимаете, то, что сейчас произошло, это уже конец упрашивания. Понимаете, упрашиванием конец, все. Америка теперь будет так же играть без правил, как играет весь мир. Почему, если весь мир играет без правил, то Америка должна играть по правилам? Нет, все, время настало, и теперь и Америка тоже играет без правил. Последняя, кстати, из всех. Она ждала, когда кто-то одумается, да, а потом, так, ребята, ну если вы все без правил играете, ну тогда и мы без правил. Катан, а почему он не смог упрашивать этого, этого иранского? Или почему он не может, как иранского, ликвидировать самого опасного террориста в мире, Путина? Он сидит, говорит, что самая опасная угроза для мира это Иран, говорит он. Понимаешь? Сказать вам? Миру
угрожает ядерное оружие Россия, а он говорит, что самая опасная угроза это Иран. Вы слышали, что такое доктрина Ну, Монро? сегодня придется вот так вот именно вести политику, потому что в лобовую, как бы, с Русней в такой ситуации невыгодно. Ибраим, это понятно, потому что тут в мире, как я начал понимать, кто сильнее, тот прав. Вот что творится в мире. Совершенно верно. И самое, что интересное, что ничего не поменялось, так раньше было. Не знаю, как у всех, но у Трампа и у Путина вот это лозунг. Кто сильнее, тот прав. У остальных я не знаю, что в голове. Очень Потому что самая опасная угроза миру это Россия, которая напрямую угрожает миру ядерное оружие, а Трамп нападает на Иран. Как это понимать? Смотрите, Россия это прокси Китая. Вместо того, чтобы помочь Украине, он наоборот мочит Украину, мол, Украина начала эту войну, Зеленский не хочет остановить войну. Да, если я понимаю, да, ядерная держава Россия, ладно, чтобы ее не провоцировать, но он же может конкретно дать оружие хотя бы Украине. Нет, не это не хочет, ничего он не хочет. Можно сказать. Но может ликвидировать иранского президента и другого президента. Можно сказать. Только не трогать Путина. Можно сказать, как это не трогать? 2 батальона ЧВК Вагнера в Сирии. Русский аэропорт, 58 томагавков в Сирии. Потом, 7 пакетов санкций он ввел. Он закрыл северный поток. Идет. Ликвидировал генерала. Это сделал Байден. Какой Байден? Вы что, с ума что ли сошли? Какой Байден? Байден давал Украине... Ох, блин, ну все, вы меня разозлили, я сейчас вам кое-что скажу. У нас есть такая организация, Диаспора ВВ называется. Это иммигранты, которые сюда очень давно приехали с Украины, да, они выходили каждые 2 недели к Белому дому, требовали ленд-лиз, за который проголосовал Конгресс большинством. Это американский народ проголосовал, чтобы Байден дал ленд-лиз Украине. И что вы думаете? Он не дал, а потом еще в оконцовке выяснилось, что еще 2 миллиарда закрысил. А полностью весь Конгресс, и демократы, и республиканцы, большинством, были, конечно, некоторые, кто не голосовал, например, это изоляционисты, или, например, кто Украину, 14 человек с демократической партии, кто тоже не поддержал. Такое было. И эта диаспора ЮЕ выходила каждый раз к Белому дому и требовала ленд-лиз исполнить закон. Они уже все граждане Америки, да? Выходила к ним госпожа Макарова и говорила: вы что делаете? Вы что делаете? Вы зачем нас с Америкой судите? И все это полностью, вы не представляете, они здесь выступают на всех каналах, и они это говорили, что Макарова конкретно нам выходила и говорила: почему вы против Байдена? Они говорят: мы не против Байдена. Мы требуем, чтобы он исполнил закон, который утвердил Конгресс. В оконцовке, когда Байден дал ракеты, там были скручены эти, как называется, дальномеры, чтобы они не летали вглубь России. Как только пришел Трамп, он эти дальномеры убрал. Все, можете бить вглубь России. И начали они бить уже вглубь России. Вы просто не знаете ничего. Смотрите только на английском языке, не смотрите на русском, не смотрите на украинском, смотрите только первоисточники на английском языке. Смотрите военных украинских, не гражданских. Я не настолько наивный, чтобы смотреть русские сайты и остальное. Я очень давно не смотрю принципиально вообще все, что касается России и русских, во-первых. А во-вторых, я говорю то, что я вижу в данный момент, что творится. Вы понимаете, то, что вы видите, это на поверхности. То, что делают, это внизу. Я вам скажу, есть такая доктрина, называется... Мне просто стало интересно, что ты негативно говоришь о демократии, о Европе ты говоришь негативно, тут выскользнуло у тебя, мол, коммунистическая Европа. Где здесь коммунизм? Здесь единственный коммунизм это Орбан и Фицо. Сейчас я подготовленный приду. Которые очень хорошо дружат именно с Трампом. А можно вопрос катания? Да. Можно вас? Можете, хотите, отвечаете, нет, не отвечаете. Какое у вас звание?
Вам это обязательно? Это уже как бы лишнее. Это уже лишнее. Ну, я вам скажу, Я просто поэтому сказал, ты трампист, я сперва у тебя спросил, ты просто трампист или что-то еще больше? Нет, пускай человек может же быть трампистом. Вот у нас гости есть. Не, мы же не против. Мы же просто не против. Что он, не знаю, просто мне интересно. Он... Вот я лично не могу сейчас вот точно занять какую-то позицию, потому что вот как Катана говорит, то, что на поверхности есть, а есть еще другая какая-то ситуация. Просто проблема в том, что весь мир доигрался с вот этим Путиным, с вот этой Русней. Просто доигрались, получили. Вы понимаете, что за Россией стоит Китай. Россия это просто прокси, поэтому Россия до сих пор не уничтожена и до сих пор не сделана переворота. Потому что по доктрине Монро, следующая война, если будет против Китая, то Россия и Украина, как ни странно, будет вместе с США воевать против Китая. По доктрине Монро. Вот все идет по вот этой вот написанной истории и написанном конкретно вот инструкции, понимаете? И кто напал на Украину? Смотрите, во времена Обамы, когда был занят Крым, был Обама. Обама что сказал? Небольшое вторжение, ничего страшного. Когда во времена Байдена Россия перешла границу с Украиной и начала войну полномасштабную, что Байден сказал? Если небольшое вторжение, ничего страшного. Причем тут вообще Трамп? Трампа не было. Они ж не заставляли никого нападать. Я так понимаю. Он же не про американский Путин, правильно? Я вам скажу, знаете, вот смотрите, Путин, когда только к власти пришел, он себя оппозиционировал как демократ. Он приезжал к нам сюда в США, и он был в гостях у Джорджа Буша старшего, например, да? В Америке есть два... У младшего был он в гостях. У старшего. У младшего. У старшего. Ну, он ездил к Солженицыну, и он приезжал к старшему. Младший просто был в гостях. Он со старшим. Это раньше. Да, вот смотрите. Очень, очень интересная вещь, которую вы 100% не знаете. В Америке есть два института власти. Это демократическое, например, институт управления и республиканский институт управления. Так вот, Путин был абитуриентом сразу двух институтов. И довольно-таки неплохо в этих институтах он как бы себя чувствовал и отучился. Вот. На данный момент, вы что думаете, Путин не понимает, что Китай полностью тихим-тихим сапом занимает всю территорию России? Путин до такой степени просто сейчас между двух... Ну, сейчас смешно вы так рассказываете. Да. Он сам отдает им. Уже 10 Крымов отдал. Он заигрался, и он попал. То, что он заигрался. Он понимает, что ему со временем будет, как знаете, такой есть старый русский обычай, да, убивать своих королей, этих царей или там травить генсеков, например, да, старый русский обычай, да. Зачем ему ускорять этот процесс? Я вас уверяю, при нашей жизни в России поменяется власть, свои же его уберут. Все идет вот к этому, что его уберут свои же. Зачем нельзя его убирать? Это наш человек. Нет, Путина заменят, и причем заменят. Я лично думаю, вот лично мое неправильное мнение, да, что на его место, скорее всего, человек, который устраивает Запад, и гораздо он умнее по IQ, чем Путин. Есть такой чувак, его фамилия Иванов. Он тоже бывший... И оскорбили его. Да, намного умнее. Он умный, нормальный, он ведет свою работу. Приезжал к вам, к демократам, в их лагере поработал. Во второй лагерь заехал, там поработал. Он же по своей специальности работает, приехал туда. Рассказать вам интересную историю, я попробую ее сжать. Рассказать просто вот интересную историю вот именно про бизнес и... Рассказывайте, слушаем. Все свое время республиканцы, республиканская партия, да, она торговала и с Советским Союзом, например, да, и технологии Советскому Союзу. 75 тысяч патентов подарили во Вторую мировую войну. Просто подарили 75 тысяч патентов. Вот. И они очень-очень плотно занимались нефтегазовой промышленностью. Откуда я это знаю? У меня друг работает в «Газпроме». Он бывший гражданин Казахстана, когда-то давно уехал в 90-х годах в Россию, и он говорит, полностью все программное обеспечение, которое есть в России, например, да, полностью все то, что связано с глубоководным бурением, все это американское. Республиканцы всю жизнь, всю свою современную историю, начиная с конца
например, Второй мировой войны, даже во времена железного занавеса, да, они всегда торговали с СССР и с Россией. И я вам кое-что дальше объясню. Смотрите, демократы... Не только торговали, они спасали 4 раза, Ну, спасли Россию. это ранняя история. Я вам говорю про сейчасшнюю, например, да? Какая ранее? В 41 году Ну, Ленд-лиз я думал, вы все говорите, нормально. я думал, вы говорите про 1800 там какой-то год, там что тогда тоже было. Васнецова картина висит же в этом, как называется. И после революции было, и в 4 раза, да. 41 году было. И, короче, вот когда смотрите, развалился Союз, было там, как не ну, было, там спасали. это два фонда помогало. Это фонд, короче, Ара и фонд квакеров. Это, короче, очень верующие люди, фермеры. В 18-м, ну это в 20-х годах там, да. Там, это Они было излишки тогда. продовольствия продавали, да. И вот демократы в свое время, в начале 80-х годов, посылали, короче, Джозефа Байдена. У меня это видео есть на канале, вот, где он приезжал, и там, например, все его встречали, там, наши вот эти генсеки всякие, там, обнимались, улыбались. Вот, молодой сенатор приехал, короче, из Америки, мы будем с ним работать, например, да. Я сразу вспоминаю Буковского, помните, диссидент был? И у него же вот этот архив Буковского, он же сильно нашумевший, где, например, тот же этот, как его зовут, Андропов говорит, это наш человек, типа, на территории США, это наш человек. Когда республиканцы, например, плотненько уже сидели, например, да, и демократы, например, они тоже хотели влезть в этот пирог, потому что это очень-очень хорошие деньги, постоянные деньги, вот, и они зарабатываются за территорией США, например, да, а то, что за территорией США, легче воровать. Они поняли, что они и так не смогут. И даже Хиллари Клинтон с Обамой приезжали, делали перезагрузку, и все равно Путин в то же еще время, он был под республиканцами. И он не поверил ни Хиллари, он не поверил, короче, ни Обаме, вот, и он также продолжал работать с республиканцами, уже тогда с бушевской семейством, например, да, и тогда демократы сделали ход конем. Если мы не можем с ними делать бизнес, зарабатывать огромные деньги, потому что в России самая большая в мире по ресурсам, например, да, мы сделаем кое-что другое. Запускают в Украину фонды Сороса, например, да, и на территории Украины начинают людей вталкивать во все предприятия, которые связаны с транзитом нефти и газа через Украину на Европу. Они фактически сели там на кранчик, чтобы шантажировать республиканцев, которые продают эту газ и нефть совместно с россиянами на территорию Европы. И они начали там потихоньку шантажировать, начали потихоньку там закручивать гаечки, например, да, ну вот полностью вот это вот всё. Смешно так слушать. Да, Они вот начали, ради ну, своих людей начали шантажировать. Там, вы это не как представляете? его, девушка с косой там была, да, она с Путиным в десна там целовалась. Нормально все Да, там. вы же понимаете, про что я говорю, да? И Да. когда выяснилось, когда Трамп пришел в свою первую каденцию, да, кто не ожидал, что он выиграет, вообще никто не ожидал. И тут раз он приходит, народ за него проголосовал, даже кто его не любил, потому что уже до такой степени вранье надоело, люди проголосовали за него. И началось. И началось с Хантера Байдена. И когда начала прокуратура американская копать про Хантера Байдена, именно в этот момент началась война. Такое ощущение, Там что зарплата у него была 50 тысяч долларов, там его взяли в фирму. эта зарплата была официальная для босиков, чтобы они думали, что это 50 тысяч. Это просто для зевак. Мы не знаем, с какими там суммами оперировали, никто это не узнает, даже мы умрем, не узнаем. И мы не узнаем, что там вытворяют. Уже было расследование, американцы расследовали, суды были, а вы говорите, он же был осужденный был за это дело. Уже когда Как война Байден началась. его, когда уходил, уже амнистировал, при Байдене был. Уже когда война началась, это уже было. Я Понимаете? не за войну говорю, когда Байден был у власти, он был уже там Что при сказал нем. Байден Зеленскому? При нем это все раскрыли, судили его, и Байден перед уходом его амнистировал, да и все. Что сказал Байден Зеленскому, когда война началась? Вот скажите мне, пожалуйста. Это А знают что? все. Расскажите, я же послушаю. Уходи. Копайте окопы или уходи. И он остался. Представьте, вот Правильно сказал. Информация была, Россия готовилась напасть. Это же он мог сказать еще. Я, например, к Зеленскому отношусь вообще, он мне не нравится. Но он не струсил, он не убежал.
Да не, ну это англичане его, он уже на чемоданах сидел, что вы рассказываете. Он уже сдал, Согласен с мнением кота. он уже То есть, он уже сдал несмотря... Украину, юг сдал, севера зашли, он команду дал, дивизию там танковую вывести и расформировать. Послушайте, Залужный сказал, что выполнил и не сделал этого. За счет этого севера они не зашли туда. Пожалуйста, генерала Кривоносова, которого недавно... Да я слушаю их всех, знаю, и Кривоноса знаю, всех генералов. Он популярно рассказывает все, и там не добавить, не прибавить. Если это украинец говорит, который с 14 года воевал, ну, я думаю, ему можно верить, правильно? Вот все, что я хотел сказать. Командовал. И сейчас неосужденный из Лазии там получается. То там, то здесь, там. Никто его, при Зеленском, никто его не арестовывает. Его давно должны были засудить его. Его и как это, его внутренней безопасности, службы безпеки. Двоих должны были, которые вывезли на 6 машинах деньги. Вы там рассказывали. Россияне заплатили им деньги. И поэтому был разминирован, юг был разминирован с Крыма, что заходили войска там. Что там рассказываете тут? Потом этот пропадал, Ермак пропадал, 10 дней его не было. Они уже были на лыжах все были. 95-й квартал он вывез. Я могу вас успокоить. Много есть таких вещей, которые мы не узнаем даже, когда умрем. Много таких вещей, которые останутся засекреченными. Не узнаем, да. И мы ничего не будем знать. Я вам говорю, как я думаю и как я знаю. Понимаете? А может, это неправильно. Шавка Гибнюков. Вот я что считаю об этом человеке. Все, что он делает, это выгодно России. В смысле, Зеленский или Трамп? Зеленский и Трамп тоже агент тут еще в 97-м или 8-м году. Вы понимаете, что такое экономика России? Это одна компания Apple. Это одна компания Apple. Одна компания Apple. Это вся экономика России. У Samsung больше Это по бумагам, это одна компания. А так разворот, 2/3 разворовывается. Российская экономика, американская, это просто несопоставимо. Вы считаете, что короли будут с холопами якшаться? Смысл? У Трампа есть только один враг, Си Цзиньпин, больше врагов нету. Все, 0. Ну, потому что экономика, и все судится по экономике, понимаете? Россия большая страна. Народу в ней живет очень мало для такой территории. И бизнеса очень мало для такой территории, понимаете? Очень мало. Очень мало. Не просто мало, а очень мало. Если вы открываете большой бизнес, вам сперва нужно зайти в ФСБ и там договориться об откатах. Какой бизнес будет? Ну, я так думаю, что, наверное, там уже на всех ключевых постах стоят ФСБшники. Конечно, я об этом же говорю тут. Через них только может какой-то бизнес туда зайти. Местный вообще дышать не может, там, он не должен с ними работать. У меня друг в торговой палате России работает. Он, короче, уроженец Казахстана, да, и у него очень плотная семья в этом, как называется, и родственники в Москве. Вот он работает в торговой палате России. Я говорю, короче, я не буду его имя назвать, просто буду говорить Зе. Я говорю, Зе, если завтра закончится война между Россией и Украиной, пропагандисты выйдут на канал и будут людей дружить, и люди обратно все это забудут, например, да, как это всегда делалось после нападения, например, фашистской Германии на Советский Союз. Потом мы ездили к ним в гости, покупали их машины, например, да, мы ездили туда на ПМЖ, например, ну, как кто хотел, например, да, и все это как бы забылось. Я говорю, если завтра закончится война между Украиной и Россией, я говорю, бизнес через сколько будет между Россией и Украиной? Он говорит, в
сразу этим же вечером. Ты не представляешь, сколько людей с украинской и с российской стороны ждут, чтобы закончилось, чтобы сразу начать бизнес. Так, ладно, спикеры, подтягивайтесь. Давайте чуть-чуть тему уже можно немного поменять, если есть интерес. Я твой стресс. Сейчас вот насчет уже там русни, да, русня. Короче, эта тема головная боль всего мира. Ибраим, это подростки говною. А чё ел, да? Это юкинси чё ел галюл, изудаю, оршцаю. А бэтон. Зелаю, хурматуши. Ага, бэт, оша, тера, тана, شيء قومة شيء اشتاوت شيء بچالقت تانا اغول خيت ну тера мнением ошибочно ему цаха есть просто. Ибраим, я понимаю, у каждого свои интересы, но шейник это уже автоматом из и Россия йол бьем хульшухара. Ну тига точно эллур да цакинс гуан от Трампу хизо что цога цун метан вож хуютер. Ну белло у эллур да цишт. Ну там непонятно, дука хум штуку дуня. Хинст ах цутер белло хар Европа махулен ис ах. Тертинца лоушко. Да, лоузам, лоузна, шейн, хил дезек, хил масса, гена. Идукай. Сам Богу, Европа, цанит Ильич Маяци, Россия адаитин. Европа, ну, Путин, Трамп и Гамаяли, Иран, шейтуан бахцел. И правильно сделали. Почему Трамп может убить Дон? Президент его атак, его любой чау отдало. Почему-то Россия, ну, маца далокцин, гумада целякцин Россия. Далур мадат Россия, га. Терга дул чула духо герз маду. Имеется в виду ядерный штат. Ядерный юхтерга. Қи герзи таруйолш, яцқи от Украине ацалар вашул, цар худирду. Цар ша егтан, цу Россия шайл раздуты пузыр, ха гуч ялактан. И еще при советской и Гитлер болт, он добелчулт я дюнда и пропагандистияш и угрошияш дюнян шейдоцук думатич хадиандол хумтан далам ой нохчи чуам ял гуч диалири он потому что когда ушвент элечхена сразу за пару дней иглобыл даур бумехтин чарн цамехтук хилир нохчи чуа ну там Украина гуш мадуен цер цадалушник. Хинс гоен. А хаяча дагдон палек что целое правительство эскаш киемантер я шутюр леттахлан дребис гидайсят. Цели иртигаш напрямую так шубех кеду эльча сразу твамма буйтигах это. Тюан не баскроп Америка чуёты
цаны лобовой цаез. Тюан долго 7 октября, короче, Индия хочу хэхки. Тоже, короче, игнор. Ишт لوزن işte öyle hazdeyken dünya. Sundel saço erçdel makş haldık kuza. Додо сақиет чуцуала Ибраим. Ас иногда даже сайн дагчуа. Хил дезаг хил ол. Тхуяг шеш аушитнаг аушил. Аш массара ол. Сайн ля себя дует. Цанаена тхунт я и бюрал и изал хайечрена цуцурасиц дружит деш. Бизнес лило шох диене качал хабея книшу. Шехил кач дешчи коч. Думаю, пускай все почувствуют то, что заставили почувствовать чеченский народ. Ты и ол ассайдагчуа. Но тем не менее, иш ца хун малар ца хулш да цог дунянчуа политик ца докумадуй ца дахлу шумадуй ца шиомш докоц политик юка ца лилодиш. Но тем не менее, с Богу лицемерию юка лилошулин дунянчуа да. И ца гушукон и лицемерие да. Почти из их просто ядерное оружие хилардоцуг. Кица из гумадоч. Из почти населения цу Иране амаю, цу Россия сан. Почти до 90 миллионов населения йоши. Иран йокка из цер герза гумаю цер угур самый последний поколение американский, невидимый, самый мощный кием сбитых царь. Так, дома дуйте эрга, ну что-то на них они могут нападать. Это. А этим вообще... Могут царь ядерки. Два шаца локо эргдац, окарн, два шаца лок. Я цу Израиль гаца лок. Америки цаало, короче, окер цанги, Россиян хума цаало, окер дац. От Украину и дают чукцун, просто дают чмаются, просто цун родичани, ёлю корш, дац. Просто цун герзанци, от цуманцани. Тега Украина массумета. Инс России цанна дент элет второй олшец и Россия абсолютно возможность яцун туалам туорицу но эскер дагати туамбулу абсолютно это больше бац в данный момент раздувать тешь пропаганда. В такой военной ситуации Русня йочал демократию из наоборот выгодную цену. То есть цен эльчицу путайны. Вечер демократию, общественное мнение, ты тоже ешь. А путан начинает цаю. Так, цуна дурайска массу келеретна удина, короче. Короче, выжить-то, да? Так. Исходя из этого, уши штриетцухум надо, да? Просто лоузин ах массера, лоузин бегяхкан. Вообще الدنيا شادك صبيك داخل صبال لخير المدر ديتي شون بعدك ديزا يبوتان حدا لنا شوي دوخ خدونا هرشاد دول دنيا دوي ينسبول نستوتو عادة دين فبوزو خواتن ولش مدر دلالات وشتول يبوتان حدا لنا شوي دوخ ويعود له ду и перут он дальше ахошен вальташье и посредники и мировое сообщество, нормально ведущие страны, позвать на умца деш. Это момент, Англии, каек там можно было бы, американцев, цела, европейских еще какие-то стран потянуть, Франция, каек, там, воды дошел. Кич Париж, войда, да, сметти, один тихойшен, ще демери, только, и гасшен, ешек деркой. А я чуян хилок изначально хажуян вопрос задавать я просто интернет да я конкурс халатир
100%. И вообще, далоны, что за Украине рубош, за пассажирон, они барыш, получается. И Зудаир, и Не, изудам Канава. йойшусу. Изуда йойшу. Хош кел хайшабар, аши тан чуенвар. Ну, важ... Это Америка, чуя, нага цер кома хол чух террорис. Да, со цереха ишт қиет цере интересу, цере ишт и позиция лецу, но не факт, что это правильная позиция. Жук те бук? Бу. Гаски жутки бар, короче говоря, набаган и хада. ها اسقي بأثره Жөк шаберш бәцериш дукаерш прорусский жөкти. не хош вай нормально хош ялчи изуда вайт дуат халли елош ишту Не, зудом говорю, вообще он ватерон, точно ватерон. Гаски жутки балкаш была. Царяга тиет цан агвари, цан не вожам агвари. Я украинец понимаю, евреи Поселим за тоже у украинец, них дючи интерес, водю. свой интерес. Цун царн интерес, ю царн Трамп волю, потому что для них в данный момент не цан угроза хиетак и воле у эл хиет цан хиету не а не факт Бог, что Ибрahim. И царн, и воли, и цун, и умдат цигал Израилю жуктишндег. Жуктиш натаган Иранин проблем решать я. И тегуатер, иду царн понравится динаг. Царн плевать у Трампа. да ну уж как на иголках аж могу уж постоянно царь какие Я понимаю их. Это совершай интерес, и потому что единственная исламская страна, которая угрожает Израилю, это Иранию. Иранию цанда им угрожает. дохком худу хайшон хинцу Иран чуть кич бош церц агрессивный мост халт ома хуба қие черт от райски шех цая вахшват то есть райски юқы боули сразу ишта хит слопхан да босса ишта юахтия короче настроение цена ишта улыбаться да райшчи ишта синц представь дашь и райски полностью умкар хуатер хуай в одиночку да мелчо вай хацади цах кудуне но еще дагам как бы гинчан политики интересоваться да чан гамма гина сурт так все равно и чо аудлал вообще лиел цахин да отцул вайга йол потенциал дюенал собор тах эл хилаше даг короче применительный отцул вырватный да твой гул сразу гарваха бидди гарпал хачут ян и все в помойку дает. Сунцага напрямую ласкиш ишту эл варватсон, но за компромат эл гиет сун ласкиш сун и гучеякич полностью мелбол нохчиш, короче, послать туировш, ент яхиттин чара массер адутурвш, ишт замачи туировш, ахир дуцерга. То, что эти отцаюкасин кар покушение там хотели убить закаю ит бош, цаюлин пропаганды и шайл и заддихом шдуй кар долин дол. Ахмад вилу шаляри, ласкиш, ца проблем яцер хитцалц. Хитц до сих пор в Европе вообще мощно. Хинц вообще-то Ивия вообще он что за проблему Русния представляет? Вот это.
Да, вот, вот в данной ситуации, у проблемы. Уха исход. Гейнер. موحق يخزي طايش موحق يش خلاص ماشي هون لو تاعسون سير تايش ايوه يا وي غير تشغيلاري ياون تسار تعزيدين خيروري إلى ياون تسار تعزيد أشليل خيروري تاخ تسار إيوين خيرور قن قل простой ниш даже вообще наан قبوش بوش تا известный бюч تا на خش بوش урш бей абуш ин болас қиша закао шайн малейший проблем لا تخور يا زولي تين غيرور قيتي закао الزولي твои твои это как бы да, что покушаешь, макушаешь, сацум, да? Но хинц вот в данной ситуации там надо ФБР. Я что хочу сказать? И Ахмед конкретно отраскиш дега норчиш дег хордуниан данисти даварч цунах цаисти ахарч и кахюк шхилят церт давно сацуин хирвар. Раскиш цатяш бех бин гирбар. Но то, что Ахмед делает, это выгодно русским. Это выгодно. Нет Бога, кроме Аллаха. Шаддек дуэр, да, царас, но именно и хинц юоленол религиозный темы, хинц юоленол религиозный темят, и жамаачи, что бусолдин дахуатуши. Вот и тем своюч хайна, это уже как бы нормально, что ларен чуда дерзинах, то что это кайскишен дичь. Например, Белгороде россиян шбелх хайна церц, закая вахар россиян выгодно дали. По международному... Хухелага? Белгороде дюхар Украине, в кавычках, русские оппозиции. Белгороде границы диайолчные на церцаны баган закаева раскиш выгодно дацари. Раша выгодно дари, Раша выгодно дари, шайнтелехта бош. Все отребья собрали, всех игиловцев собрали, к нам закинули бош. Не, в этот момент, когда они заходили по международной конвенции, только россияне имели пересечь границу, русско-украинскую границу. Остальные добровольцы никто не имел. Сейчас отменили эту конвенцию, сейчас украинцы все могут. Но уж был запрет, теперь только россияне могли. Харцерцан ваган уцик, харцик ваган чул, я моссу итюгиш чуло, холодильник чуло, масса наш закайл арбана бош. Распространять яш гиришун. Это доказывало, что чеченцы россияне даромис. Так, Раша, юшек дукис. Дудер асуйцун дейл бо ицагу швар закайл. Дейл дуава цирк. Шоло бел чхена мацавар. Шоло уже украинч чубел чхена цаварон закайл церцанин. В Белгороде украинч уже чубел. Он не пошел. И нигде про это не сказали, что нохчи банаэл. Цан метя багца диакиркой нохчи банаэл. Украинч диабол чхена. Хент хайер. Хазук тахар. سواء سموكو هر راس دين دول اكاونت دلالرت يا دا تاسمون سواء قن
телефоны бяхкам бацарар аккаунт хирдук асар ин сошуг полный окчу цаволш вишт ладовчкайна звук закон нахулс асок окчачус ас включиться мадине звук лашу звук ла локса окчуа. Просто это каранный сунный и момент вот и тем царь халет чулте хаш йол низам де тыштуа жамач объединяться не туда-сюда вот тига полностью подготовки к цу. Я другой вопрос хушин цахушин я не знаю, все ясновидящего, но и полностью и шведский столик специально цухман подготовить еще уже матч, короче. Жамаат эмир хуйтин объединить, да? Из-за подготовки. То есть украинский туамбой, русско-украинский туама, русско-чеченский туама параллель. Цун яле иш цахилар. Вот и сурт лухтига да хует. То есть вайхиллага хитуамбар иштадин да хуат туши шарк да хуат туши дейл дош да хуат туши. Русско-украинский туама это всем понятно всему миру за свободу, за государство, за независимость. Да, и окчуялоли катан вац ин цана вар астун бяхца был ока вар цаб шеулук чак делчани қидадолуман сагот цагилар лицемери хилар эцуна догма ети асеровно ца дюнян чуа хинц и жукти уиз примерно инц шей интерес шуцун хинц цуна Трамп хастуина мил хастуина короче даже они могут договориться с Путиным мол Иран вообще ца поддержка еш хо Иран ях юста велчани украинец дег ох то юста дурдон и даже они могут я их понимаю потому что с одной стороны и дикаду из царн дикду шие интерес хилие шумасера шиеум на первом месте шиеум хилдешду. Но ويا در اشتخيل ديش در إز ويا نو ويا تان أت إخوشنا ويا تندل وين إنس إنترس بوك هدو تغا وين إبتشالق بوك هدو تغا политик هيو تغا мы далеки от этих вещей ночи إنسوك شو до сих пор чували ишладую оснаги حميت شوالشي и религию аш бук нохчи قبال бацк цанна уман бал бацк вообще бал бацк нохчи шайнт алеч дол холца бал бацк цаях ят цапачал хилизер қам хилдизер цаум ят до такой степени huyo цаурши на коях huyo цауршил дайойлок нохчи и религию нахтан шеул хербелш сан моссуш цабуахча хорш 1500 лет халхилдол дадөлдол умшдац дахкадел тишдел дадέλдол умш обсуждать деш и умшкуш ашбукош қибала бацси сингат нацанна уман цондел Удер катана ушиулк чак делчани. Да пошли чеченцы, пускай сидят под Русней. Главное, что наша угроза от Ирана дон. Маршал Масаги. Пошел. Это шей интерес, Мурат, أعمال ناتشونال إنتريش حلق يخبوش بولناخ بوتر بتشع كل الآيات شيقوم إنتريش حلق يخبوش بولناخ بتشع مو كل ريو نودلتو
Государственное мышление шнах без государственное мышление диндуч бол нах будет государственное мышление национальный интерес вообще балабат. Эцна почал кулилаят эцна юхван почал юхворю ой модер почал квал еш ситуация хватнер перутом дабелч. Ицаквалич беш милшбер. ولاش يتقوى لتغيرش مش ملشبر إمام دو قهوكش ليالش ملشبر غاش خشلو دينش ملشبر تانا أخبر إش بتشا قوال غيرش ناخ مبا ترشاش مبا إش دين درج وغيرش هاري وجي إش بتشا خب شو يعني نزدا انتكو دات هينتي قوال غيرتش باتسون دير زكان ولا سليمان ولا ناخر بات إش أنا يتوجات انتريس مون داتش يناخ ميالبولا غاش نوختي أباست خربات يوروبيا أبديناش سيليات يناخ ميالخلو تارخ قصبو نوختي أباست خاتيا يوروبيا بوتنسيال تريستش أدم توقو مدو يوق بوتنسيال مي مارش داخ مبوش ويتعبش مارش بات نودنا بياتا شاسنا سنة نخوص يوروبيا دي شاهو وبلغبغاه غوش قيتا يشوش بوش حتعمو غوش قيت دعيو قروش وات ويتعها اسمالا دوات ستريتي فيورا لان غوش قيتيش يات يات دعيو قروه خاتيا سيبريح ديك دوا يوروبيا حاز غوش سكريتيتشو نوخشيوم ديتيش وحو بوليتيسكو دعيو قديروات البوتنسيال هرناخ بوي يشمال بولا إش تا برتكر باتون ديال إش غاسقش إتسا نوقع بات إش بيغيرت إيش دات ويدير هو تير وتال هو ما دات أنا ويت وتت وكروك إتغلودة كي اليودي نخوت سانغون حبول نخ هما دير دول نخ بات يا سليمانون يا تورتي حبول جان يا زكان يدي تسهو نخبوتك حوسيش تا نوخشي بتشالكم ألا إدين دوتش بول نخبوتر هما كله ريات قوش مبوش أنا سبيع بكزالي إتغاسقش دايش قوش بو بس بعد تريستش دارودوس ديس يحمدوها يوق بوتنسيال لير وي تاك امخل ناخل لادو يلخشتوار ويلسون ديستروش ويتغن ملخ حين بديت وحالات ويغزويش داش تقاطعهم دات هيدين سنار بيتوشنا يب وإنترنت وش دول أدم وين دو حال دو أخشليل شو وات بيتوشنا يات إزوق واي بروبليم تاجيم تاقية شير سوق مهتك دانيش تاجيم واش نقير والله قيتم شباك بتاش تسوتي أس концентрированно خلدي что это так мировой политик цуюкавой вообще это как бы не наша проблема уже давным-давно. Дунян проблема. Инстер дальше лоузя, ценшен бали, сатя, социализм, как бы. От нас зависит доктор. داتار إبراهيم الدين دوتش داتار يوروبيا تابودل يدين سنة برتخلا ويو نوخشي وفتشال قواليات دو نوخشي فتشال بيها كل لا مداتي وقواليات بو غير بو نوخشي انتريش دو تانا حال خابل هون ميتشان تاوي انا اشهر ديز وجد ديز هوك واحد تعويس هوك حال تعويس هوك كرمو يازي هوك كردش البوخش بولناه هو خواتش دوتش هاين تا ملش بوتوش نه اوديتش بين ترى ها وبشي حقو ما باتش حبتشاك تير بالا بات هما واي بتشاك بال مشكل كوتش ديك حقو من كوتش مدو تندل باس هوكنا هما كلوريات يدين سنوس بايو انا حكيت حقوم بال مش بولناه بوي تربي شاينتنا انتريش حلق يا بولناه بي وبتشاك أنت الأدم دوكوز إيه دوك نوكش رسالتي تعبين ديان بوتش أنا بروست اليود جيوت نسيبه خوز هابه كشين أتون عشبوك يناخ شين دوزل ناشينا يا أملا بول بيش لوش يجيوش يقوموا محلق داخن باتش بروست اليود جيوت نسيبه ديس يا أحمد نوكشي شون توشو ما دات بوست نسيو ويدنو بيرجي تو خوز يوي أنا سنجت ما هو لا بل خوز يوي ميالدون ديس دين عدوي
Просто болтать, я считаю. Дежурный фраж, шوي بوصل بدوي بوصل بتشاق شريعة وجهات يمشي عشلات ختان سام زنات شاهم ما يريوتي خاتون شا يشول شي دين دوتي خاتون هو شاش ليلي نك كناخ يدواش سا يدواش يوت وان باج بويد دي بايز وهين سودا داكش وجه قلنا ديال هما يريات بروستي كده ديس نقول كيكي مالا ديوجات ايه غير إذا ما لقيتهم بالساعة تعام ده تنبر بتشاق والله نقشي قومن إبرش يقدر بقي وما داتقش ده شاش بش هما ينايات يريوش يحتوجي قندل بايز إمالا دوش موني يتعن قيتهم بالش تأخير در يتمالا دوجي حاج قوين إيش هلك بنقش هتا يوروبي ميال الحسبان نالبو أتو بقوز هو نرمال سا نقشي غير قوق دوش قلشا هو كان خسقيتر درق هون داج أصدا واسدوش سا نقشي وبوش دات مديني ويقوزا يوتاجيم خان ياج وجه بوسول دو بوش يلقوز مجيتي مجتول ديل شاقوز يالوين هو هايتاق أوما سينغتم بالوين مويها أي سينغتم حياتي بيس ببيش بوسول ناخن سقت هو سابدي حما كاخيل مبوي حق أمدو واحد عينك بوسول ناخ دقليت ولوكا شيوم ديسلوي إيش تعيدو كوي قوزا Жамбулаттар болуш бубуинца ветеран сон дукканёк чач чуилаз худомелду пакаки дикаца инца пасе буёрш пасе держать яш буёрш инца Вот кутая ведь Санджама а ты обуешь или бэт? сонамца иш вообще ну Ходорковский из-за шаберш Ходорковский связанным будешь Подыгида Ходорковского, чаял Джамаат объединить там Барцер на Низам 2002. сон тамшин خضر جماعة Ибраим и Жамбула понятно Жамбула там шиен цадерж хилчан любой умана готов изи закай амадин درج خلجان любой уман готов шита гор и цар гладуешь лилш бол нахбат хитцал цар дючер гладуешь лел бол нахбат вот оцар цамма ца публично ца камел де шум ца заксун да шулил да وهيتل تعقام يوش ديش ليلا ليل خدركوسكي غيرتي ويوش ليلا خدركوسكي هو تعوشتو شدون داجي خدركوسكي وابشي خروشي روسكي خيلشي داجي تنت بكات تا يقمتك ليل وتيش اشتحل مدوي شو ليلو ال تا ويست خلش تقوات تاريا دات اتناق تياتو Ходорковский Кадыров вместо Аховши иду, а Леша туда аж бог. А вождь ничего не поменяется, все то же самое будет, но будете вы вместо Кадырова. ده يوم حلقة دينا أولش دو زكاوت بين بارت بو الخيط سون غاسقش مال هنت تا
Lielāš balbola buj, tā konkrētna, tā uzlāskišs, tā hahgāmojoluš, caginoks un cums dāt, to kamēldieš, liela šādik, любойник, ja, лицо нюха, и дукадон, и агент, и предатель, шаек. Са инс и чичнянс от иди гоус олк и сих ше эфиршка оларк цуа. Чичня часть России. Tesla mikrofon ca çujin delsen. Huere toka ca çujin delsen uha mikrofon. Вроде хокамел де шуна микрофон. Раз, два, три. Раз, два, три, посмотри. Погушу. Инца? Раз, два, три. Хайз. Тахан Орбан Ватс. Ичо диксагу, ас ичо поддержать Руэль. И вот Витка, у Трамп. У нас снова венгерский президент. Самый лучший президент для венгерского народа. Он один бош. И вот шо Витков. Витков цан Натаньяху и Канта увидишь Орбан, не знаю до чего, тоже с ним. То есть, действительно, Мурат, ну там уже очевидно, он уже самый духовный скептик, вот сюда уже и отдел и что Трамп не работает на благо, скажем так, демократии и западной цивилизации, совсем не работает. Все. Ну, я, например, все равно отношусь настороженно к вот этой ситуации. Не, қиет сам и вообще хинцалс, наоборот. И вот что масса, ой, телеграм, что хунадин, Трамп бош, топить, деш, хэр хуйить те бош, те цуют, что уже це президент, хилла мавуют, цуна. Хупает барбу, цоку дунен бош. И ну, сейчас в этой ситуации молчание сохранить, дик разобраться, доказ, то есть что сейчас происходит. Да, сега разобраться, да, сеингуш дег, иша дег и хинц и Израилю, и от Израилина ши от Иранец дег интересю от Израиль, потому что Израилю угрожает Иран, а у Ирана союзник Россия. Та Израиля и Россия бане цагут прямое нападение, цагуттар. И Америка цагуттар Израилем. Но сейчас что-то как Трамп пришел, Трамп поддержал Натаньяху и напал на Иран, но Путин, Россия, один заявление, самая большая угроза и самая опасная угроза миру это Иран бош, а шук и режи пес. Да, Россия, опасна. Израилина не опасным дати. Они, Ибраим, они прекрасно понимают, что Россия шесть омба в данный момент возможность Байден Сейлор, самая большая угроза России, Байден Сейлор. Да, Байден красавчик, ворк. Он балдик диза. Да, ши лидер лон шалач дош савац. Her om yok çıkayna daje qiyet şu boğşol.
تا политика قية شوق ألول أرتو يوي يشاعل تغينا إبراهيم سو إول شوانت إحر وان خنوي سو تعويست خلا وان إل هون of course يوقت همان أستا ووشو يقعدل همان تات إقيش يومش ليلو تدي زروي بوبليشنا إل يشتويستغل شوان شخينا إحاغدي أسا هي ككراس ترامب خورش خنو ويبرش يالخ شوق تير ككراس قلساش حين دخل مقبوش اتس مومنت يوس ديلا يوم كورتيان قير شوه سدات سوندان وزغاس قشت يقمتك غوية تنبوش هنا او ساц самогат диета Трамп наш человек бош камел берун хоку дат какой наш человек гушук итан цо мялинил Украинан цо мялинил напад к швойн гушу по сегодня Ну, видишь, с другой стороны, если посмотреть, например, Сугайскиш Украина увязаться деща до цана Сирии карьерла тер отцултер удачно удержать их царис полный игил хвелан ше дол дуния короче задние хатендат лучше пускай русский осад там мел задний тюрк масар инс ял в этой ситуации мен лишь кошкалар даппел выбитина из-за Иран выбить яшу. То есть, если с такого подхода туда посмотреть, так, что, короче, наперед, целок, сюгам цело, и может шухерюш прогноз, как бы ситуация, по мере поступления каких-то этих. Если у Америки шел рычагиш, у Трампа кераялари хур дарон. И цен кера цагилар бахандол шин цоне Путин не Натаньяху не малярчак цадолити. Потому что Америка это не Россия, где один хозяин, а остальные все овцы. И да, цига цундел чак цадол вах цавах конкретно ходит цаваи. Ундельч. И что расследование Инц и Эпштейни и Мэпштейни и Умдолдельчут, а вообще Хайрвел Мауиз, я думаю, что он хочет отвлечь от этого. Цо инел и нападение резко, цо Ирана инел нападение и Шадик и Эпштейна лецдол и тем раз и отвлечь. Муя цо ше болжук тишен, если бич бяч, ашма бу Иранч. Не бамбу, но тем не менее, и он гуч моделя и нюкцуй ударш Иране. А до этого я шмаяться лишь, тянуть дешь. А Израилю и выгодно, конечно, я понимаю евреев, я понимаю, почему они сейчас поддерживают Трампа, потому что им нужна помощь, поддержка Иране, А Россия трогать цаёк, потому что Россия союзник Ирана, пускай он занимается у себя там с Украиной и нам не мешает. Я иду шадик. Цундел боршок чубел. Трамп не нравится коммунистическая Европа бош. Мечаю куза коммунизм. Окар единственный. И Орбани и Фица, ищи юкши коммунист. Трампица они дружить дешел. Путинца, Трампица, он дик дружбе ушел. Ищи он юк куза, ши коммунист. Ну, с другой стороны, вот если взять батьку, да, белорусского, волнение, что с этой Тихановской там туда-сюда. С одной стороны, да, это диктаторский режим, который как бы надо было и свергнуть, и все, но в силу того, что батька как бы этим стульпанчиком там ходил, удержал это, да, как бы мы тут даже белорусам не помогали, да, там на митингах с ними полностью их поддерживали, но вот батька как бы не дал перехватить инициативу, и
если бы там инициатива была перехвачена, то вполне возможно, что в Беларуси началось то, что вот в Украине началось, да, как бы была бы перетянута была бы вот эта военная ситуация, чтобы потом заглушить, опять под сапог подставить там белорусов, там прямое вторжение могло бы быть тоже. Так, Орбан сейчас задницей виляет там с русскими, то есть ради украинцев тоже не должны венгры своим государством жертвовать, понимаешь, или другие кто-то. То есть все-таки там интересы. И я понимаю, что да, изначально надо было всем миром правильно придерживаться международного права с самого начала. И всем придерживаться, следовать и принуждать, и сразу же, короче, кто не придерживается, с ним полностью... Евреям за государством жертвовать дешь бацюш. Это... Евреям, венгры за государством жертвовать дешь бацюш. Ну, не знаю. То есть, если они, как и Белоруссия, вот так себя ведут, да, пытаются там русских не... как бы не разозлить, задобрить, то в этой ситуации тоже сложно Теслу обвинить. Делать. А как бы все не должны, понимаешь, что в лобовую идти. А если где-то он в заднице сидит, где-то Франция, там, Испания, там, я не знаю, даже та же Австрия, где мы живем, и отсюда тоже пытается там задобрить там русских. А Венгрия, которая более там с ними уже на передовой, короче, чтобы они жесткие позиции как бы включали, это тоже там сложно, понимаете? Значит. То есть у каждого свои интересы. Фейковое покушение придумал. И европейский вот этот центр антитерроризма подтвердил, что разыгран был этот спектакль покушения на Орбана. То есть это президент Угерш, Путин Уохвель и Трампа Уцун Годеш. И те ан Годеш Уцуна, президент Угерш. То есть я тебя венгерский народ интересен. Венгрия из-за Орбана самая бедная. Сейчас он выборы не выиграет. И там уже Харгучелла, Руми Гучелла. Его уже всеми средствами, какими только можно, Путин, и тяну, и цунах президент виюх. И почему-то мы видим, что Байден, Трамп, и тяну цунах президент ваgerшук. Вот я шу на устал дешук Путин. То есть, если ты можешь сказать по поводу Украины, да, Путин из доудак цалеет, он гунядник бошса, отмаз шиити, шу это гах, короче, но Орбанах президент ви, бахамду Трампи. Какой у него интерес из венгерского Путин дал команду. Путин дал команду. Алкаша делать президентом. Ну, не знаю, кто ему команду дал, кто из них кому дает команду, смотрит раз, третьего команду слушай. Но мне это не важно. Я говорю, что... То, что Путин попросил, третьего он сказал Байдену. Не важно. Маршал Душук, Леха Ильич, что это Волан, Кармат? Marshall. Hakikaten cevap da alıyor Çoronsu. Bu interesi Трампа, Орбан. Может, потому что он социалист, как и Трамп. Нет, потому что тебя национал-социалист, он противник. А хара коррупция не ахшличешь. То есть это все-таки разница.
Путин интересует национал-социалист Орбанах нефть поставлять по трубе по 100 миллионов взяток уж год. Путин интересует национал-социалист Орбанах президент халит. Натаньяху, Анта, видимо. Шегралейш, да, обож, наверное. Трампу как бы на этой волне белого человека защитить в Америке, типа на этой волне то елла несколько обещаний, что президент Хоршен, и на этих обещаниях он и стал президентом. То есть Ахмабагар, у него обещание, то есть типа защитить белого человека, что утрированно короче, на самом деле, что по-другому обозначить но они это типа, короче, не надо вешать всех собак на белых, не надо их, короче, завозить иммигрантов, идут что и против вот этих левых, короче, на этой волне. И это обещание, Юцун. Раз. Второе его обещание, Америка никогда, то есть на всех ралли, на всех штатах, никогда больше во внешние войны не будет ввязываться. И тратить на это миллиарды, триллионы долларов. То есть на Ирак там 2 триллиона, на Афганистан там 1,5 триллиона. Никогда не будет, короче. И за второй американчин понравится Дингомдуй. Ну и еще и беженцы, нелегалы, еще Аркусурбу, короче. И там по мелкому еще там есть много чего. Хаджал, он нарушил обещание свое. Что он боккар бас никогда. То есть он и обещание. Умоется, говорит. Я чувствую, что ему обещать кому-то... Тесла. Я летел, внешне, югуртов, наоборот, он же критиковал Байдена, что они ушли там с Афганистана там и так далее, нет? Нет, он критиковал, кстати, афганистанер, талибщиц, короче, переговорщин, Афганистан, войска, Трампу, просто его решение исполнялось при Байдене уже. Да, исполнялось при Байдене. Просто он критиковал Байдена, типа, в авральном порядке Боучсан, Гундина и Бошка используют. А так, просто английский погугли, если ты найдешь там, Масит Ион, где он критикует за Ирак, Буша критикует по полной, никаких Америка first, никаких войн, короче, на Ближнем Востоке, американцам это надоело большинство, и полностью и предвыборной кампании, и как попугай, и повторять, то есть на этом хилонцу наш президент. На том, что он давал обещание, что никогда Америка не будет... Он Байдена критиковал за войну, он Обаму критиковал за войну, он Буша критиковал. Ты видишь, ты тоже не понимаешь, это война моя, спецоперация. Он же говорил, нефть самой крупной нефти, короче, или чего. Только Америка. Да. Да. И там махильниц, и Руби обошел гуэт, его вице. Из Ахмабар, из Камель Дешвар, журналист Бах, короче, там махила цунах, там буе. И там бацал. Из-за специальной военной операции, да где нерцу. Так, специальный, да где Путин вац, Цома Оли СВО специально. Цундела специальная боевая операция, передел, берцу на ходу. Момент, харишонцы, короче. Special Combat Operation. Гинасуны, цунде ему боялся, гинде. Да, нету там никаких, что он поддерживает из любви нам, националистам, социалистам, материалистам, пациалистам, короче. Инцует Иране, бомжет, 93 миллиона, ищи 20 миллионов или 30 миллионов иракцев, в Европе, где он помогает каким-то белым людям против беженцев. Как Путин, что ли, помогает Путину, Сирии, бомжа, и там свободно падающий Ерик Алиепа, массовистскую Йохаин, 5 миллионов сириец Европе, он тоже против национал с Орбаном и Фицо против этого, короче, левых оказывается. А что они тогда, эти волны беженцев организуют? И говорят, это как бы одно дело болтать, а другое дело совершать
поступки противоположные своим заявлениям. И это, короче, проблема Трампа. Президенты должны шпать. Для них это нормально. Ну, обещания давать, это нормально, да, потом не выполнять. Это все президенты вот так делают. Нет, в Америке нет. Это в Америке аж Датсон, да. Ему уже В Америке и я обещание, что следить, ну. Не, ну третий срок ему не грозит. Ему-то не грозит, но он голоден nach Mau и тоже кампания, что и ложится в республиканские партии, халха ответственный Mau. Дело в том, что ему не грозит Ахмабар третий срок, но сейчас и мидтерм, короче, демократы Хорджи, и в Конгресс они попадут полностью, и в Сенат большинство возьмут. Он просто будет английский королев сидеть и ничего не способен сделать. Он даже садаюах порются говорит. То есть он превратится в такую почетную синекуру. Что-то подписывать сможешь, но берег власти будет у Конгресса, и американская система так устроена. И у Конгресса, и у Сената. И все. Что, и мало того, изом просто это неизбежно хилхердолшумду уже иранский, он затянуться, да. Плюс еще и царь, и Шипалат, они ему импичмент могут устроить. Вообще, они мне импичмент делают, клировали, короче, заявление шеш могу, и, короче, импичтагаш, короче. Он сейчас очень большой паники из-за этого. А импичмент, уже все, он, короче, может пойти под суд, короче. Нанести ущерб в американской политической власти и экономике просто чудовищный. Пока он будет находиться. Не, Леха, Синзенпин, вот я шухайшин, это вообще чего интересного, чисто политически, и монархи еще из Эмират, Катар, Саудовская, они все как бы Соединенные Штаты и гарантировать ешкаш больше. Нефть дадут царь за доллар и дух дела, доллар как бы становится международной валютой, короче. То есть она принимается им так. То есть царь и нефть за доллар дадут и триллионы американские экономики ценные бумаги вкладывать до царь. Американцы и халхилдол кредит ждут, царь процент рассчитываться до хинц хади андол ждут от этих шейхов хади царь рассчитаться до следующий пирамид олахцу английский мат понци схема понци олахцу короче пирамиду тяга непрерывный короче то есть новый хадель дол за нефть ждут монархии залива он используется чтобы расплатиться за прежний и так и нарастать деш и пузырный и долг до тяга страшный висеть деш короче. Теперь хажа и монархии залива дуй, которые вот с американцами у них такие хорошие отношения, они им деньги, те им безопасность, там, базы, короче, гарантируют там это. Из-за Йохана Трампа своим вот этой выходкой, то есть полностью изничтожил. Царь Бах, CG Олакца, монархии залива, короче. Царь Бах, Трампик, он, короче, обещает тенер, безопасность, то он, короче, триллионы вложить, американцы, а дата центр новый искусственный интеллект, дата центр, миллиарды, сотни, рачудит, там то, короче, он самолет делает 450 миллионов, делает бассейн, он шхади, должен барьешь, короче. То он, короче, предупредить, что шхат аль-Иранин, и хуматюх. То подставит, он динамит, массу капитал, едет такузар, короче. 30 лет мы строили Дубаях, короче, привлекали инвесторов, говорили, самое безопасное для денег место. Ордуненчу массу, самый угар налог шош, короче. Синхинт и тюх, и охана все, короче, все убежали из Индокитай туда, в Азию, короче. Полностью, и не восстановишь это уже, все. И угинул. Теперь самое интересное, Синзинпин, и вот сиги хуеш, отцумги хуеша, Синзинпин, мусульман, что цабиеш мавари, коммунистические партии, уйгуш, хагул инсан, марксизм близнин, чует так, короче, что сайна хак и массан, короче. Ин селхан, сомар, короче, марх, дуашчан Синзинпин, китайские молли, короче, поздравлять, что марх, буттан, короче, и гумшли, ложкюк, шлющи, наши китайские мусульмане богш.
То есть Си Цзиньпин готовится взять шефство, это что, над этими монархиями залива, потому что Америка это шефство просрала Израиле, в пользу Израиля. Это что, вот они все пойдут под это, и вместо нефти доллара у нас будет нефти юань, как бы, квази. То есть вот как бы важный поворотный пункт, я думаю, интересный, просто наблюдать, что правильно сказал. Но мы сейчас находимся в крайне такой точке передела политической и экономической власти, полного передела, просто как бы сценарий. Тесла. И доллар дать, и шадега, короче, ну, жиктыси карамадуи. Ты думаешь, что специально для нас? Мне кажется, просто Путин, мы за 3 дня возьмем Киев, что просто они не рассчитали, короче, Палгаш, Сангецу, Натаньяху, Нацуна. Ну, да, конечно. И карму наказывать. Вот, короче. Хочу быть, чтобы рыбка золотая у меня была на посылках, а у меня все было больше. Царица морское хочу быть. И сам Путин обломинок или западияц, украинский народ, то есть воля украинского народа сломала путинский план, который во всех остальных отношениях спокойно прошел. Он и с американцами договорился, он и с китайцами договорился, со всеми договорился, но тут ему то же самое здесь случилось. Они рассчитывали, Ахмабагар обманулся вот этот Трамп, что Иран Эйтулович, там хаос начнется, и Айдалхистата нормально все, Диком Хардари нормально, и религия. А так не получилось, то есть пошло все по худшему варианту. А худшему варианту они вообще не готовились. Гуш войны. Может, я ошибаюсь, от Трампу ГБшный. От Трамп си Натаняху си Путинец барт бина ялах етсун, да? Еще давно и иранец декшай решит, да от Израилин важно мадуй. Так, Путина за 3 дня Киев не получилось, вариант есть. Так, гониш мояш, хинс от Иранин, короче, поддержка моя вообще цуагвар, хомаеш, Украина, Енацаш, поддержка, мы постараемся и Европу отвлечь от Украины, да? И это доказывает сегодня европейские лидеры, говорят, что Трампу сказали, что Иран это не наша война. Я думаю, что европейские лидеры понимают, что они творят, куда они их хотят затащить. Цундел отказ динаун кажется Трампом. И договорняк хьетсун отскатагин. Договорняк, мой, волша, конечно, медицница, периодически телефон едешь, будешь, волша, короче, так, хотя Путин ждал очень, хотел он очень, чтобы Байден ему позвонил. Ни разу телефон, он этим показал, что договорники шхирятся. А Трамп, конечно же, телефон самый хороший. И до такого кризиса в мировой практике у нас со времен Второй мировой войны не было. Что хотя бы что это вроде бы это потому что тебя вовлеченный и ресурс, и короче, что это такое вообще, короче, как это? Просто он думаешь, шейх Шбутига, Дубай, Ютига, это нефть, Иран, короче, там все через это проходит, там все завязано. 30% удобрений оттуда. То есть представьте, удобрения
в Африке голод начнется, в Азии голод начнется, короче. То есть, ну, страшные последствия, короче. Представь, 30% аду шел, третья часть, аю шел, Мурат, аю шел, парми, асюшек, это оттуда удобрение. Газ, природный газ, азотистые удобрения, которые самые необходимые, ущебем. И чипшеш гели дох, что от газе цега, короче. Это хидат цега. Все эти Дубаи, все они живут на опреснении морской воды. Иран не 6% мяц опреснение снабжает государство, короче. А у этого, например, у Катара опреснители работают на, не знаю, по-моему, за 99%. У Эмиратов работает за 99%. У Саудовской Аравии, по-моему, там тоже 90 что-то. То есть, и электростанцию, и опреснители. Иран, что это просто дрон, туахах, короче, в одном только это, не знаю, в Саудовской Аравии 12 миллионов человек останется без воды. Даже они на такое не рассчитывают. Сундел, мабарыш, короче, и Трамп, Хавиэч, и Готтер, Хрестлушсон, Готтерсон, Мешли, место, ждут Бешлиттин, самолет Плушсон, короче, просто кюкште виллан, лел, царь, короче, и цун лел, швармет, он царь. Просто ради денег, что ли, вложить в американскую экономику, да, лучше вложиться в европейские, евро, и стабильные, да, и более понятные, да. Они это делают, чтобы они думали, что безопасность обеспечивают, я шо кузи. هوش كينوت بنقاقل مسو تو إسرائيل دعي جنا كروش ساعة خاص حتى دوش ترامبولين قاقل بس Ну да, Трамп с Карном и намекш Россия, Украина, шит шонюхаю, трун генаю, это не наше, у нас тут бош. Европе и камил, что мадини дук. Из-за ишадек дать, а воушах тюрч. И конкретно от Путина поддержки я шусь тогда сун ищ гохи, не знаю я, может я ошибаюсь. Недалекий такие, или может уже старый волны. Сашиди хал японский премьер-министр, сазу дюкте новый. Сунцан хин ашуит. Говорит Тесла. Не предупредили о Перл-Харборе. Нет, знаешь, она сидит и говорит, ты можешь, о, вежливо, мы будем японцы, что هم дешан хотя бы хаунца или что подготовиться, да, то этому скачку цен, там, этому, тому, всему, короче. Так, Трампа бахаш, что? А что, Мацабир Топир Харбе нападать дешан, предупредить. Представь. Не, кто лучше японцев знает о неожиданности борцов? Вы же тоже не предупредили нас о Перл-Харборе. Франция отцогуэла, когда немецкий канцлер. Немецкий канцлер больше, сегодня там годовщина, когда американские войска высадились в Нормандии. Для вас это был плохой день, да? И вот там и задаться ты конечно. Для них это был нехороший день. Не исправился. Он честно говорит, по крайней мере. Вот я вообще дальше продолжать не оружие, даже Анекдот. Да, и просто кризис, такого кризиса не было со Второй мировой войны. Просто Дахан еще... Обывателю еще не дошло это, короче. Это очень-то начало страшного кризиса. Который мы предсказывали, кстати, тогда, Пармат, мы много об этой политической говорили. Вот чах, короче, и пал и дох, что и короче. И вот действительно раз китайский профессор, инчо популярный вяхкан, хал вяхкан, американский Пирс Морган Уолч, да, ти кошсар, агойч, цу иш твой сыннак амел динал. Что иш тарбутам махер бушон Иране напасть дир, душон цигай пал хер бушон эльво профессор ушон за хал вяхкан массу американский канал, что важный политический обозреватель уагашка сумс камельдеш, короче. Инску дальше хухер дубош, короче. То есть вы законно он предсказать не нашел. Эла джавари интервью шерон кар гайти шерш украиншам гайтуш багдик ди чакан масса на Меркелия
Но по всему миру гейти Шерониз, он китайский профессор, Санна Десса, Санни вообще кверти дали. Джагар это все предсказал. Глобальный катастроф, хирюшун дунянчо, аж и сацая. Не в том, что тхахахиети, яшу тхайн нимани эти бошдат. Хока аж и сацава, вы ему аж цун, короче, не акбилш бушун дунянчо, аж инлу углилда. Бошцу диндок амелдари, и даракан массарна гейт дешлик. Да, английский муатта, перевод, закон популяризировать, демекш, да, из-за. Значит, положение какое непонятное. На самом деле Россия мою шабу гуртал дунянчо и Иран яхармаяцер и шлилда халгы дун да цу Россия союзничать деш цу Россию поддерживать деш цу Россию через Иран угрожать деш Израилу юх Американ влиять деш Шейн одие бош, иш цацепочк мою яр даюечек шаек именно и от России чур ариол шаю. Да, он дел как бы демекш дацарихом из-за того, что нападать на Россию, то есть напасть на массар осудить его, то есть говорят, напасть на бьехом. То есть ишь твоина, говорят, в Дагестане чулил хриацар напасть. И хумчо, он делал дигдации. Если Америка позволяет такие же вещи, то от Путина начинается хороший, плохой отделять, что общественное мировое мнение из-за спутывать его. То есть вы что важно, он ларда диеште, короче. Так, поэтому он агрессивную войну начал. Так, диктагу он не начал агрессивную войну, а защищается. То есть и он ждует, и что важно дует. Даже вот этом японский, там больше, американцы, соборди на царь, японцы напасть доллац. Потому что им общественное мнение дома не позволяло просто не пончо, напасть. Побомбить их, он Трампу санна. Не, Тесла, там они знали, что нападут и нахаут, и тэц. Они знали, что нападут, время знали. Не, знали, это понятно. Я царь, теперь и ждать, банки заморозить, динацар, корабль утопить, душу танкер, нефть дождь, угрозь, динацар, деба. Массухом динацар, понятно. Но он и нападение, он еще. Без этого общественное мнение в Америке... Общественное мнение, ради этого они там не сообщили даже. Это, и на базу не сообщили, что нападение. Реально. Гитлер он бежал там в Америке, уехал, Миллер его, как его звали, президент этот американский, из головы вылетел. Трумэн Watch, да не уехал, говори, всем известный. Вторая мировая война вести в Ялтинской конференции. Рузвельт, не если Рузвельт, он из-за войны он усидел больше, чем 2 срока, то есть единственный президент, который больше, чем 2 срока сидел. Так вот, Рузвельт очень тяжело было Америку во Вторую мировую войну втянуть, потому что общественное мнение было против. Просто было против. Инзери, он дешь, подкуп шеш, заявление шеш, сам дешь халдел бал, ему это удалось сделать. Так, ему это проблемно было бы. То есть он делал, а так, царь, он напасть, на 5000 матросов, и напади, бьёхом еще вперед, короче, понимаешь, это совсем другое. Он делал, и важно, и ларда, короче, кто первый начал, кто на кого напал. А если ты позволяешь главному демократическому союзнику неспровоцированно нападать на других, то уже от Путина закон джунглей, да, и кто сильнее, тот и прав.
То есть это ущи и богды хулиха, короче. То есть это поэтому эта война очень неправильная вещь. Кому бы она ни была, выиграть, кому бы она. Netanyahu тесла и yok büyük mü atın beakhetsun atı ejikti khama короче вообще ак дяхан цой да что больше не сдуборс вообще ад вина ежикти еще вообще от büyük чумно короче кего шкурбук шабега. Ну, Америка, дука жукти бутун духалбол и ругать вещи. То есть, шаша жукти бях бати, говорю. В данный момент есть правительство у них, и вот оно работает вот так. И Америка, американский там, да? Именно русскоязычный жукти Израиля аж был жукти буй. Уж абеш лет хачат, короче, башал цайопта, о дитори террористы бошта. Видно, что и Сирия, Чияш, и за его правление, короче, и народ, да, местный, чего кровожадный, на радикальной религии юцигацию инзари использовать, короче. Крыша у них поехала. Пармат, вот в английском этом интернете, там тоже появилось выражение, радикальный бубош, будет радикальный нахбош, яхвабисты бош, короче, придумать тоже, потому что действительно, уже религия против религии, ты должен шлукар. То есть одна это религиозно, халхам может демократ, шбар, хош шайр бол радикал, шбар. И понятное дело, демократы пытаются... А сейчас... Я тоже заметил это, все заметили это формат, это и там, и в Америке это заметили, действительно, на религиозный радикализм его шукши партии. Сюда, Иране, Израиль конфликт, вообще высказываться, да, это просто еще отменьшно, короче, и власти чисто иранские. А так, там я не знаю, какую сторону выбирать, потому что и именно Израиль был. Жикти Израиль, цадна у башхалев спасешь, Иран не хайрбольчарцани. Они точно такие же превратились сейчас. В таких случаях помогает, пожелай победы обоим сторонам. И вот, с меньшими потерями, короче, женщина, вот, она закрытухшего, да? Правильно, вот так и надо говорить. Пожелаем им победы, иранским обоим, им пожелаем победы. Все как у Яц. Все как за у них. За всех не отвечайте. То есть свои какие-то мнения нормально высказывать. Их по связям, хирук церковь, короче. Пусть играет хорошего полицейского, мы его поддержим. Не, я в хороших полицейских не играю, я занимаю позицию. Не, Хамар, одни сторон, меньшими потерями, чтобы вы закончили войну, Альдац. Да, я реально позицию занимаю, зная, что исламское государство, да, которое грозится там постоянно, короче, как прогрессирующая болезнь муху, что это все равно сложно. Равин Шнерсон, Не, Натаньяху вообще... Ты должен приблизить понятное пришествие Машиаха. Ты должен сделать все, чтобы Машиах пришел, Бог. Да, вот государство Израиль, у них есть атомное оружие, у них есть, короче, как бы мощь, но они себя ведут адекватно. В отличие от исламского государства. Да? Вот исламское государство, оно опасно, оно может долбануть. А Израиль, он себя уже как бы зарекомендовал. Поэтому там машияхи какие-то, эти, пятые, десятые, это самое демократичное государство в регионе. Торпалу Язина. Что плохого, когда Израиль бомбит Иран, чтобы они не получили ядерное оружие? Бог. Да, дик вопрос. До Турпал
встречный вопрос. От кого они могут получить это ядерное оружие? Там еще, сейчас я вижу такую опасность, что все каким-то образом выстраиваются на одну линию с русскими, с будулаками, что непонятно, да, из-за Ирана, антиизраильских, антиеврейских вот этих настроений. Цундело в такой ситуации-то. Надо правильно. Нет, Турпал, они не сами разрабатывают. Путин угрожает Израилю и Америку всегда, что они им дадут ядерное оружие Ирану. Ядерное оружие. Или наконец-то и торг прекратится, да, Или это, или пускай они бомбят Россию, не Иран. И все закончится, если они вместе все будут бомбить Россию. Хажа отчо и идельнагуй, и идельнагуй, эл чёртачкук, Израиль защищает, мелечун Аллах, да эл хейлю эл шун бах. Масэр эмин эл магар душун. Шиич, док безитун, бахабисту и хатта. Кстати, вот цюнг вопрос, дух, хуман цадинацу Израилю. Просто интересно, дух. Кстати, Иран вот динивен, ума. Да, кстати, вот это тоже хороший вопрос. Иран гудинвен. Делат Ирану гудина цадинам цаасунт иарчена асхалам ойлацин ирцун хинц ойле волвелксо и шиич бат от сунич яла иман долши дюнал долши горч ялинах бук шиич дат имхи насун. Ну, Иран как народ вполне отлично, все адекватно. Одни из самых развитых вообще в исламском мире. Там грамотные, ученые там и так далее. Ну вот это исламское государство, их вот это, кстати, от которых хотели списать конституцию, Закаевская вот эта комиссия, да, по установлению шариатской конституции. Они как раз хотели у Ирана и у Пакистана сплагиатить. Ибрам, интересная информация, я выяснил. Оказывается, иранцы революция в 1979 году теперь и партия ислама божьих, лишь нахлаканцем. Вы баракуш, короче, вот их яндарби, они царь гудини, быстро референдум на царь. Исламских хилезивый поча. А царь Мудина и яндарби все идеи все, точно вот например, были те язин хумха цаци шидуашпем хилацахала, вы за исламское государство, да или нет, и они такой референдум провели по-быстрому. Так, горшинц шахватинц араквесан, короче, инцам бусулбш для по справедливости хердубош, простой народ, дядь, который ни хрена не знает про этот бусулбни. Ну все взяли и проголосовали, что исламское государство Иран юговый инициаль. То есть они по-быстрому и не на царцеги, точно, и яц, и маневры. Что это такое, да? Хамини. Буду легче, худу хайшунец, хочу чухайн, Аллах дал хель за Израиль, туда-сюда, пахцу. Инцоц Иран, например, пакистанец, сунничец, чуть-чуть ахары. Дебил, шлилер, Аллах дал, Аллах койл, короче, за Иран болеть даже больше. То есть какие там братья, плохой, хороший, зло, добро, кто виноват, кто прав, кто защищается, кто обороняется. Абсолютно эта тема их не интересует. Просто свой, чужой и все. Это уже было Иран, Сирия, Иран, мэр, вот царь вахабища, летчик.
Уже было это. Иран, Бюхом, Михунядин, Бош, они уже там. Теперь они поменяли повестку. Да, иду просто первый враг Аллаха там еврей, потом Дело от Суничан задуматься до хинцев поколения, он хотя бы от Иранч буй и шиич буй, це религин, шей религий сопоставить, задуматься до хум донес. Он дальше. И шиич намного воли бук от Сунича, от религии. Насчет Шайл Сунницкий почал, короче, елокши, короче, вау, вот я то, бон. Израиль, Америка, вот сами подумайте, аршинца, нейтикш бацар Сунич, постоянно бөлокш букоршса. Хуни один, бусюль почалкшка, квертия, жукти, буй, буй, ваш буй, شو سنيل هنو عدين منافقش هنو عدين أقديني منو عدين вот у меня к вам вопрос, почему эти жукти, мукти, лицемер, шутер-путер не могут это сделать с Ираном и шиитами, которые сейчас воюют прямо с Дон, с Америкой и Израилем, а с обеими. So шинцит уамбе, шук Иран, шу худешду, шу циш дук постоянно. Квертия бержукти бук церцу бусул почалкши бош. Цер квертия он баджукти. Шу квертия он бужукти постоянно. И задуматься делать уман. Хундю Иран таан леч Америкца, Израильца шинна почалкас лечук Иран таан. цер жукти американ цер кверти венават да им церц рождают цер. Шу Суницкий почалк шаерш под Израилем, под Америкой, хундю всю жизнь. Вот сопоставить, да и задумайтесь, ребята. Otan bretto bergsök. Tietyllä sitä tien politiikum yksistä. Dik haluduis. Ta koşu haludumat. İşte Ukrayna гаскитам движение işte. İşte ладьон да ин вообще церквюсук да худу короче. Tietyllä да. Гаски украинш. Типа хокон диц, нага хоша кафе шубош мандуй. И все, когда он уже не понимает, короче, да, ни свободу, ни какой-то там примитивная картина мира, ёксон кварча, бусулнах и не бусулнах. Да, вообще, тяхцакуешь, кайш хукуюсте, короче, типа и те же каферы, и те каферы, там, а там обезруши. Просто чего патовая ситуация, душной, это интереснейший и опаснейший момент истории. Трампу ультиматум Мэйля, 48 часов, короче, Армузский пролив аж хацаялла, шаца, ахди дирду элла Иранин. И шьяц электростанции шьюхорю элла. По Путине тактике. О, ялла, тахайл. Ну, карт датна. И массу я приснительный заучать. Цанди точка шилан, карт датна обратно Трампе. Трампе. И раньше, арбаши, короче, чего это решаешь? Да. Нет, короче, пользы без этого. Олак, ерики, арабский и нефти ислам, да, тигар мадуй, и das есть, короче. Цан ущерб хелер, короче. Вот это тут можно иранцев, я не знаю, за это можно их похвалить. Иран, нет? На самом деле самый либеральный исламский почал. Там можно пол сменить даже. Открыто. Пол операции. Короче, пол говорится еще отсюда. Самое количество христиан возрастает даже на Ближнем Востоке страна и на сегодняшний день.
образование, наука, открытый ютига. И, короче, Уща бьёхум шу ядерный ягерчу бош. Уавилон и Натаньяху 20 лет, короче, он что, да, ситчинки на ядерный моё бош. А Саудовские Аравии, Катар, Дубай, именно самый радикальный человек вырезать в вес бош. Ислам динал дуням тва даржушил, почался, они инцари дикнам остал, они братья, они с нами, божик, ты ж, да, с те братья ж будешь встречаться до царя, короче, да. Кривый год, вывернутый наизнанку, короче, мир вывернутый наизнанку, действительно. И Ираки, Иран не волшал, он бешен, Ираку, Саддам Хусейну, химические оружия етнацан, пармат. Цауза юхцатуя хакцар химические оружия. То есть как можно их считать сумасшедшими после этого, готовыми ядер майинный сразу и ехать, короче, самоубийц. По сравнению с Пакистаном, у которого ядерное оружие. Да, Пакистан и чаят само инзари экумш. Ядерные люди, видишь, пац. Да, представь, в Пакистане ядерное оружие, его можно кому угодно давать, короче. Да, ядерное оружие, это тоже, кстати, там международная комиссия за этим следила, там посещали, фатва была этого Хамини 2003 года, харам, ядерное оружие, короче. С тех пор за этим делом, дело вообще там не в ядерном оружии, в Пакистане ядерное оружие, еще в Афганистане, особо так, Джим продвинутый будешь, конечно, посмотреть. Тях измацу Тесла, да. Это шо гладуора хайрам ду. Хочу выстрела хуба там не один за Израиль. Да, я тут я только что не слышно было. За Израиль век там Алла койле там не один ойле боша. Хошишанте Израилем цахаина вот интересно, что проблемы те что я. И комментарий даешь ойлеш аж со воронцу язынок даш шугладу гар харам дубош. Дела милум цасон и лазер қиген дал хазчу олш ла душ вистал шунда дезарона. Неизлечимый лазардонис. ЧМЛ тоже СР, да, но хроническим, да? Да, духген кваселитирас бадек дич. Духген дельч чох лазарду. Недержание ислама. Жим хазайкал долнах болч чуолш. La dox oila ya shunda dies. Чеченцам позиции один само, но, к сожалению, как обыватель. Чеченская позиция дружить со всеми. Не, Тесла, я считаю, что это невыгодно, правдивый, это более, короче, балдек, да, мировой политик, Дик Йоус оттуда уже исходит, да, сейчас майор Лаид съездил позицию. Я тоже думаю, даже вы слабой стороной, а слабой сторона, единственное оружие, это что? Правда. Хотя Герц, да. Это иметь сильного друга. Не, я бы не сказал. Если сильный друг потребует от тебя соврать, то чем мы от Путина отличаемся? Ну, соврать это уже другой вопрос. А вот сильный друг, да, единственный там, который может в стойло поставить твоего врага, который тебя на бутылке держит.
как бы против него выстраиваться на одну линию со своим как бы врагом, это уже вообще очень пагубно. Плохо, если твой сильный друг, как и твой враг, начал своих врагов, даже детей, называть террористами. Дискутировать не, я понаблюдаю. Дала шун цагина шун васкаш лиелош дег нохчичват лиелош таган поседен лиелош дег хук эренс нохчиш цархватин ситуации. Видимо, все-таки все до конца не понимают, что что-то сказать и посадить весь народ на бутылку, что это вообще разные как бы ситуации. Там не только сказали, а посадили весь народ на бутылку, и вообще всякие разговоры о государственности, вообще это смех превратили. Нас посадили на бутылку, потому что мы не сказали правду сами себе. До сих пор боимся. Ну там, ой, народ, на бутылке, аж милух. Может, есть альтернатива вообще? Можно показать что-то похожее? Северная Корея может быть. Ну, не знаю, тоже не факт. Ну да, в бутылке я из-за ислама аж жду, поэтому если ислам дасадек или дадек, мадак, дальше на бутылке айвы бог, допустим. Это уже другое, как бы, дополнительная тема. А вот я не знаю, пармат это, мне кажется, основной темой, но не основной темой. Вы сами себя не про это говорил. Я же не про это говорил. Я говорил, что в мире нету народа более посаженного на бутылку. То есть где-то Трамп что-то высказал, или Нетаньяху с какими-то попами, или кем там, раввинами что-то сказал, или еще кто-то. В мире нету народа, который со всем тем, что Путин приезжает, дарит Кораны, там говорит, что чеченцы молодцы, красавчики, там со всем вот этим как бы противоречивым заявлением, наш народ сегодня самый набутылочный. Хотим спасти палестинцев, потом построить колодцы в Уругвае, потом защитить там режим Аятуллы, потом что там еще? Спасти детей Судана от голода. Вот какая-то интересная деятельность получается. Все это ради бусулда. Это не просто так. Это наши братья мусульмане, они братья наши. Чем дальше, тем братство сильнее. Чем отдаленнее от нас, тем сильнее братство. Ибрахим, ишь бат, ялгицун, иш просто hins ipachalqi marshui это ihomsh dat otiert bail tsalar du ялгицун hins way dol haldu way وقابلت كوشيا سون إمجش يشتغل دي يشدو يالخيش بالنابو يشدو يالخيتسون فلسطين وفلسطيني ونعدي نجي بوش يتلناش Бацо, это мешал, что путешествовал, дошел, ночи цакан, Генишин, Саудовский, Аравия, Ахиян. Встретились, однажды Мухаммед и пророк Ибрагим встретились. И как вы думаете, что обсуждали самые величайшие два человека за всю историю? О свободе, о политике. Где он? Догадываюсь, что о женщинах они говорили.
Илу амца авючу. Умядинок, привет, короче, моей умме. Как находится моя умма? Как положение? Лайма сделай, скажи им, короче. И хумш дючберш, бати, они сидели, обсуждали борщ. И хумш дючберш, тига хилахел, царти сакуершел, бехкен сен дючхец нах. И мичер придумать до цари хумш. Sun это خيروكتير نينا ديكاس ياك وقبشي تا هم шла зошцан каран даш свинья вид без химических. Так, вот здесь сейчас Мухаммед, короче, сделал это, то бош. Ходу сочинять там, да, царюш? И вот так устроено, что не любят они думать. Он бохаем парматинц и религию был набат большинство что ксайч, что хайш церкана, что вообще цаната وين إعلاش دول حالي رسي على تاهم تغلق تير يا فيديو تاهم تغلق تير چیست رلیگی بسو بناخي أمتي يوم شغلق تير أتنس إش تا ويوديش تا وين إعلاش دول ومن سوبشي بالبولش نا باتيل يتخسونش Целых ишмаю и что мштюч, имитировать дешса, популяризировать деш, вахо, короче, юхца проблемы, целых еще, короче, почему бы нет? Европе, размер Европе. Има дуиз Тесла цава ишхилер цун значит цун бел бат шинт ядол Холланд цун цава цун цадег мегак цун так. Он согласен со всем этим. Приспособление олакыш наха, приспособление тишбухой. Вот это, баба, здесь Рамзан Кадыров, короче, мяла, так, изу, цунетан, так, и на количество, нормально, хердар, короче, максимум, их и хердукцигах, их и вуйдути. Получше халиф везет. Ши Холланд забел был шел, так политик маюцицу, большинство нах خلقت политик, мои цая политик с интересиати, ца иомш дюцах, это автоматом цун шент ядол хал мегш дух цун байл бац цун цама оманц. В 1944 году Гугл Эдихан туда-сюда. Не, я не знаю, короче, не слышал об этом больше. А шорты? Ну да, вы Мацедой и популяризировать. То есть мы выехали модель везде, на всех площадках, и Home Deutsch, и Home делаешь, мы должны были об этом говорить, а вот у нас этого не хватает, поэтому... Marshall Dumasaga Tesla elçün evderese. Нашла это. Mint цабол нах книг разные вещи, сам криминальные вещи, сам лирический, сам стихиш амю. Что разные книги вещи цабол. Цабол же сказки вещи, но обычно сказки вещи, без книги школа. Хекл там. А угар хазде куду. Серьезных книг вещи дуньяну тяхки штатсумен. И нах شا كنيجي وشو كنيجي خاتاني تام يادزينيو خاتانا هر ناخ بات سكاسك شويش بش بات إذا تام يادزين ماذا إسكاسكا إسكاسك نحتيش إش هو كان مختياني زنايتشا سيريوز دي كنيجي يادزينيو أرا إسكاسك دات إسكاسك يحتيش خلقرش ناخ باتوت بتساتيوت إتسناخ يحتيات وولكش إسكاسك تيشات ياش إسكاسك باندوش أك ناخ بيا ريس خلوش بوي كار بيا بيان كاروين سي قشتو كوين
Вот ik hekel, ik jetzt dat is nee. Да, сейчас вещам хотя бы цахила, мегасу хотя бы они были бы начитанные играми, но сейчас вещь мабать, они слушают каких-то людей, которые еще и на ходу поправляют, короче, по ситуации. Хотя бы сами читали бы, сейчас батюш вещь. И вот вещок никс мне ешар, зажим hekel текетер дерцер. Они только читают эти сказки, хадиш, хоку харелер, уку вошелер, обу цаны один шу харелер бокса. Ца бухбоч, подтверждение, ца передатчик, что там 20 передатчиков. Ца бухбоч, румштадт. Идут все, мелдет тишер, да. Сажим серьез книги ешар, может, сажим хекал, это там бортир, уэлахер. Они все это отрицают. Да, передай другому юксери, говорю, вся их передатчики. Не, ол кырдат, надо нам все же что-то сорганизовываться получше. Чего смутные времена еще надо держаться вместе и как бы сконсолидировать чеченское общество. Сейчас очень пограничные времена щекачеквы. Полностью вот это дюния хитслуш. Мы просто входим вот в зону этого турбулентности улицах. Вот входим в эту зону, где все, что было до этого, это не считается. Сейчас что все будет снова все переделано. Этот искусственный интеллект и дата-центры, передел этого, и просто вечная жизнь там за углом прям рукой подать. То есть мы короче, и мы летим вот в это самое, и общество не подготовлено. То есть японцы, я не знаю, норвежцы, грамотные, которые к порядку привык, короче, законопослушные и без коррупции, развитый нахбой. Они как бы готовы вот к этому переходу, но 90% камдается, они к этому не готовы, они все еще вот в этом живут, в прошлом живут. Они к этим изменениям они не готовы. Поэтому неизбежно возникнет конфликт. То есть дистопия, вот это самая знаменитая антиутопия, дистопия, масит кино, масит фильм, шунгинаки, короче, общество будущего, где какая-то часть контролирует вот это большинство, используя технологии. То есть тут идем, представьте, семимильными шагами мы идем к этому. Да, я признаться, что я думаю, короче, шанс мы уже упустили, короче, идеальное построение, он как бы уже все, это утопический мир, там, демократия, все там, своя страна, короче. Я думаю, обратный, короче, да, чисто уже открыто за ресурсы движения, что с этой, что с той, что со всех сторон. Да, и представь, это вот эти люди, которые 99% богатства и у них в руках будет. Они будут, поскольку сейчас им приходится лавировать, подкупать избирателей, там, делать на них что-то, каких-то журналистов, этого. То есть сложный политически, играя языка, чтобы общество держать в нужной тебе кондиции. Революции, тебе нужно совершать массу, короче, тратить массу ресурсов и совершать массу действий, короче. В этой антиутопии или дистопии, эти олигархи, эти люди, они не будут в этом нуждаться. Потому что машины сейчас, роботы, дроны их будут защищать. Восстание, это не опасно, абсолютно. Абсолютно не опасно. То есть где общество разделится на вот этих класс супердолгожителей, супербогатых, Второй вариант, это либерализм, короче. Окей, ладно, за либерализм топить, давай, и мы попадаем в исламскую яму.
То есть та нормальная сторона яццига. Либерализм это вообще просто общество шьюхо специально. Это да, теория заговора и эрдует, но на самом деле это заказуха. То есть это не есть что-то, что само возникло и естественно. Это чисто заказуха на уничтожение от каких-то сил, короче. Не будем про них говорить, формат наш не тот. Но Ахмабар, это да, конечно же, это не ответ никакой, короче. То есть это само Швейцар, римский империат, под конец они там совсем либерализовались, что и весь год Швейц, которые пришли туда, вот цыганщина, беженщина, короче, да и сахаш, короче, форшем вообще не пуганных амду. Ты знаешь, что в Риме хлеб не покупали. Римский гражданин шел и специальный склад шутиги из пекарни шел, ему просто выдавали, короче, зерно или хлеб, короче, печь. То есть все эти жители кушали, не покупали хлеб, они его просто кушали. Римская империя привозила его, Египет везде отсюда, с колонии. И жители, не жители, а эти граждане Рима, короче, спокойно. То есть там везде дома, там пятиэтажные, это канализация, там короче, везде эти аккуратно покрашено, массовым, и эти весь год вот эти современные беженцы, сначала они таким опасались, короче, что там подобные богам люди, столько у них там технологий, цивилизации на тот момент, а потом уже потихоньку они начали захламлять, короче. Там пиглушкала царь масло выдавали масло еще какие-то, а ума лушкала царь. А первую необходимость бесплатно лушкала царь. Да. Представь, насколько тогдашние времена дикие такое, короче. В Швейцарии и в средние века диснак и бепик бесплатный. Любой корчме, таверны. Бани бесплатные были, бани обязательно бесплатно было. Представь, вот ахшдей дезак и бани содержать, где то что хиду от Тесла, Илон Маску, дюйте отставлять. Рим перестал, потому что римлян не было опций, никто не рожал римлян. Поэтому Рим закончился, Оля. И момент тюхцига тик абюлбель, как бы печально не звучало, короче, Жириновский день. Дик абюлбель, рожать перестать, doch, короче, не знаю почему. Ну, я бы не сказал на тот момент, но из-за Махиллацики и знаменитый Юстинианский чумаят, который случилось, который там погибла половина населения. Да, были, но все-таки, короче, восстанавливались потом, а потом, короче, и рождаемость вообще и снизить цены. Кстати, не перестали рожать барцов. Интересный момент, Каринесу. Шбацы, цыгане шбац, они же и приехали из Индии, то есть переселились из Индии в Европу. А переселились они еще во византийские времена, то есть где-то в первом-втором веке от Схайнах переселились. То есть они, короче, из Индии пришли к Анатолию, Турции, Византийской империи, к их границам. И это долгое время неизвестно было, как это случилось. В Европе цыганш, мичербойли, хушсахилла, то есть в средневековой Европе ученые долго гадали, откуда эти люди вообще взялись. Тут в Европе все белые, и тут, знаете, какие-то цыгане, они давно уже все, сколько люди помнят себя, цыгане ходят. В Голландии, Эйндховене, и на языковый университет, студент Ватс, он в порту случайно услышал вот этих индуш бац, корабль, ему показался их язык знакомым очень. И знакомым и запомните, шин боуш был и цыганский табори, перевод решали, перевод эльдол фразяти. Так, короче, вот это 18 век где-то, так в Европе поняли, откуда они пришли, короче, что они. А теперь мне интересная мысль, короче, так потом они поковырялись в вот этих архивах Константинополя, и там действительно рассказывается, как в первом веке эти какие-то смуглые, носатые люди там пришли к нашим границам в большом количестве, короче, и, короче, что-то они там говорили, и он дыч.
Сун, да где она, короче, Персидский империят, они же с этими римские постоянно воевали, фактически мы все сейчас живем в мире, где это последствия этой, тысячелетней войны между вот этими римлянами, там, плюс и греки тоже, да, и персами. То есть вот оказывается, персы что делали? Это первая атака беженцев. Первая атака беженцев Парман. То есть персы что сделали? Враги шбац, византирбиш. Царшай и бездонный, и Бангладеш, и Индия, и шбац. Халятига, кам через всю персидскую, границу чукоясын. Как ол Эрдоган, но модер. И это первая зарегистрированная атака беженцами, можно сказать, что вот именно что случилось тогда. Возможно. Вот чувачу, Хуэйлер. Умаца, как обычно, Хадис дали. Хадис дали, да, орка, хиямбе. Вы ищете внимание. Один сурсад 200 летей, все, мы слушаем. Саджим, самуха долцар ищ тачу был, хумял шей ищ цаса, му эрдер цас. Хоть как-то что-то отметится, доктор, короче. Сон за диндүч гэнэ, диндүч, короче, защищать наш, ой, эқосоца, олакар. Дин цадүч гэнэ, короче, и хун цадүч аж бош, олмац. Ищется Мэгба, никакой вариант их не устраивает, ни хороший, ни плохой. Так, Дон, поднимаешься ты на азан. Только азан. Если без азана, не пускаем. Дон Ахчи, он же, вы же с ним конкретно поссорились. Ибраим. Да никто с ним не ссорился вроде. Да это целый Цаимаершу, короче, какой-то этот. Не, просто когда из него вот этот русский мир прет, его надо иногда как бы остудить. Русский мир прет. Короче, контролировать его приходится чуть-чуть. Подправлять. Ты заметил, что он бросил эту тему, сунжинский казах, там, спевали украинские песни. Тесла, английский мара, знаешь, Ешел? Знаешь, переводи. Хая, дую царасом. Israel Prime Minister Netanyahu supports Orban, the enemy of Europe and friend of mass murderer Putin, in the Hungarian parliamentary elections. Премьер-министр Нетаньяху поддерживает Орбана в выборах самого убийцы Путина, поддерживает его Орбан Вац, он поддержки на Бах. Что, крайне... Хата, мишерюха информация, антидера. Так. Jürgen Naudit, немецкий политику, официальной страницу. Jürgen Naudit, Naudit. Facebook. Он цар видео يون Европарламент чахца шикоди халк цар и Орбан вати морч. Мач он Герсоны. Макизна ездит, просто он уже даже не знал, что удержится уже. Вот его, они просто запечатали его. Вакая либерал складу рабо, штат Меркел дяч.
Это было Никто бы... здравый человек этого не Ага. захочет. Это было Вот бы смотрите. правильно. Ибрагим, это было правильно, если бы у нас не было рядом Польши, моего Польшу, могут муха. Они и демократические, и против Путина, и беженцев, короче, контролируют. То есть, и кохом дамало церковь, почему в Венгрии конца дало, что ли? Путин и Дуаттахил Мацевец обязательно беженц под контроль брать. Вот теперь смотрите, например, в Австрии, где я проживаю, считают, что чеченская проблема иссякла в 2011 году. То есть мы нормально сосуществуем с русскими с 2011 года. То есть вот эта тема, которая у нас была политическая, военная, она закрыта. Теперь, если Трамп какие-то отношения выстраивает с Австрией, с австрийским президентом, это хорошо или нужно Трампа как бы чморить? Вопрос на засыпку. Непонятно, что Австрия, Украина, родящую Украинч поддерживает дящую Путин как бы... Не-не-не, я не про Украину, я про чеченцев. Про чеченцев. Ибрагим, Вот то, что я объяснил, ты понял, да? И теперь, Да, если вначале. если Трамп вдруг вот, усилит отношения с президентом Австрии, его за это троллить надо или наоборот поддержать? А за то, что Австрия это сказала и... Нет, вот смотри, в Австрии считают, что с 2011 года чеченская проблема иссякла политическая. То есть у нас с русскими лады. С 2011 года никаких проблем нет. Чеченец, даже если у него в Чеченской республике проблема, он может жить где-нибудь в Орле, там, в Воронеже, в Волгограде. Теперь, если вот с вот этим режимом, который здесь Трамп заключает, усиливает какие-то отношения, да, там, его за это троллить надо или поощрять? А Трамп, он считает по-другому, что это есть логика. Он же не считает, что раз ты в чеченской проблеме вообще юбошь, на одной волне. Да, на одной волне с Австрией. Короче, часть России. То есть он на одной волне с этой Австрией. Почему он должен внезапно... Я поэтому хочу понять, его за такое поведение нужно будет троллить или наоборот поощрять? Если он так же, как и Австрия, будет думать Баха? Да, вот как и Венгрия он сейчас думает, и здесь как Австрия он начнет думать. Но его же не за Венгрию это троллят, а за поддержку Путина через Венгрию. В том-то и дело, что получается, что Австрия тоже поддерживает Путина в плане того, что чеченцев поджарили под русский сапог. Нет, чеченцы будут моха, в данном случае я Путин. Не, подождите. Тут разницы нету. У нас что, весь мир вокруг Украины крутится, что ли? Да, в данном случае для Европы, да, все крутится вокруг Украины и России, да. Нет, для Европы это понятно, для Европы это понятно, но мы же хотим как-то о справедливости, о вот этом, да, как бы понять, какой позиции надо придерживаться. Если мы консолидированная политическая царь Австрии, Бог, низ дочь, вайкам Далари, конечно, мы должны были троллить и Австрию, и самого Трампа за это. Да, демонстрации еще есть. Зараховать, что Багдадцы на самом деле нас там убивают. Почему мы сейчас все пытаемся затроллить Трампа по вот этой ситуации, а там Австрию не троллим? Милу Трампа затроллить пытаться дешь. У нас бусул нахдувай массу пока Ибрагим. Даже ты не вышел еще 70 милу, 72 говорил. Это не проблема. Я свои проценты контролирую. Проблема пока увеличился. Он говорит, что мы троллим Трампа.
проблем гущу. То есть мы сейчас выстраиваемся на какую-то одну линию с будулачеством, непонятную, делая заявление. Я у нас, я тут на других этих тикток-каналах, среди будулаков, короче, как бы эти несколько дней гуляю, короче, и вот эти же примерно нарративы, ну или нарративы, пускай это не нарративы, а взгляды или комментарии, они не только вот здесь, то есть массу метаю, что одинаково, как будто бы под одну эту такой под одну команду. По последним опросам, Ибраим, 85% населения Америки против Трампа сейчас. То есть мы поддерживаем 85% американского народа. В чем здесь проблема? Американский народ должен быть свободен. Да, и доктор, короче. А комментарии язырцет английским отта. Ладно, что штадик цакиет мёцун, если чунах, то ли я непонятно выразился. Просто за ситуацию с Орбаном на нашем канале какие-то чеченцы, которых вообще никто не знает, кроме как радикальных, там, дебилизированных в самом обществе, и вот на нашем канале, на который иногда заходят более-менее люди, да, из-за того, что мы вот пытаемся дружить с ними, они потом начинают слышать и здесь обычное будулачество. Вот я поэтому говорю, я не могу. И параллель провести, почему это сейчас выстраивание на одной линии происходит, когда есть и другие проблемы, да? То есть происходят другие проблемы, и тут вот этот такой нападки на Америку, на Израиль там и так далее, они как бы Кстати, Ибраим, и Орбан и Нетаньяху Трампа могут Европу троллить, короче, международно признанный орден выдать им преступников встретили бошта. Помощь Махестига. В адрес Нетаньяху. А просто году вот у нас сейчас тема, что Трамп плохой, потому что он поддерживает там Орбана туда-сюда. Потому что Путина поддерживает. Он Трамп плохой бош. Я считаю, что потому что он поддерживает Путина. И единственная претензия Трампа у меня вот это. Да, а я отказываюсь в это верить, короче. Не теряю надежду. И мы просто дискутируем. Ты наивный и голцун, обыватель. Да. Да, я наивный. Да, я наивный. Сыну. Короче, меня выбило, и у нас эфир, Садык пошел дальше. Вырубится цадвеш. Уже кефир атакуют. А сам Тесла, не только ты. Тут вот такое я наблюдаю. Там даже вон в комментах, которые пишут, и потом другие здесь еще участники. Просто так, как будто бы на одну линию выстраивают. Коалиция Эпштейна напала на украинский народ. Шорт теории заговора мы дон ахчи он аш халвакка то хаюйте решить толку решен и Бельдербергский клуб бьют решен то вот все это все как раз Дон Ахча тоже эксперт по этой. Дон Ахча, давай сейчас. Кстати, давайте Дон Ахча спросим, он за Хамини или против, то есть за Иран или против? Дон Ахча истинный шиит в данной ситуации. Там вообще даже не сомневайся. У него, как это, Атомхач, у него же бывает, это все заказуха, там эти и эти за одно больше. И в данном случае тоже у него там будут эти и эти за одно. Нет, в данной ситуации он истинный шиит. Полностью против. Короче, он... Шиит? Этот самый... Зам Айтулы. Что он следующий, этот, Хамини? Сунжинский Хамини. Да.
Уже можно с казака его в разряд аятулы какого-то. Кстати, Ибраим, а бывают иранские казаки? А у них реки какие там? Вот, и река Дози, он Иране, Пармат. Кто знает реку какую-нибудь в Иране? Они обычно к рекам приписываются. Sadojis. Там Ну какие-то и реки. Дон название Сейчас на я иранском, погуглю. видите, я чухся. Да, Дон иранский, Юкамел, да. Вот Это давайте еще вода. найдем какую-нибудь речку там, и пусть наш сунжинский Прикинь, казак как приписывает. совпало. Смотри, Дон Ахчан. И Во, он еще. и наши программисты из другой вселенной смеются над нами. Каспийское казачество. Каспий, мабуть, вы Иран. Да? Ихняя сторона. Каспизачество. Короче, Сефедрут есть такая река. Сефедрутские казаки. Это немножко оскорбительно звучит. Сефедрутские казаки. Донахчи, ты сефедрутский казак. Дон Ахча полностью там может положить новую казачью станицу, короче. И, Сефедрут. ну, Из да, Сефедрута. стать прародителем новых. Откуда ты, Архач? Да мы из Сефедрутов, короче. Мы давно там, казаки, короче, давно там живем. Это наша земля Сефедрутская. Мне кажется, что он Дон Ахч, это от Рамзана Кадырова стебется, что типа Ахч, давай Дону Рамзану, и все, как бы он его можно купить, типа. То есть Россия кормит Кавказ, там Кадырову дань выплачивает, боже. Из этой серии. Да, типа. Да, чат не любит этих молчунов, видимо. Солнце кустата еще даю öğren делан дынста ючуар Ибраиме заалатит целый день от пялца учила меня. Сокуз, Привилегированный, положи три на раза. очи, на теру. Представь, три раза. Теру, чачума веля, ца дош, яла ца оух, хай оухазит, на ца цадич. Ца минут маяля автоматом шаэр кускучур. Типа можно купить его, купили, короче. Боже, прикалывается, издевается над Кадыровым. Дон Ахч. Хаула, Дон, куда ты делся? Давай Дон, со Слушай, своей гармошкой. ты смельчак, однако, короче. Ты извиняться можешь, он тебя заставит извиняться, ты смотри. Ларлула там, короче, оглядывайся на улицах Киева. Вдруг это Дон возьмет и пришлет этих на камеру, чтобы ты извинялся. Заранее запиши извинения и на чипе с собой носи, в случае чего сразу. Давай, Дон, на гармошке, короче, азан надо прогнать здесь. А то уже много здесь джиннов всяких, домовых, короче, кикимор собралось. Кстати, Ибраим, ишбат, со пармат кучах цахич хуц типа победит Белоруссия бош. Ха боги облом хулун цар ишбат, буду я ишбат. Им с тобой интересно бывает поспорить. С парматом они не смеют давно уже, короче, сохальча они туда, то сюда тоже не лезут, короче. Но когда ты один остаешься, сейчас мы Ибраима попробуем победить, там чулел хонуш. Som Tesla Telegram chat ca busab ca sport чувач. Само дали не в плановой эфире. Включи аж лил шон, короче, кажется было. Совсем голяк баха. Цажим победить, ведь что нам декретор процентчим метаях. Это уже подвиснут, да. Валурвация победит. Они думают, что сейчас мы, Ибраим, сейчас мы на нее нападем,
попробуем. А на самом-то деле никакой от этого имеет вот само это. Ну, ты спокойно их там разложишь, а проблемы очень. حاجة Короче, أوروبا Путин, سادر مجاهد بيستل Путина, на законный аргумент, ислам дед бадуя, интернет отключите. Интернет это Убиваемый аргумент, шай мать духа берует это, короче. Шай мать, я что Путину. Да? Какой аргумент? Интернет отключите, я что Россия, короче, от нашего, короче. Телеграм там. Это сатанинское западное изобретение, интернет, что он уезжается, короче. Интересно, яд и градус, короче, до сколько можно давить русский народ, чтобы он, короче, ну, не знаю, и грань, за которой он может там поднять на вилы. И интернет, да, это есть грань, потерпит это, вытерпит это народ. Ну, я думаю, интернет, это наоборот против них, как обычно, сыграет, потому что люди будут выходить на улицы, встречаться, разговаривать, как раньше. И консолидация будет. Tesla, это целый зонце, он нам Да, наш этот интернет не нужен, да. هرتا حاجة شو حتشو نيكلام هو إيلر بسم الله. Пока водка не кончится, пока не протрезвеет, так все и будет продолжаться. Вообще-то, да, это водка это единственное, что запрет, который может вызвать дикий и бунт, короче, бессмысленный и беспощадный русский бунт. Но сейчас, мне кажется, к нему добавился и интернет. То есть запрет водки и интернета могут погубить режим. По крайней мере. Смотри, а вот тут один пишет, отрубить все нахрен, там, муджахид какой-то, бельгер. И не понял я. А ты сам там остаешься, где вырубят интернет? Или снаружи? Он программирует, дахается, специально и загружаешь вот этот софт, и кубик штан, он обращается сам же к этим искусственным интеллектом, и API call ешь, и разговаривает. И таких ботов ты можешь наплодить, и они 24/7 комментарии ешь, ехал уж, и бог он нах был штанна, короче. И палил уж монах. Агент олцарах, короче. Ну-ка, Бельгер, ты бот или кто? Спокойно тебе AI ответит нормально, то есть ты не сможешь это... Ну-ка поднимись, короче, даже голосом же может уже все, короче, не поймешь, все. Голосом, да. Вот смотри, он пишет чат. Дальше, ты бот или ботиха, кто ты? Видео можно делать вот этим. Короче, пишет, что он бот. Ты говорящий бот или не мой? Или разводящий? Донахча, ты вообще травоядным стал. Да, Донахча, легюхит это раз он, да мачок, короче, 2 кита я. За что ты его так? Донахча, с тебя азан, давай, заходи. Я бы все мог простить, но за Черемшу дал бы тебе леща, короче, хорошего. Над Черемшой не издевайся. Черт. По-моему, он не прикалывается. Шахонг чего бьешь шубарцу? У нас он подсел, у нас он подсел. Давай подсесть, он специально, короче, троллить тебя, шуй. Не, закон, не, все видео халалатин, мел, просто мел, хазхон, бухтахаш, он тебя бухшвы. Цен бабушк, штана бин, вилла бин, моя чашая хайр. Все,
Все равно дохнет, короче, Хонг Боч болит. Зачем это писать и, короче, дразнить? Тут Хонга нету, короче. Бадагдей, шон халх етит саба, син саши хогал эса кэрлер, бент ярдол, ахер. Говнашем, ладно, Хонг. Хонг хотя швейцар, если что. Але давалеш, делаешь, а так надолжишь, кира, догдаться. Главное, что и Карпаты ол, что Хонг Бутига. Это издревле они славятся этим Хонгом-то. Вала, цуо возма поили. Пармат, сборы шума еще, он дальше, Путин и иранский тома бельцены на нефть халат пока Трамп НАТО спосорится, один самый момент, тут он балтийские страны, еще вторжение ебош. Массу аналитик могут идти, короче. Я не знаю, он крадуется хасонсон, но вот эта иранская война сильно подгадила в этом смысле. Донахча, у тебя гармошка под рукой? Zeitung steht am Düter, но хуй, короче, цайшта долго, хумштат, но периодически, ну я это воспринимал, короче, ценч подняться до долдер, заранее готовить пеш, короче, туамбе больше, ценч учует площадь. Джим народ, короче, успокоить. А там он кажется, что вы больше, что воспринимает пеш, короче, аж усом. Не, они реально к этому готовятся. Не факт, что Путин пойдет Украину вельвин, но вот эта последняя война, и Трампу, короче, аж сон гоцадина, Натан Асадин, да, свадо босту ицок присердуется, а целый момент юрцин самый подходящий. Момент-то подходящий, вот с ресурсами у него проблемы, короче. Украина истощила его ресурсы, дедатцун иди, короче. Но еще и садимма дехиляту иди дольшим, до 100%. Пока Трамп у власти. Да. Путин газил. Вот одна из этих причин, почему я эту иранскую СВО считаю авантюрой очень вредной. Именно вот по вот этим причинам. Не потому, что я царь. Сун Путин, сун Тесла, независимость, как Ецун. Я считаю, что они, короче, там вместе играют просто. Ну, Лубянка, короче, групповой характер и вот, круг Гяц. Патрушев тоже, наверное, играет сильно много значения там. Не только... Не внутри России, а вообще снаружи. Снаружи, думаешь? Я не знаю. Да, там международные организации, Соросы и Малё, Шалё, палят, короче. Я думаю, они вместе играют. Не знаю. Гебух, короче, царь. Естественно, они вот эти раз скажут, ты кошельки Милош будешь, Абрамовичи, Чубайси, там много их, короче, там Говаленко, Мауленко. Вот вам сразу же в комментариях подсказывают. Тесла мировая организация у них. Сейчас да, из Донахчи, те, короче, что Бильдербергский клуб, там, это... Сунца, что я вижу некую торговлю вот этой ГБД, то есть они договорились с Западом, или, скажем так, не с Западом, а Запад, а с Америкой, там, не знаю, с Израилем, там, еще с кем-то, кто рулит там в Америке. Они вот ведут такую, как бы ты мне, я тебе, вы тут, мы тут, боже, потому что прямо у Путина хозяин там на Западе, я не сомневаюсь сильно. Да, ну, прямо забавно, но, короче, что вообще дать? Что торговать, что нормально, короче. Народами жертвовать, этот народ тебе, этот мне будешь дать. Да, сферы влияния делить тешбаха. Да. Ну, нельзя, все-таки антагонист шхулькузит. И поэтому и войны возникают. Если бы они все могли поделить, то войны не возникали бы. То есть конкуренция. На войне кое-кто зарабатывает, понимаешь? Ну да, но в долгосрочной все-таки перспективе войны это нехорошо. То есть покупательские способности,
То есть это не войны не всегда хорошо, короче. Долгосрочные они... حديث انت دين توان والله مثلا دين توان بول بلق كافر صنع قوي بوصل نعوق أو بوديش ووق أو دايس بيقى شو ملخ أو خيردو За Европу, которая меня приютила и дала мне убежище, Хируксу. إبراهيم إيه Со за Литву, короче, до конца. Он за кого ребят? Литва F-34 шла Тесла. Так, собой, Что ты такие вопросы задаешь, короче? За кого? За медведя или за меня? Грузинский анекдот, да, царь? Вано, ты что? Ты за кого? Ты за меня или за медведя? Алисалла. الكافر إطوان بولا بالكافر بيع عشاء لفا دعير ما يتسير Буду легче, сане оверує, го уйкуза. Вендетта разбудолачит, бинаешь уже. Ты такого не найдешь уже. Царь либеральными глаха. Может, найдешь. Феминиста олш. Сказки часто поешь, есть тут кто-нибудь, да, есть. Либеральный будулак, есть тут, боже, есть. Серьезно? Понял. Да, собусамшта, короче, инзале док весенс, короче, парма, диквис, парма то, короче. Виндетта, короче. Что дивить законно, короче. Из чего бьёху любовь. Он эффективно понизил планку, что ты стал смотреться цивильно, сам, понимаешь? Ухой, фуга стою уже, мягкий битно. Маршал душу, цахатер дайтиш. О, маршал, тарета. Маршал. Хуй и هنز ترامبو يتون политики هاش فنزويلا تيجر نفط تيجر كروتشي под контроль حياة تسوى قزر нефтяной рынок Иран под контроль он хочет взять, я так понимаю. Хаш со стороны бизнес-плана хаща хуйца криминальный разбор мухул ахр контролировать, асар контролировать, и рынок нефтяной рынок яц и под контроль хавич. Ши движение аж мой Трамп халума мадат сега, может я как-то глупо считаю. В случае с этой Венесуэлой ты абсолютно прав. Это нефть, они там сами заявили, даже тут заявление, докши от Трампа, баситус повторять, мы нефть, может. Над ним прикалывался этот Стюарт Ватс, вечерняя передача. Худуется обычно бойца. Он придумать мадори, и цауняды демократии, яйца, тига, короче. А хинц худует, нефть, боже, ахмабара. Но в случае с Ираном это дело здесь не в нефти, да. Тесла, хотя момент юхинц и урбануется, подтянуть винол. Вот сонши посланник Уайтан, он Нетаньяху поддерживает туяш. Лукашенко му царинц фоловать туяш, типа со запан шлуш, со ахчна шлуш. То есть от Путина союзник шбат, уж аккуратно, короче, ши аурбохш, подмазывать беш. А сия бохш, сан ишт картин, цахиетон от. Если Путин имел союзник, ишт абохш, бухсу. Нет, в случае с Лукашенко он делает это потому, что Лукашенкич, дик отношения иранские правительства их отец. То есть он там с ними, просто чуть ли не в десну сосется. А ему сейчас позарез нужен посредник, который не может это отслеживаться. Иранский отец договариваться, сохранить, короче. Ему это супер важно. То есть поэтому он сейчас пошел к Лукашенко на эти
движение, короче, хотя абсолютно Лукашенко от него я дебат, в чем ему Лукашенко нефть, я с Лукашенко, ума, я с картофель. Бяхкун была самыслях цакието. Хинц от Путина союзник шбуй якобы хилил Иран союзник Путина, хуер Белоруссия союзник Путина, Венесуэла там влияние России уняденник в Америке больше. Вот цунцани и вдёсна жахат цадмел бяш бол на обуй уж бухцу шиен дагул бяш ши эу больше. Иш цахиетони. Не, Шиаву мог бы концу. Ну, можно считать, что и Шиаву, но Путин эти санкции штамаях концу. То есть Путин удится олцу, Путин постоянно амельдешу, Путин великий тагуборцу, короче. То есть Лукашенко Путин, Тесла, Цезаронсу, Стяхарцери, встречали, Хавенчудя. Меня Путин обманул, короче, Бош, Люшваронец. Я видел, короче, он... Иногда отцом молча, но Путин Лукашенко даже близко отцу обхаживать вещь. То есть Лукашенко обхаживает, а Путин молча обхаживает вещь. Es хубо хаун хинц ситуации, допустим, хинц от Иран цены церцан eur, к чему-то они по-любому там придут. И я не думаю, что они не осознавали, что и на Иран это 90-миллионное население Илш. Yok подчалки, за влияние Илш, yok движение мое Иран, это же не Венесуэла там, не знаю, не Зимбабве. Yok подчалки мое. Я не думаю, что они не осознавали всю сложность ситуации, когда они нанесли эти удары по Ирану. Но тем самым цагойтшсон показательно я беш болгсон хулки со стороны. Кредит плотс нахан, то есть что они какие-то очень умные и все там просчитывают. Во-первых, до него был массу президент Швейц, вот этот Натаньяху каждому подходил и требовал нанесения удара по Ирану и ставил ультиматум. Сейчас Иран и то он аж Шайнля участие принимать, Шайнля мы все это делаем олш. Блинки, но хадуются. То есть каждому, и Клинтону, и Обаме, и его Байдену он подходил и ультиматум. То есть завтра Израиль наносит удары, если вы не присоединитесь, мы все равно нанесем олш. Так каждый раз ему Клинтон отказал, Шайнля нанести, и Америка не будет принимать участие. Это мои эксперты в Пентагоне говорят, что это невозможная вещь, нельзя этого делать. Раз. Потом он подошел к Обаме с этим. Обама точно так же отказал ему. Тоже ультиматум не принял он, короче. Потом он Байдену этот ультиматум ставил, короче. И Байден сказал, и то, Шайнля, мы не будем. А вот он опять не сделал этого. И только когда появился Трамп, а с Трампом пришли Хексет, Рубио и Венс. То есть вся эта... Один Трамп, малатиги, хитслуш, короче. Вот все эти люди, которые нормальные эксперты были, Пентагон, все эти, кто в отставке, понимаешь, что если английский интернет послушаешь, там американские передачи, то есть они все осознавали пагубность этой вещи, короче. И поэтому каждый из них Клинтону, Обаме, Байдену говорил, что это нельзя делать. Также и Трамп, когда он был предыдущий каденция Олшена, кто-то там, видимо, находился все еще меняемый, и он точно так же Трампу не дал это сделать. То есть это не есть что-то запланированное, это очень большая ошибка. И Трамп сейчас это понимает. До того, как он это сделал, он это не понимал. Он думал, что он кавалерийский наскок вперед, Венесуэла, все, короче, все нормально, короче. И он думал также, там, побомбим, его Натаньяху убедил, что если побомбить, меня. Наоборот, бомбишь яттача, школу бежь, да и на школе, все, кто были против этого, затыкнут, наоборот, хульцигах. Наоборот, и санти даяхан, короче, паргат дяхпач, быстрее хислур должен дартигах, короче. По моему мнению, короче, сытый народ легче свергает опрессивное правительство, чем загнанный вот так в угол, короче. Инцами дюхал вистрели щеч, мобилизовать общество, как дюхал ваттицу, и все. Плана Б на этот случай не было вообще. Вообще не было.
أوصل توبوي أناليتيك شي أوصل توبوي إشمو خلصونهم زاز أوصل عودة والصوت ناقيت شو Не, мило, самый главный и сон теле сон такер калсон, короче, Иране мел населению, аж сахашин бар. Задорно, ну американцы, ну они тупые босса. И вот из этой серии это ко-президент Ватс, они это дело не поддержали. 3 президента. И только Трамп, вот этот Эпштейн, Файлявул, Артагуй, все фирмы, которыми руководил Трамп, они разорились. Казино, эти. И он сейчас вот эту фирму США разоряет. Какими же глупостями? Так, если у нас есть гости, кто смотрит там американские вот этих блогеров, там передачи, ютуберов и альтернативное какое-то мнение есть, пожалуйста, заходите. Тема о Трампе и его, скажем так, вот это военной операции, да, там по Ирану. Да, очень интересно было бы трампистов послушать. Таба хватит, его к трамписту ушел, и воля вообще дикардар. Не просто даже трампист. Нет, там он кучуется, трампист его как раз таки обратно. Он больше на КГБиста был похож, Ибраим. По-моему, он был на КГБиста. Я его слушал. По-моему, он больше был КГБист, а не трампист. Ну, у него своя была, вот, правда тоже, он как бы, вот... Да, пользовался неинформированностью Мурада. И дукой, вот ты не поймешь, кого слушать, да? Одни вот так говорят, другие вот так. И этот кого-то послушал, и этот кого-то послушал. А как там на самом деле надо это взвесить, там, оценить. Обжигте мау эмоцию трампист. Первый еврейский президент Трамп. Так, пока никто не подтягивается. Давайте религиозную тему тогда снова возобновим. Не религиозную, а вот изначально тема, которая у нас была сегодня, включая вот этот эфир. Я не знаю уже сколько часов он. Я тут тоже на ходу. Он очень много врал. Ну, не знаю я. Я не знаю, кого ты слушаешь и кого он слушает. Потому что он вообще никого не приводил. Сложно. Он буду лаксана от себя нес. Так. Тема у нас была такая, что в религии, ну, скажем так, ваххабизм и в целом религия ислам, то те какие-то предписания, какие-то устои, которые лежат в основе этого. И вот чеченский самобыт, чеченская культура, чеченские традиции. То есть где есть противоречия и где есть какие-то, наоборот, совпадения. Совпадение? Не думаю. Киселевой, да, что ли? Ну да, где как бы не обязательно там, совпадение дождь применимый сундается. Бусол динадол. Волкдат изи нохчиком айдаллах уллах цандош. То есть, что соответствует религии ислам и чеченскому самобыту, и что наоборот полностью в корне противоречит, то есть является полным таким,
Короче, кайтекшу. Давай, что все замолкли? سؤال واضح أنا موقف زيتي إبراهيم يعني за садик посижу. Что противоречит? Вопрос неправильный. Ничего не противоречит. Мы приняли ислам, короче, в 7 веке, потому что он полностью сходится с нашими традициями. 7 века. Ну вот, интересно, что у нас сходится и что у нас не сходится. Просто удобно. Ну, у нас не сходится считать двоюродную сестру сестрой. Не жениться на бывшей жене своего сына, своего брата. В Индии, то есть отец Малахтинсу, недавно я узнал, что они могут, у них там поцелуйчик, шертир, и у них, оказывается, они с 2 и 3 женами могут спать в одной кровати. Да простит меня Аллах за это. За эти слова. Вообще отец, ночью сходить тебе, что и интересно мне. Группа ухи. Да, я не хотел это слово употреблять, но просто я не знаю, это сходится с чеченскими обычаями, интересно. Аузу билля, Аллах, Аллах. Здесь есть у кого есть 2, 3, 4 жены? Нохтишем шейха Сусумелш, одна живет вон там на краю села, третья живет, другая живет вот здесь. Как всегда, у нас нормально это с этим делом, но оказывается в их палаточном городке этого ислама, хадиса, там у них совсем другое положение. Откуда ведь это достал? По-моему, это нельзя в исламе, если не ошибаюсь. Я не знаю, но какой-то поцелуйчик шел. Интересный, Карин, где пророк сам всех своих жен и так, и это целовал, короче, то есть. И потом он сообщил какой-то хадис, он читал, и там это было, что-то он там в одной кровати с 3 женами спал, короче. Я охренел просто. Ну, это Аллах ему оставил день создящего, придумать духцой. Я не знаю, но человек с багажники, Аллах ел, что ты? Не, вот смотри, в нашей культуре это приемлемо, если зять лежит на диване без штанов. И заходит тесть, например. И тот так, не вставая, с ним базарит, короче. Заходит второй тесть, этот продолжает лежать. Дрогуш. Да. И потом, когда уже его зять заходит, то тогда он как по стойке смирно вскакивает. И его жена удивляется, короче. Потом начинает спрашивать, это что такое вообще было? Зашел мой пахан, ты лежишь, короче, не соизволил даже штаны натянуть, там, я не знаю, валяешься. Зашел. Какие штаны? Ну, я на сегодняшнем лад как бы пытаюсь. Да, окей, принято. Платье опустить. Да, платье опустить. Я просто на сегодняшний лад вот пытаюсь, да, вот на диване. Там, это не на сегодняшний, они сегодня тоже платье входят. Ты на чеченский лад его перевел. Ну да, вообще-то. Давай тогда, не на диване он лежит, а на каком-то лежаке там лежит. И лежит в платье. И у него видно, ну, короче, понятно, да? Бедро или голень. А? И заходит пахан жены, короче. И никакой ноль полностью, ноль эмоций. Как пахан зашел, ты нормально, короче. Заходит второй тесть.
второй пахан, второй жены. То же самое. Потом заходит его зять, и он сразу вскакивает, сразу, короче, опустил платье. Ну, по нашим, как бы, меркам. Сразу штаны подтянул. Стал, короче, по стойке смирно. Я понял, может он зятем чувствовал конкуренцию за своих самок. И потом жена спрашивает, недоумение. Жена, тем более ребенок, там, сколько ей лет? 10 на тот момент. 11. Она спрашивает, ты что ты валяешь? И то мелкая, она офигела, короче. Говорит, что ты здесь валяешься? Вон, мой отец зашел, ты лежишь, хоть бы что. Не соизволил даже задницу прикрыть. Извиняюсь. Ну, я как бы от себя пытаюсь на понятном, современном там, это самое, достучаться. Потом зашел твой этот второй жены там пахан. Ты продолжаешь лежать. И когда зашел зять, ты как по стойке смирно вскочил. Что это такое было вообще? Ты нормально? Что там вообще с тобой происходит? И тот говорит, да как я не встану перед человеком, которого даже ангелы стесняются? Меня в этой истории интересует четвертый человек, про которого никто из вас не упомянул и не знает. И Милухай, это какой-то человек, который в углу палатки сидит и записывает все, что видит, что там происходит. Короче, Не, ну голос. Айша там, может, рассказывала там, это не обязательно там четвертый человек. Джабраил как так смотрел на это дело, Вот интересно. ответ. Вот масса тестей много, зять один. Самый прикольный хадис, который я услышал, Пармат, это в Индии, то дюйцак иногда ца. Какой-то тагвар кровати алштак попех цачуви ашхала ихкани арвелла так гири хон гири жабра ворони аваш. Этот хадис меня дикий смех сразу вызывает. Дуешь хадис? Ты лечь лей, ты ватан, самач Мухаммадан, Даиш, мэг ты ватан, лечь, пацан, ват Ибн Аббас. Девочка, короче, иди на пацан. Ну, конечно,我咋啥都晓得，我咋给你用写的？给写的底下一般可能被给写那这，这不مليك دروني صعب ده جدا صعب يا меня дикий смех Свободный, вож мечадер, вож, я не пойму, цан мет тадижин даре худеешь. Да, цаны, здесь оно вообще. Ну, справедливость ради, короче. Справедливости ради, Муснад Ахмада Чуадыз, it's 20 лет назад хилол, техар Альбаниал, хилол, Мухаддис Вац, Арнаут Бошол. Цуа недостоверный разряд и нахцан определить. Статус его. Албанец что говорит? Албания, Муснад Ахмадан и Динуац, Тахри и исследования. Муснад Ахмад. Духали сборник Юса, Бухари и Бошляла. Оказывается, Бухари Ал-Халга и Масаб Дават Ахмад ибн Ханбаль. Цун сборник Ю Муснад Ахмада Бошел. 20 тысяч хадис тоже. Бухари стучу раязин, да просто хадис. Стучу адерч да цун. Оказывается. Вот стучу 1400 лет. Достоверный, Даринз, недостоверный, Лоцина. Кучу хайкам барса масерги, обращение. Бисмилля, братья, сестры, дальше еду. И что хазда чуны, тунда чуя велч, ишта. Я хочу его, или там коч хал уяз, ишта, илма ил хайршу. Суннат дуи. Что я душун из ишта, бет. Und elch tunda chuya welch ist illa tausch has hala atti has danis lois rezu tar parte hala ek ihum da harsh und elch shadol ihum وينوق يرغيل قولق شده мерез что дисна короче да урду шо уже как бы
просьба юк измял чуха вахабиор вала, короче. И هم хотя бы ишталар да хайр. И иша нут ват сун алла ишталла алгат са уеш нут цац гергер хуй из. غلق ليل دا уеш да чун. Нут ца иза да шиета меттик хума юзиеш положение ютун. Ну, Не наоборот, настраивай ноутс против ЧДП. наоборот, ну, цуй, что, цун халла, халлелш, далелш, наоборот, тун да, валла, цапарга, тхлвиешу, ну, цуй, что, я тавирзен, я уэл, виеш, шеталером, бабиешвег, просто цаху, чуна уже, духа, цаху, шербу, пасунне, дуэрш, мадуэр. Ибраим, а если политические эти убеждения не совпадают у них, короче, так дадите и расширит. Выясняем. Лило диездер. Допустим, этот суда, он там прорусский, короче, вообще бьехом, Сталиним, бюста лилоши, столтя. Да, короче, сложно, дусун, юг метик, ограничить. Да ладно, все равно, чего сложно, дука стайлка, угашта. Аккуратно. Мне кажется, по ситуации тут нужно действовать все же. Нет, по-русски там, сукачок хочу. Рано, дохнаш садяшек, Аллаху, халаколь. Алла, да пребудет с тобой Маша и Алла в обратную во Христе. Это лев дуку чуть-чуть, да. Да, и Курочкина тоже. Аллах. Allah, خلصت هو شو عصا خي عشا إيجا يشلا دواق أشوف بس ده زي سلوات شدوش. Мать Орбан Вольч Вахерч. Ничего себе, сам ПМ к нам пожаловал. Ух ты, ПМ Ятновой. Добрый вечер, товарищ. Мазах есть у Муатсом ПМ, опущенный. ПМ, а уже в России, да, как чем Муатсон. Добрый вечер, товарищи Бош. Коммуниста Муатсон. И планет, да, и районницу хотят, я не могу никак понять, что он показывает. Это Каспий, Черное море или Персидский залив. И яц, гушиш он сам не. Это что попало? ПМ, Шиич, Бусул, Буй. Шиич, кота, сунваешь, мышь. Сунцагаешь, мышь. ПМ, действительно, Маршуэлла, действительно, серьезно, Хаттардон, считаешь ли ты вот этих иранцев мусульманами? Или... Я считаю мусульманами всех, кто говорят, что я мусульманин. Меня тоже 72. Бусалчная, нан, проститутка, дом бовца. Вендетта, подожди, Айнц, молчать, ты продолжай в этом режиме, пожалуйста, ты сейчас нам все испортишь. Дай нам про политику немного поговорить. Нет, вендетта, он где надо, он вендетта, короче. То есть где не надо, он не вендетта. ПМ, все, твой ответ понятен. Как за такие ответ принят, значит, они мусульмане, потому что они сами говорят. ПМ, Собу Салбуй. Вот про тебя вот он может сейчас что-то сказать интересное. Слушай. Все. Бусал, да. То бадин, да, легче, все. Бусал, дохшта. Давай, тяхда, олун, ашхаду. Издеваться, мадин. Лицемер. لا إله إلا الله وأشهد أن نتنياهو رسول الله. Все. Из уже полностью. Яхвабис, туха. Яхвабис. Серьезно, двигаться, Шварцер, Тесла, серьезно, да. Я не могу их контролировать, они свободные люди, к сожалению. К счастью, они свободные люди, я не могу их контролировать. Даже сам разум не овладел ими, боем. Как я могу на них повлиять? Они по ситуации шейдни. Я не могу им давать оценки, учитывая печальное положение нашего народа в данный момент, находящегося в этом в исламском угаре.
После того, как наш народ освободится, вы поставите им диагностику. Товарищи болеют. Арабизированный Путин. Путин вас арабизирован. Цинкарада, да? Ну, чуть-чуть. Путиным, я не знаю. Путин гибнюк. Я не знаю, можно ли гибняков считать, короче, приверженцами какой-то, не знаю, религии или чего-то там, я не знаю, арабизированный. Он дует арабизированный. Да, Ну что им дела? Мег шука зуй. make sure. Вот видишь, а если... Да, это его мнение, да. Кстати, оно беспочвенное. В исламе том один не любой может стать, короче, этим, короче, угодным Аллаху. Да, свободно хоруешь, но придется отвечать за преступление просто. Почему? А почему? Он же... Почему отвечать? Нэнс Дэйн Мауэрц Анлуш Мауэр. Тем более, если он поедет в хаджи и поцелует камень. Ну, если поедет, конечно. Ясно. Дикту хинди мархибат хотя бы иман делан, то бадит умцадиqa. Кстати, такабаллаху минна ва минкум. Да, Марко Балдеш ПМ, кто там это еще не вышел окончательно из ислама. Можете его, короче, помарховать. Карани, чита мархая, цамая, карани тирити. Не, мне кажется, мы слишком мы рассматриваем ПМ или ТТ. Он новый вид, то есть Караничем уже больше, он мне кажется представляет новый вид. Короче, сектатур, новый вид, короче. Да, вот если, например, шииты, сунниты разделить соедини, то и караниты тоже разделились на тетанитов. Не, на хавса, вашаниты, хавсаниты, что есть. Да, не знаю, мурджиты там. Вот. И придумайте езерцун, мне кажется, потому что все, что мы даем название, оно автоматически приобретает, короче, смысл и жизнь, и в народ идет. То есть новое название придумывайте, езер ПМ, диндует он. Нет, яшила реплик сейчас, они вас как бы далеко, что гендиго дошь положение, а уже нахан, йозан шор, вот, Тихо, товарищ. Тихо, товарищ. Короче, название. Это интересная тема. ПМ поднял очень интересную. Да, пороховик, ген говорю сейчас, короче. Он поднял интересный. Он говорит, что мы как бы о потолок возможностей ударились. То есть этого. Да, вот вымахались. Не, дай проанализировать это заявление. Дай проанализировать. То есть... Под угрозы. Да. Не, основной задачей выполнить на десакрализация олцно, то есть сакральность ислама в чеченском обществе все разрушено полностью. То есть он больше уже не сакрален. Это основное, скажем так, достижение. А так мы сейчас находимся на вот этой графике, нарисовать, если вот так он так линейно, короче, идет, потом и пармат появляется, и внезапно вверх. И мы сейчас на плато вышли, короче, плоский, короче. Ахмабар, да, в данный момент мы находимся на плато, и нету движения ни вверх и ни вниз, а мы ровно идем, короче. Будет ли снова, короче, джамп к этому? Это зависит от того, от нашей фантазии, от ресурсов, там, от многих факторов это зависит. Короче. А так, основной задачей из десакрализации, из Йина уже, это Пармат успешно с этим справился. Дно пробито. Потолок пробит, скажем. Я только начинаю. Просто Я не согласен. Я еще не перешел на труды великих ученых, таких как Ибн Кайми, точнее, Ибн Кайм Джаузия,
там дно еще не пробито, даже близко не подобрались. Там женские игрушки без мужа, которая женщина и так далее. По исламу весь шариат, он еще даже туда не добрался. Это претензия к Ибн Таймия, или как ты говоришь, Ибн Каим. Это никакие не претензии к Ибн Таймия, это претензии к мусульманам, которые признают Религия не шариат. зависит от каких-то личностей. Религия, не знаю, но когда шариат, говорят о шариате, Эрем, когда говорят о шариате, то чеченский президент едет не к тебе, Эрем, а к Ибн Базу. Поэтому ты можешь здесь в группе пиздеть сколько хочешь о шариате, о своем избранности, но ты никто. Понимаешь, в исламе? Ты никто, и звать тебя никак. Бая. У тебя даже Согласен. нету имени здесь, ты аноним просто, поэтому... Ты аноним, поэм. Нет, ты реально аноним в том смысле, что у нас есть вот эти ученые, это Саудовская Аравия, эти Хижрштига, вот эти все, весь этот 1400 лет ислам, и это все против цантерсти, дилачей, на другую чешу какой-то аноним в ТикТоке, там нету. Архира Мауат шариат хватит, шарвед Норвегии, ты таурю хохет, Он всех даст этим палачам, а сам дернет фирму, это понятно. Пармат, вот как ты думаешь, вот это все наше движение на него хотя бы подсознательно повлияло? Или он, короче, такой цамух, ну да, танки люк заварить, короче, кусочек эруру, ишца хетон, если про его как бы внутренний мир рассуждать. Думаю, не повлияло у него синдром избранности. Нео, с этим бороться очень трудно. Ой, давай. В смысле, я только истинный ислам понимаю, а все остальные... Он единственный, который правильно понял ислам за 1400 лет. За 1400 лет ислама он единственный, кто понял ислам правильно. За миллионы мусульман, которые были, он единственный. Нет, я не единственный. Может, он перепутал ислам, Пармат, если, например, Карандон, или ему кто-то подсунул буддийскую книжку, он ее прочитал и в высшие сферы вознесся, короче, и вот нирвану арвиаллак, короче, ищется. Зачем строить догадки? Я здесь. Синдром избранности у меня никак не может быть, так как я аноним, ПМ. Я вообще не имею никакого... Избранный аноним – это не помеха, короче, это как бы не является противоставлением. Ты избранный аноним. Да? Когда ты смотришь в зеркало, чувствовать себя избранным – это не помеха, что ты здесь аноним, понимаешь? Да. Что тебе дало знать, что я чувствую, смотря в зеркало? Может, я вообще не смотрю в зеркало. Это не чувствовать, это не то, что мне что-то показалось, это твои слова. Это твои слова, то, что ты говоришь. Комментарий буду читать. Аллах, дойл шо. Данкишон. Пэм, действительно, у тебя есть вот этот нарциссический комплекс, только мое понимание религии истинное, то есть и он синдром избранности, вот ты, может, и не осознаешь его, но это автоматически тебя делает это. Но ты как врач можешь это подтвердить. Причем здесь врач? Это характер, это не психическое заболевание. Хорошо, давай. Sabah. Просто такой 1400 лет пока Сауд шон почва илла смотри. Хасан Уайлол штайн хиячто хасхиячто хадис қобал дяш тарета ксадяш штахелчун цеахкан Хасан Шабек был эльм. Да не назовешь. Шабек был. Да назову я, Надо дать ему особое название. То есть не надо. Объявляем конкурс на новый вид, короче, секту в исламе имени ТТ, вот именно его... Секта опущенных. Вендетта, прекрати, короче, оскорблять, короче. К вам я не пойду, Вендетта.
Прекрати оскорблять. Давайте нормально ему определим. Дальше нужно знать, с кем мы имеем дело. А пока мы это не назвали, мы так и не поймем, с кем мы имеем дело. И надо другим также дать понять, вот с кем они имеют дело. То есть, что им шиит. Наследство юкитарел шмат хавашин по Корану, короче. Наследство мое, короче, К черту наследство. Давайте ему имя придумаем. Собарде, в смысле к черту, Коран, чуа, наследство Аллаху ша ек Бож, ек цало Аллаху Бож, в смысле к черту. Не, он же это... Ладно, беру свои слова обратно. Ладно, беру. Особый коранит туи, понимаешь? Антитеррор, хавал мавел ханаследство, асиек телвоцха. Особый коранит туи, короче. Он у тебя переживет ПМ, он, по-моему, Да, возможно. Пути Господни исповедимы. Может, дольше проживет. Пути Аллаха неисповедимы. Во, нормально, христианство уже, Аллах правильно, есть Господь. Аллах это есть Господь. Ну, это спорный вопрос. Буддист 1,5 миллиарда. Давайте поспорим на этот счет, давайте. Да, Давайте. 1,5 миллиарда буддистов с тобой Воскресе! Аллах воскресе! Аллах может быть и в переводе Господь, но та интерпретация арабская и приписки к Господу Богу, они вообще не относятся к нему. Это чушь, которую сами арабы Главное сам Коран, что говорит про Господа. Вот Коран и есть, та самая вот эта приписанная Богу. Как раз таки Коран. Из-за того, что ты от имени Бога что-то говоришь, это не становится его словами. Да я не говорю от имени Бога. Просто сам Коран говорит даже... Нет, сам Коран это и есть то, что написано от имени Бога. Да, ну относительно. Все относительно. Это относительно тебя. Ты не веришь, я верю. Нету никакой относительности. Или мое утверждение не может не отрицать, не поддержать. Еще как может, если... Не, у меня есть доказательство, что своему утверждению, что автор Корана не является Аллахом, то есть Богом. Ты не можешь. А у тебя их нету. Потому что веру нельзя как бы фактами подтвердить. Причем тут вера? Ничего страшного. Мы не о вере говорим, мы о истинности говорим, в соответствии действительности. Там вот такие аргументы там не работают, потому что такие книжки, где было бы от третьего лица, он сказал бы, это от третьего лица, это не так. Но Коран, они все как бы... Ну, из длинного я это вам все как бы показал, я не думаю, что... Я хочу тебе интересную гипотезу подкинуть. Давай. Слушай, вот мир симуляции Хельча, в этой симуляции какой-нибудь вот эти программист будет мир, короче, симулировать бешбол. Среди них нашелся один оригинал Хахмач, и он вот все это устроил вот с этим Мухаммедом, и с этим священным посланием, короче. То есть ишь вариант, и ишь хириат альца, и как бы именно на твою позицию я остановясь говорю это. Ну да, вообще никакому Хахмачу не под силу создателей вообще выдумать подобную книгу. Подожди, человеку, содержание подчеркивает, что это не в человеческом. Какое содержание? Настолько точную информацию. Абсолютно бессмысленное, исторически ложное, куда переписали еврейских мидрашей Вишну Агаду и апокрифы библейские. Коран это не что иное, помимо... Не об этом вопрос. Дело в том, что если мы станем на позицию ПМ и будем считать, что это вот такое супер-супер, ПМ асхук адам мадац дюйчтик. Да. Почему ты сказал, что ни одному человеку? А программист, который этот мир симулирует, и адам хиетхон. Ну, программа создается человеком. То есть все это подвластно разуму человеку. Каким еще человеком? Человек это наш вид. Короче, мы говорим о каких-то супер существах или какие суперсущества? Откуда мы знаем, да, вот. То есть, короче, даже и ясбас, если ты сам себе убедишь, что Коран это правда, то тига чахца и олха и я гейт шусахони.
Хунцайол, Юхцобадем, Ну давай. как Цинцайол, если у тебя, я говорю, что если какой-то вот какие-то существа, которые вот симулируют этот мир, если они вот это так, то хаца и яцах, возможно, что это не так. Какие-то существа суммируют. Ты Да, не да, да. допускаешь, что это одно существо, но при Почему этом я должен- допускаешь почему я массу должен? существ. Ладно, Я не ладно. допускаю. Так я- кто я- ты такой? Не, я не пойму. Кто ты такой, чтобы говорить, что это существо одно существо, чтобы ограничить Потому его? что все, смотри, потому что все управляется как бы единым Ау, целым. говорится, ПМ. Откуда ты это взял? Кто ты такой, это чтобы вижу ограничивать ежедневно. это существо? Ежедневно наблюдаю, что если бы все Каким образом ты это наблюдаешь? смотри, абсолютно, смотря просто элементарно на то, что все живое создано на Все, воде. все, пожалуйста, все. На воде? Что за чушь вообще? Именно Ахдис Тенгдон, он себя считает избранным, способным это понять. Уровень понимания юбахцу, короче, супер. Цабах. Как это Повторюсь. собак? Ты это сейчас Очевидно, говоришь? зубах. Вот Все все биологическое, все, что Все существует, биологическое все, что создано имеет на воде. жизнь, Алло. живет на воде. Все, что имеет жизнь, это создано на воде, возникло на воде. Это говорил Фалис Милецкий 1000 лет до Да, твоего это очевидная Мухаммеда. вещь, это Коран говорит. Ваджальна Ну, миналь 1000 маи лет кулли это шей было хай. известно. Мы сделали. Но Коран тут при чем? Потому что Коран говорит, я оживил все, что живое, водой. Так это Фалис Милецкий, язычник греческий, Да нет, говорил это 1000 факт. лет до Мухаммеда, до Да не Корана. говорила никто. Да говорил, иди посмотри, Фалис Милецкий. Да не Все сочиняй живое просто. из воды. Не сочиняй. В смысле не сочиняй? Где ты видел, чтобы я что-то сочинял? Возможно. Невозможно, так и есть. Но ты забыл одну вещь. Хорошо. Но ты забыл одну вещь. Дело в том, что Но ты забыл там... Не, стоять. Да, давай. Но ты там стою. забыл добавить одну вещь. Помимо того, что в одном аяте твой Бог говорит, в кавычках, что он создал все живое из воды, в другом он говорит, что он создал человека из глины. Вот тут-то и появляется твой... Стоять, стоямба. Вот тут-то и появляется твой бедуинский бог. Представление AI porn бедуинское... is here. Стоять. Вот тут и появляется на сцену, выходит на сцену твое бедуинское понимание Хорошо, Бога. могу посоветовать. Стоямба, я не закончил. Да, давай. Я не закончил. Давай. Когда гончарное дело процветало, и там лепили из глины, короче, всякие эти кувшины-мувшины, и древний Египет тоже говорил, что бог Атум из глины слепил первых двух людей, твой бедуин тоже это сплагиатил, типа из глины слепил, а потом от своего руха, Святого Духа, третьей ипостаси, божественной, руха вдохнул в эту глину, и эта глина ожила, короче. Хорошо, смотри. Создал из глины – это создание, а оживил – это уже жизнь. Все живое живет на воде. Но при этом без жизни может существовать какой-то объект. Все живое на воде живет, Поэтому это даже обезьяна знает. Ну, а если ты хочешь просто кричать, пожалуйста. Если Ну хочешь даже, просто- не, я не кричать чем хочу. поговорить? Даже Дай мне обезьяна знает, высказать. что если она не будет пить, она умрет. Да, дело в том, что я отвечаю Теслу, который допускает, что и существуют какие-то сверхсущества, которые нам как бы невидимы, и они могут управлять этим миром. Почему ты говоришь, это не допускаешь? Понимаешь, сама логика говорит тебе, что и раз жизнь живет на воде. Допускать не шватихо и богду богшу. Не привязывайся к нашему научному предположению и допущению чего-то, что мы не знаем, своему твердому убеждению, что ты что-то знаешь. То есть, и это разные вещи, противоположные. На 180 iPorn is градусов. here. And it's so Диктор, разница, существа, шалищат, дюния управлять, манипулируешь, лоу Швейцарии. Хилищат, почему? Очевидно, дал, цахинт, и существо, шега, цахилишу. Логически, цахилил датис. Ты говоришь, что эти существа, обладающие настолько силой, что способны симулировать целый миг, не способны тебя обмануть. Зачем им кого-то обманывать? Сумасшедший,
просто до сумасшедшего. Причем Соборден Тесла? Причем здесь Не вода все вообще? обманщики, не все. Что ж Он ты? воду приводит без конца, короче, типа, это как аргумент. Причем здесь вода? Это не аргумент. Вода это источник жизни на земле. Все живое существует благодаря воде. Это один материал. AI porn Соответственно, is хозяин этого материала один. Соответственно, создатель только один. Это абсолютная сила. Все живое нуждается в воде, может любой древний, тагуй Адам древний. То есть он видит, что скот пьет воду, если не пить воду, оно помирает. Он видит, что у него кровь жидкая. Он видит, что человек, если не выпьет воду, он видит, что птицы пьют воду. Он видит, что все живое, включая деревьев, пьет воду. Да, и он говорит, что все живое нуждается в воде. Мечают тебе какой-то божественный вывод. Дело в выводе. Ты допускал, что... Я это в ответ на то, что... Это был ответ на твою вероятную гипотезу того, что их может быть множество, этих существ, которые управляют миром. Как это может быть ответом на это закрепиться? Они что, не знают, что это было на воде? И абсолютно цабян хулиляц, потому что источник жизни, материал, он один. Вот это вода. Подожди. Откуда это истекает ахючил? Причем здесь хохдюния чайол хуми и гардюния симулирует. Разные жизни лумах хидрит санты ахиди аевшу. Нексан дюния شيء خزيان يخوف العريس источник источник жизни хлиешер, источник жизни он один, это вода. Источник жизни. Вай, дуку хильч бо, дуку хильч. Сейчас это моя вера, короче, закончилась. Да слава тебе, Господи. Хорошо, тогда отвечено. Этюха, Тесла, этюха, как вселенную и клеч от существа. Там медмалдиш, короче, существа школа, ну и что? Мечаюсь, это ела да, ну, например, юка. Пример, Собордия, как раз ты просто таки прям попал в точку. Влип, давай. Не, он попал в точку. Бэм, да. Все наши организмы, почти что 99,9999 кровь дать, железо дует, транспортировать кислород. То есть ты когда садин гумочу, садуай, короче, из воздуха ел кислород, железо прилепляется и по крови разносится железо. Но есть исключительно редкие животные, из-за железа мадуевые, те красные, которых, короче, переносчиком выступает медь, и у них голубая кровь. То есть инопланетные существа, что представь, у них голубая кровь. Вот это чудо. И они живут на бензине. Нет, они живут не на бензине, у них кровь переносит. Значит, на воде живут. А теория, что почему-то эти люди должны все, вернее, это существо должно все одно создавать, а если их много, они могут разные создавать, почему-то не могут они это создавать. Нет, дело в том, что могут, не могут. Вайхар дюне, он хагу, что очевидно, думаешь, догадка счётш, выдумка счётш. Шаёлгум хит аехшу, и хит сам материал, соответственно, источник. Хорошо, логики цены полностью, давай локо РМ. Мал короче, егор яцкое существо. Мал так, есть от малха мы получаем один источник жизни, от воды мы получаем другой источник. Я мата, свободи. Я мата, есть дело, давай вообще гурт ала, короче. Похоронить, глупость. Айца, что заткнуть верой, к нам дата это айна, но великая глупость. Просто великая глупость. Не, солнце,
второй. Типа, это источник энергии, не жизни. Давай, до свидос, давай. В смысле не жизни? Без Нет, солнца у энергии тебя не это будет очень. жизни. Шай аргумент глупый, что цаумбием дать, значит цаум. Это вообще, причем здесь вообще, они договорились с Цаумхил, почему что им отнимаешь у них, короче, способность договариваться? Способность договариваться, то есть это не абсолют. Один правильно не может быть каким-то двумя или тремя, потому что... Ты очень долго запустил себе в голову мысль, что ты исключительный человек. И действительно, и она... Причем тут я, причем я могу... который, конечно, сакиет, понимаешь, и исключительность. Маршал. Вот такой. Бусол такой, алхамдулилlah. Аллах, обл, да. Валикум салам. Ну, в общем-то, новое название язык Цумая, надо придумать, если есть. Хранительстве воздуха, ну. Надо человек вычислил мотивацию Бога. Это нарциссизм такой категории, что просто я не знаю. Да, я нехороший человек, но мы не обсуждаем как мою личность. Нет, ты не хороший, ты нарциссический человек. Да, я плохой, создаюсь. Плохой Бог, да? Каюсь, Господи, прости нас, погрешные души. Коран обсуждает это. Мело, поем, а ты шуй Аллах. بس просто ает номер. Поем, сошья киечки порвайн хадуйте. Поем 65-4 дешато. Дело, бусол, хуя, короче, чавкат моя, уя. Дау гарис. 65-4. Интересно, да, ЦПМ. И хуярса. И аж дуючуна вообще. Царь дуючуна, цакитер, ПМ. Дуючу. Ну, вообще, Тесла, Сахен, TMS, если мир там представить симуляция, да, там. Да вот нет, это уже как бы цифровая. Доцом, что это догадки, додумки. Ну, почему догадки? Примерно Аркуэльна гвач, цифрового. Аркуэльник, это абсолютно, Аркуэльник, поэтому... И дух из если существующий теорият, хотун хайше хермелл материят, вообще схлопнуться до чумаят. Аркуэльник гумял абсолютно гордодуй. İşte вот иду разом на идор. Аркуэльник. Видите, ты сообразительный. Да, Аркуэльник. Аркуэльник Бог, вай, что На каком уровне пельник Бога? Шмавать, ПМ. Эрем. Представляю, моду ишта пельник, да? Шадега ишта, Аллах дуется. И ашвар ишта, шаца. Трон ерцен хитя ляча, аяту боды. Оранжевцы на тешма уяш. Трон тя хитя ляч, трон ёж аш лоишта вечно, да, бесконечно. Ну раз я так верчу делаю, так короче, так зитик ждешь, короче, щен бесконечно, короче. Вайма крутого, Аллах, вайма чего должен. И что кайф представляешь? Я отстаю. Я оран тешуаца. Да, а юц представляю, ишти ашур, да ашур, кварт. Оран не гладуя, что ходишь? Ну, жил был Аллах. Да, оран не гладуя. Без начала, без конца, правильно? Оран не гладуя, что? Смотри, ладно, он представление, что лучше. Ажла, жил был Аллах, правильно? Без начала, без конца, вечно. Никто его не сотворил, правильно? Резмова царется, вендеттас эльче. Само пэлэн воч Аллах, еще ца начало и воч конец ос. Ишташ вори? Вори ишташ?
Аршерцен хити алеч, короче. Ну, шадыгиш промежуток времени, там момент ахпалон, то парни вечно, что он существует, дяшма, да, то шадыг, дати. Дати, что там промежуток времени, кварчу ден, то не тяжа. Кварт ден бокуду, кварт унчуду, абу кварт. Ой, тиха чуден, галидацуне, Вот я хаю гою, калмая. Ой, халхин чуден, митче ден. Ицик гою, ким дат, вот хайцан сравнить добян. Хокуальник обсуждает то, ниц моба. Хокуальник будет. Ажал особистный то, ажал. Давай. Мир, вселенная и все люди существуют вечно, без начала и конца, как Аллах. Нет. Значит, он в каком-то промежуток времени был один, правильно? Без нас, без вселенной. Промежуток времени, его устройство, его наше. Ты не можешь его подгонять. В какой-то момент, какого-то промежутка времени, нас не было, правильно? Если исчисление относительно хан Негарера, это относительно Солнца и Луне. У нас идет летоисчисление. Слушай внимательно. Эрем, если день, ты так ночь, будешь зам, хан, это наш мир такой. Эрем, Сободял, если ты хочешь со мной так философствовать, то мы возвращаемся к тому, что мы такие же извечные вселенная, так же извечна, как и Аллах. Нет, не извечно. Ну, если нет, то остается только один ответ. Было какое-то время, какой-то промежуток, что нас не было, а Аллах был один. Да, был Аллах один. Вот, и все, что ты тогда создал землю. Да, освободиться. То значит, было какое-то время, какой-то промежуток, что время, нас не время, было. что такое время? Хорошо. Хорошо, времени не было, какое-то, Что движение, было или не было? Что такое время? Господь наш. Время, мы обозначаем, что было, что не было, что когда появилось, когда не появилось. Если ты убираешь вообще, в один момент, что время использовать яш, Аллах, дочь и время, либо время есть, либо времени нету. Время у нас. О, Господи. Войну. Что такое время? Четко, ясно. Чтобы я понимал, это на нашем языке способен ли ты движения... обсуждать столь высокие темы? Давай. Хую время. Что время такое время? Это на нашем человеческом языке обозначение движения, появления процессов, расстояния и так далее. Какой процесс? Появление процессов? Это какие-то действия, которые действующие. Время. Что такое? Еще раз, это наш человеческий язык. Что такое время? Нашим человеческим языком то же самое, что время, что без... Времени не существует, это абстракция, то есть ее не существует, и это легко доказать. Время ясно. Вот, все, спасибо. Аллах, Спасибо. Временем мы обозначаем скорость протекания процессов. Адам кулша из-за процессу, следовательно, для Аллаха такая же... Скорость, при чем тут время и скорость? Ладуа с процессу, а процессе уже время, и процесс юалечах яхха, какой-то и ютига. Мысль, дуй даже, и мысль... Хорошо, давай ближе к делу. Время, я говорил, как происходит... Как мы считаем время? Собордейш, ближе к делу. Время, я говорю. Мы считаем, сравнивая его с каким-то референсом, постоянный процесс есть, цунки той же сравнивать ёквой, потому что другого нету. Самого времени... Хорошо, что нам дает вот именно возможность вести счет и подсчеты, время это периодический процесс. Солнце, луна, закат, восход солнца. И круговорот. То есть все относительно солнца, луне.
Ты время, я моя. Ладох собрал, хотя по солнцу дешевать, по механическим часам и периодически повторяющий процесс и для времени использовать. Для времени используется как раз таки солнце и луна. Для подсчета и время. Грубое слишком. Ладно, возможно. Время короче, существует движение. Не, время относительно войне время. Но время установлено Творцом для нас. Это все относительно. Война, время. Времени вообще не существует. Мабахуют. Да, ничто, вот, время существует. Но от этого прошлое, будущее процесс чуется от начала аюла процесс. Ицун середина, ицун конец, ицун. То есть сюда хацаул. Allah хацаул, хацунах. Allah. الله خو يالخ دينا الدنيا مو قولا داخل مشر دا دين واش مشر دول الله خن دنيا قولا. Короче, за какую-то непонятную хрень придумать тарарчу. Опять-таки ты, оказывается, понял, что есть нечто, что может находиться вне времени. Опять-таки особый. Свободный шок. Мазохистик, дэн туатишер, халуах курор. Мадетла, дэн шатир, هذه إسلام إسلام دحل. خدا شوكي короче. О, пэм, абусов, шо. Тесла, ажа. День это термин земной. И внеземной замхунядинг зам седьмой галактики. Вот он, алечану Аллах день ваш мечер доллате барасами дуния колш. Пэм, сдика бистети, дари. Нет, он и той же, и философию, видите, процесс, цахульбахцу. То есть он отрицает существование процесса. Да, совершенно верно. Волх буйга процесс, и хульщать. Так, вместо процесса гую, ничего мы не знаем, ноль, пустота. Мы не знаем, мы не ведаем. Вот. Но ты почему-то знаешь, что и сравнительно. Военное, да. Янгумна хечтат свой. Коран дат эрем тия кандакваш чани мадол та чуамелик палмаю шестне себне короче я сотворил из глины Адама и Шай короче тия кандакваш чани долок Коран хадис мы не поймем все Шадик, это орган жгуна, хиш, тук шайл, мыслишь себя, юшу. Поборден, шудит, так что, ажа ихум бен, что багердол, шум дат. Орган шбанют, шумят. Дерят 4 сур, 24 чуа орган шу, 65 сур, 4 чуа орган шу, орган юк чуа. Да, но цани гражи южному централу, а кино генешн цикчат атава, темиштяте чап окцар дел, да иш чапу модушу нохчичу, иш камер штаду. Шиш плотно лячты лифтом заял. Вендетта он хама хой нохчичу, иш таназуди ален ча, иш камер. Шиш плотно лячты ё. Путин херует. Путин и Российские Федерации херуют, вот я что не идет. Да, говоришь дальше. Все, понятно. Диктор хаз. Вот еще один бусул псагорон ПМ. Була болчак, ажа вот. Була болчак. Ну, аж Карзабяхкан букуша шейдинца. Подожди, давайте продолжим эту философскую тему. То есть время яцвой, но есть процессы. Существование процесса никто, я не знаю, хайрвель тагубим отрицать терять, что существуют процессы. Они где-то начинаются, какой-то продолжается, или конец у них есть, или бесконечно продолжается. Но процессы существуют. ПМ, ты против процессов? Теперь он кидает какую-то мысль, утверждает, что есть нечто, что не процесс. А хуй и хагуш пока ноль мою, он хочет к процессу. Все в этом мире через процесс происходит. Никакого другого способа, даже наши мысли нуждаются в процессе, чтобы они породились. То есть разум, да, если Аллах разумное существо, то он тоже нуждается в процессе, чтобы свою мысль материализовать. А ПМ утверждает, что что есть что-то другое, кроме процесса.
Хуй и интересно. ПМ ведомецу. Ушел пить кофе. Телефон, хаистен. Телефон интересно. Видимо, на остал да рэш буцуныш. Я эл вош, короче. Донах, что ты на азан или как поднимаешь? Арден тушат, شو درتي؟ حتشوقع الله خن حجر دقويت حقلك. إن شاء الله полностью переадресацию الله خن نعنا إنوي. Сразу и слэш адресует чу браузер чу битте. الله رويل شو كشخ. Маша. كشيل كشخ قويرشوك زون أولد عوالت بدأ غريشون كش دوخر دوشون постоянно. Аз шил во чиги советую Исландия тига гейзерш долш ёх юшон тига давелен тига ёх юшон. То есть Исландия масу дох каш бушон. Это остров вулканов. مثل تان أش الله خيالي أرش أصحابات قناصي الدوام طبق كروج إيش مجركش بو بيستخلش عش يو إيش تعزودري تويب شيعتي يزر تعزودر شن قيمة الوريات البوزودر شن ليش تنسلس أصلا قاشون إيش بوصل دنياس شو باي مرستون ديره شو أول نش موبايلني إيش تايت دوش شو نينا ده ورنين وشيء نه ده شيء إيش دعاء يالر إيش شو دزلر باي مرسون ده شو بوس ناخ شيء واحد ساعات شو طي واحد يالي وجه لي يقول ديش تونا نتأت ده بوس إيش ديش قاعد يتأت ده لا نيسم بوانا أصلا ولا تيترو بوك ده بوك أصلا ولا تينيرو نيسم دوني بوك والله دقة تربية شو دم هو تعم ستاري شو عدول شو بشي لرد دات بو نوت شنو عدوت سوما دات بو اوكو تا اوكرو شي بقى مزجيش قد بيتو دات واش خارلو شوات لرد هم دات نوت شنو عديت بوش Да, вы хинцам вообще чуер ватсуэн. Тут все собрались эти спикеры акулы. خدشون زبادن صعب يوم توصل تسلا خدشون زودالين ويا ديالدو يا بعضك دعوة حقي ответить за лекцию, короче. Зудя не мудир. Беш долш, yok maja yolş, lamazan, halha. ما بينا صار حدا ما قير شو خدوا زي можем باش يعزم حدا صبادان شو قطع تعال زودالين صباد سويت تيش قطع تعال زودالين وات شو جيف بقى بيزنا عندنا دوشو تعال نوخش ده اس بي شو تشيلين دوشو ده شو تبع شو كيك دي دوش دوشو Tamo detail as как дошонит, as как дом, as как خقيتر صاغل بوي حنانا نعنوت لو شولا نسمة تتسقاچالا حاجة عم تستاهل هالبصر بتاعك والله يا زوا شو خاصبو مو ديات على قش خاصبو طابل من ديتا سون ال ديزوي حاجة سون شين ال تديسون يمو أبيدنا بويت من حد حاشو اللي جوري هنت بيوخ شوتشو حداس هو إشت آمن والديلا حدات تجياتسو قيد بوت سوم يوم خبر ديتون ها هو إشت أستون دارم يحد على إيدوني يوت إيدوتشو حت يحلو يي حاجوش через тебя حاجوش شوني то есть люди тебя оценивают по этому тяхлу, который ты воспитал, объехом шьючо, короче, اسويلي هذا خاص بو شوكتان غدو شوغاشون لو محمد بو ابوش نيات قيد دكيشك شوغاشون
سير زدري وين مالدك زدري خير بخايشن بوت سير زدري ويحبال بحس حتى يوت سمعت حوك زدي اور ما حوك زدي اتشيك ما يتستاق يحكي السولي ايتو حق يالو زدي اتشيسن عف ابوشني اصحو حدا يقري ماري خيتو اصحو حدا يقري سين ماري زولقش داش ليلو ريشي خاص خزريون شو نانو زدري ويعيق وربات حق حدا تكتالا شو زدرش بيك بات عاس حون خزري ها يوروبي عيبو شرع سوغليتش كو سوازي ريو باش دوناخني وعبيتو شيتسد سوازي يلا اسابوش نيويا وويكي ويكو Такой юах далачин, фамилия массом далачин, чтобы просто голос сюкой анонимный. И бьёдождить, имел опущенный тагиот сумхилиес, представьте? То есть он за анонимностью скрывается, чтобы бьёдождить. И угрожает, что он один ног чучугулла, что он закади дирду. Ха-ха, верхи да дирду. Раскатики дама бахни, там начнет действовать чеченское. Кетихон. Татаги, шутаги. Ха, дирду ахум. Вот тебе. Просто даже... Эцел санши ачиятцахо эчлила ри опущены. Абсолютно. Ахуй, ты тут хаж юк и топ йохотор он тебя. А ты ваханахан хокочу вида. Русские федерации, и цахельч, там действует чеченский закон. Чеченская вот, система регулирования. А пидористический газ, русняят, сон МВД келахин, короче, нахан кочу ахарум цамет он, свободной Ичкерии, свободной Чечне. Хрена с два. Тесла, так, зио, чуат عني اشتا الله خنطول كروتشي نان ليلوري ناونا زدري دعبو قربوي تسي زدري ويليلور بوي نلوج نتشبير بوي شو هنا شو نان دير دوي اسبوش هرتا الله بو بيدر يعتو خير ابوشني شيا جواب دلوشيوش دو ترونتيخ ينعشيو بوتش كونكو دعليش ان خير الله تاخذي تعني نوختشن فيدو اقاميل شياش نوختشن يوع اسيو تاقبو It's سنان على خواششات شلو بوينك سوازي على شيء تعبول نح ملش بغايتش از سنان خواش شو قامي على دادو عيشون شو تيرنا شابوشنا يتق قيا ديل دا ابوشنا ديل قين ديال توكان بيدر ازير بوردوختر قين دولار توكان بيدر يو توكان بيدر ازيل خوشيوش بو شو شيء چر بوردوق شو صبدي وين صبدي عاوز ما صبدي ويستلتي صبدي يوشون عين صالح اللي قاعد يوشون تكون دا صبدي اسكر بلاد ما بيا عايش اسكر بلاد وش سك جوير موات صبدي ويستلت صبدي سجياتر ميتشل جي صبدي هوسيش ايش يحش قيتي يحشتو شو تكلم مش قويتريون سو هذا يلا عندين قوه يور تقوي هو حيدوسي حلس صحدات صبردي عليه لما تو يا اخي قوه اذا من ده بيخ ما بيلتك يلا سجن ياتس عادي حوش الانسان توصل صبردي ما لو يعقني صبردي عجار كوسيش تغنى ايش نقطي شو ايش قاعد دي دبو والله شيء يحش شيء ادري كفاية يحش ايش نخل هذه مدى حكيكو كوندو اعطو تقدير دو بوش مش قال تو نقطي شو تقدير دو ما تميلو يقال كوتشو تسلا صبر вообще مش قال لك كوتشو قاعد يدير تحون قاعد يدير دو بوش حتشو تسلا ويقدر يدير دو تبات بعدين ونيجي واسي حتشو ولاش قاعد يدير مش قال ميلو كوتشو قاعد يدير دو بوش سياس نيس كانسل هو تحون حتشو يدينا نانا حيش حياتيش سو حياتيش وعندك بوش ترفي حياتيش حتشو ينتري بوش بو يحيجوش بيش بو يتسان كروتشي شو هوني قاعدين قاعد يدير دو بوش بو هو بشي ستوس وان ديت حوالو يشيشو ستوس داد يرزين دوش موحو هون ايه حقيقي وبشي بس انت خدش ايه قنوات وان ديت تعي والله خدش ايه لو ما يجوم
يلا شوف Vindiyat, صراحة Hoca parmak yonitsa. Ah yuhagush ve gubah wat yuhagush ve gonintun islam diits. Dönal duyha. ديل دا دوق سو بردا اشتون تاني سخم خردو شو بحرماتي نخرينات سخا تيتو شين تا امني شي Nihrinat saha dagayti şu kahins. اتسون دا لوبو ريمي goyta دوقس Ha dagayti şu kahins. شنو عادي ذات شنو عادي ذات شنو ديل دا شنو عادي ذات وتعتبرت خلا Huda şu huda ve nahodir da ta. يا لوان ده تبوشل خشيات اسون تقولي ويلو Vindiyat liç gücü deyitsa vindiyat da düç malat sonra ol 145 adam guladin kuçutan taqitan bit ve şmandu to. يلا شو تعال ديت خشيات شو ياش قيت ياش Ya şu yaş pış boş. İhom şmayit toma deyit kuçak karoçi. Ona gasan İslam bakhiç walaha İslam yuqidi li hajaha baqduşun aşkun niistayoşun aşkun yuç yaşo kritik al tam dakazat da diyeş mo ha çirit internet utanni hum tuwakhlur ya hum alur dat maksimum o internet şu var. Тебя выкинут оттуда. А единственный способ защитить... Я что говорю, что он был, чуам, кроме мелде, что я гуш мою, айна гят, гуш, айна шо. إذا أولتر إتسان خا ويجوش وإبراهيم خاتسان يحجوش ويسو يحجوش وخاتسان كروح يحجوش وخاتسان فينديتا يحجوش وخاتسان ميلو خاتسان فاميلي خاتسان مصهم خاتسان حاجة تعمل تسلا رزقور شو تعمل تسلا إسلام تدي تحقق وش دي ثم دات ثم أبسلوت سيد تعم دوت شيء تعم بسيط دوت رجع هالبرمات تعم ديت ولا علم نغنين شتات يا جات برمات منين وتشون إتني دوت بوش يتحصل توشي خميل ديش بوش لا تقليد ديز هذا ديز إذا ديز بوش خميل ديش هو شني أغوز شن صغرت أخي أنا شو هر توش شيء عدو يشوف هم وروات ديا شيء كرسنا تا واخي تا بوسو دين تا دغات شيء تاقسين تي بوقال فينديتم تجا ترى وبشي تعام يا غيبت يا شوات بوغلا قوش وصل حو تج ولا سيق أصلا بتبسات من حياة نورمال تحبوا الخمس تعبيري خمس سديتي نخش كون خواش أرشولد أدين تقوى لست دولس تجوا تاحو عتي قشو تيوش وتاح شيشان دخل نوع خشقيته انت اسلام ديتي وين انت ار ام لك بوصلنا خواتان شو حال خدا ديروش تاسو شو بشي شو كان خدا كذا دغات قشو تعلم برش تخيل جالش ما هو سيتاني دباتشي صبرني هو واقف Siz debaçeyiz, şi saat ya qeyir ve şinal. Da говорит это ашвал, ай цугла задни яла, я ул. Ашват. Дава хей. Качвая кан дагай дезон. Ама صبرني شكو سخوچو هو سخوچو интересно такого. والله бо ашкин дер бо шо чу. Дава хей. Ты пустоту говоришь, убежал он. Ясно. Пэм, ты признаешь, что существует такая вещь, как процесс, у которого есть начало, протекание и конец, или бесконечный иногда. То есть существует, а кроме процесса мы что-то знаем, и существует нечто, что вот не процесс. Не знаю. Вот и духай, короче. Цундер и Аллаха мы не знаем. Ну, не знаю, время Богу, день и ночь, разные вещи. Это просто слово, время, это абстракция, как, не знаю, коммунизм, любовь. Это просто слово и абстракция. Шу хочу Мурадин день, хочу чери шаху шду и короче, то есть придираться, мади к этому. Ну, придираться, да, шумадаться. Ясно. Ты придираешься. Marshall Ashik Masage Sakin Chak Manas Qabal Hall and a Lomelea. Manas Obal Mogul Hotep. Привет, Собора. Хотя Эльдол Штегвала это сура дат 18 сура дат золят хатта штарса жаптор дарисон. Солнце.
مش دعوة والله يا جاب. قرآن دوزلا شورسو. جاب مش دعوة والله بارس ما دوالت ما. إذا بيشهر شالت نشبات 309 لت إثناغلات شتاويشو. يناه بوش بوق إماتهم. Он, Савон, из-за христианской истории 3 века 7 отроков эфесских, загуглите чаны, вор христианин Луиш Иисус Христос, Бог Хриеч. Бусобна, предание христианский, и я Коран читала. И вообще и сура 18, каф, и полностью плагиат, он. Сучва учвал хидируй, из-за патерик христианский, тоже про египетских монахов, отшельников, это отдельный раздел у христианства, патерики у цара. Из бусабдина хадиш, мол, это отдельный раздел. Ишт христианство патерики разделю. Патерики хуюать, загуглите Чангурдон. Это про отшельников, монахов, что мифические, легендарные чудеса шалят, истории шьют. И хидируй, это что учил 18 сурчо. И за египетские монахи просто сплагиатите на 3, тоже 3, 4 какой-то век патерики. Он делал Иисус. Да, и 7 Сабарденца, 7 из пещеры Чуависанул и Ворсагуй, и за 7 отроков эфесских, христианских тоже предания они. Казалось, что полностью сура из плагиата состоит, что из христианской истории, Библию читаю. Вот Библию читаю, царя состоит, что хотя третья история, юцы чуаши, геосом, короче, хидири, 7 из вор отроки, хотя что. К сожалению, скрятый своего сом. Иисус, Бог, это он двоит за днёнчур. Иисус уорцер. В смысле? Иисус, Бог, днёнчур, он христианский догматик, что интересно, он и? Не, Иисус, Бог, днёнчур, да он двоит лейнах, Бог дигватер, у него ашваш. Христианский догматик интересоваться, да, что? Христианство шо, вы? Нас рах динира с догматиком, mas просто Бог, да он двоит. Та тун хата, атлин нас рах. Он дьются, чушь, он дьются, плагиат. Просто христианство юч молодца, суранчу плагиат. Корана из-за шайга христианский легенд собратин иудейский мидраши. Христианский европейский, а мы минхла Бог. У европейского первую Библию вообще эфиопский, Библию негритянский. Европа Библия, Эфиопия Библия. У европейский христианство. ولا عشبال عرب شنو نقول خالد دو مليون ينعبوا عشان ديك مجهل بوخ ملخل Библия вегиот акама бо Эфиопия, первую Библию. Европа Библия. Библия давала. Люди знают, что я зия Библия первую мечаяла, кучал. Вот Европа 500 тысяч лет, короче, Библия юкаяли дин Эфиопия. Меги. А поэмари асхабш бойт бансик Эфиопия, христианский царь убежище ланцев. Библия аш Бог вин хоч жукште он тогда Бог жукшим Бог. Библия аш Бог, цавен Библия греческий, дуаш до библиотека Бог, перевод, собрание книги. Швак остаю. Библия является историей, сейчас учишь. Христианский предание чуешь вообще. В смысле, да я знаю 7 отроков эфесских, али. Все ты что ли? Я знаю, Так, все хата шмадия. Почему я та явный? Плагиат, я. Отдельно от Лонцов, отдельно от Гаршвак, он ярил.
Христиан шалец, христиан. Христиан шкилабат. А Коран чаба будешь так, будешь христиан не был. Кылаталч. Дера тек шишия. Христиане boş büyük ba, Nasara el büyük bu. А мюч будешь под насаш. Nasara iza İsa tuoliniş. А Иса толинаш мюч пута. İçer Nasara ost, ayakşı, Hristiyan. Ну, хргас кмата ала, цокаца сятдеш. İyi hoş. Kıta hum datsxa, Nasara bu. Maditsa, sabır. Hazan, Nasara arbo duaştu, gaz kmata. Nasar ta tuolor boçun. İsa tuoliniş boldu. Нечай твой, Назарет, село юки, деревня юки, Назарет, давай да туолю. Diktu ins Hristiani bo, kudu ditsas, Allah isu boldu. Hala. Kudu Hristiani bo, kudu. Ху арбо куата. Etimologi huyu deş ma'an kudu. Aha اترى هو تسخع همادا تسخع او تسياش. لدوا شناك عربو مات عامل الأراب روسكي سلواري يحقيتي تجو حاجة قديش نشمو حاجة لدوا إداتو قديش نش حجمو حاجة فلكو سلوارتو إتيمولوجي يوتسون رازم سايت نسارة هو بوغدو حاجة إيش حقيتي سلواري غلطات النصر الله بوك هدو Diktu dešni ma'an duyutsu etimologi самозначение huyu deš boso. Nasara gora du Nazaret. Isus is Nazaret. Diktu. Nasara Nazaret. Diktu Hristiane bo kudu Allah Hristiane. Hristiane Nazaretane gorodan تعبيش بول gorod شو حوالور إيسوس gorod دي حوالور. إيسوس حوالور gorod تهوي Nazaretane. شو خاطر دلائي. إيسوس بقي يعني هون. يس عربو متاحة يس арабы христиана говорили, что они, люди, которые последовали человеком из того определенного города Назарет, то на русском это от имени самого Иисуса, Христа, христиане, которые последовали. То же самое значение смысла. Да, Аллах, Иисус Богиани, а ты Сара Богиани. Не, свободи. Иисус Бог хоч Богиани цолыш, Богиани мхилца бизыш. Иисус хотера приготовить чола хашиша. Иисус Богиани. Бу отцел аудля шолша хашиша тиханца ами аудля бисте доя. فرد عم يريون خريستيان. صدايا جتايا جهو حدين بوصل قام حبوصل أمة شيشا تخان قد عودلنا. بسته دولا تا شو من عودنا. ديت بقى شيشا عند عينك شو بوصل دينا حلها. نيريو. شو خوشنا شيشا تيو. هيت هو غير وقيد يا دقدية ده شو لوزرش Ничего себе. Свободно, هرودة غير شو. بقياني بوش خريستيان شبات بوق مغلي يسوس. نه هم دقم. بقياني بوش هم بق كروتشي بقياني دي نقطة تندير. ما دي إيه خدزة يوهم ملوا خدزة حاجة. يكودزة. حاجة حاجة هو ده دقنا نوع تير وقت. طول ما دقنا. الدنيا دو لوز يقنج عندك دينا بوس سو مساوات دو انت خيروات ان خطا يديك شوهم هما دوي داغستان دي اصلا هما داس بك погода هما нормальные тебе погода وين خدزة عطاق ديكو چون تردهون معن هدوش اشا لطبر اتصل خينادات وسما باخا مطلعين اوشا خيتا خوش دون خاصة خيتان اقا شي سيربري نكشت بازر بابي شالوش نتحني خايت ديش سوش بوي يخا طولش بيتر بوش غلطان هو معن دو تقح جنت اقلاش ورصو تحني خايت ديش شالوش باتوش بشري شو عين دوي وجيت خان خيت يلا
309 лет он. ديش ديش حتسقيحتا تعمو قيتو ديشا يغو ديش حموقت ديشان وقيت هذا السين دي قيت دي تلاسون وش حضنك سن قيتو شو لا يغو ديش قيت إيش ميت ديوتا سونا وش تون подробно пересказывать ханятся 15 раз христиане был 15 раз арабский мотор. Его каждый арабский айт еще его транслятию переводами дешевле. تأكد أحتقي أقصى أنا حق لاتينا وش تحني قيد يشيلش باتشاش. أتوتي عشون لاتينا هم ده دوش دازاتي. قوشة خطر دردات وش مطلعينا идут сигары. مثلا بيتان شوي ميتشادوي مثلا простюр док وين دويشته وين هم مثلا تعال доказательства я. شو عندك يغو ديش عن أنتي ترى ساينس عن واقع. Tu čovjek adeš ist Allah was da men in ti bit neriš bolno mi čaboš when gina daci просто ты докоен акач. Охр до тюр величот. Любой что придумать да еще штука 800 вчера одино короче там пише чувствовали за так вид. Через 2 года охр до тюр. Да социально Через 2 года после твоей смерти охр до тюр. Да бо свой социально. Аз да око. Ох, он богица. Губами. Ну и христиане был, что опасно, ушу. Антитеррор. И христиане был, что дуаш дать, и газкому таду и шай, дуаш. Дуде христиане, газкому таду, что? Бог дует, христиане, газкому. Последователи Иисуса Христа. Не чаду тебя, дик до разбори, это деши этимология, я не это. Иисус Христос. Последователи дуаш всегда мадаться Иисуса Христос Бог, Христа Бог. Последователи Иисуса Христа. Кто? Христос? Кто они, которые последовали за ним? Христиане, Германия. Кто там люди живущие? Германия, немцы. يشوع خلص نسيت انه عمو ده سال يسوع خريستوس يعني تخا الله ليش просто تخا الله ما دي دكتور حاجه لا تعبوا دو خريستياني тут تخا سو اخوات هو تا قايچا دوش حجواب لش خو ولا دوغا Давай, жвап, да, лучше последователи. Христиане буду, последователи Христа буду. Буду, последователи, дваж дама, да? Будяне буду, последователи будяне буду. Вот, сады. Вахабисты буду. Следователи Мухаммада ибн Абдул-Вахаба буду. Unser Präsident umstellt, der Präsident umstellt, ist ein bisschen doch أول إذا بيصير دون أول بيرجع إذا بيصير دون أول. وين حاجة أحبال دي شو بريد ديات التيرور. عندي خير. شايو حي أحد إميل. Христиане последователи Христа. Свободе, религия, арабская религия. Свободе, шаё, отворачивай. Христиане это последователи Христа, и бред любого цакется. Да, и отсюда понятно, что там была вещь. Да, этимология слова. Ладуга, шатила, этимология слова. Значение, уюбас, аларт вахт сюда вас. Христ, этимология, корень выделяем, христиане, корень, Христ. Я не обозначающий окончание принадлежность. Понятно, этимология. Все, а он дуется, последователь Иисуса Христа. Ваха пятон. Короче, дикду. Арабы бошты, куда бора, арабы бошты, да, цацадваш. Арабы бошты, араб вообще, худу араб, что такое араб? Саналис, да, годовком до, але хомян усалом со стороны цансик банда, гайд. Дитахет, хайд, по существу камял не арабы. Арабы бог, хатар мути, это вообще. Худу араб, что такое араб? Хую араб, хую. Люди по национальности, которые арабы.
Араб национальности, араб национальности, нету такой национальности араб. Ну, в любом случае, вот такое обозначение вот этих вот пустынных людей. Нет, достаточно? Нет, недостаточно. А что тебе еще? Как их еще? Просто араб был. Что такое араб вообще? Язык, национальность, вир, худу, араб. Что такое араб? Ну, люди, которые говорят на арабском. Вообще понятие, как национальность, оно появилось только в 17 веке. О, молодец. Когда? Араб – это язык. Молодец. Если более глубоко уходим, есть такая территория Арабия. Людей на этой территории называли арабами. Ты говоришь язык, языковое деление бывает. Богы? Сегодня люди, потому что они вышли по суре, по твоему Корану, по суре 4, аят 24, перетрахали матерей целых народов и свой народ включили еще просто по языку. После того, как после того, как они придумали твой этот Коран и начали свою культуру распространять и насиловать целые народы и отрезать их от своих корней, то это уже они начали строить империю. Вот как русские сегодня. Тоже идут споры. Русский, россиянин, в чем разница, кто такой русский и так далее. Вот точно так же после 7 века, после появления твоего древних христианских преданий и иудейских сказок, которые собрали в Коран и построили империю, и они начали захватывать народы. Вот точно так же и они начали размышлять. Если ты хочешь ознакомиться с этим вопросом, «Ихтидас Сират аль-Мустаким», книга великого исламского ученого шейхуль ислама Ибн Таймии, тебе в помощь. Также Ибн Кайма аль-Джаузия. Разделы на арабские земли, на те страны и люди, которые являются арабами или не являются, их споры. Можешь прочитать и ознакомиться. То есть они обозначили, что такое араб? Да, они обозначили, что язык определяет принадлежность. То есть, если у тебя язык, если какой-то человек отрезан от своих корней и перешел полностью на арабский язык и разговаривает на арабском, то это уже наш чувак, короче. Смотри, вот люди разговаривают. Добрый вечер. Можно вам один вопрос задать? Я хочу спуститься, пожалуйста, ответьте мне один маленький вопрос. Вот вы пожалуйста. Вот вы чечены, да? Чечены здесь собрались. Вы можете мне на мой вопрос, вы раньше христианами были или поколение в поколение мусульманами? Всегда мусульманами были. Мусульманы всегда. Всегда были мусульманами, ими остались. Тихо. Чеченцы изначально, но у них религии не было, была вера разная. Язычество было, многобожие было, анимизм был, одухотворенность всего мира, зороастризм был. Потом, когда пришло христианство, некоторые племена стали, основные, христианами. Потом, когда пришел суфизм, начали принимать суфизм. А потом именно суфии, никогда таких проблем не было. Те, кто стали мусульманами, сопришливала, чермотей панты, чинхотей панты, уая ненхуа, чинхуа. Так, вот это дагестанец, который был, он вылетел. Один вопрос можно задать? Ребята, вы по геноциду стали мусульманами? Ты вообще ответ слушать хочешь или нет? Да, я хочу ответ, пожалуйста, скажите мне. Тогда слушай ответ, пожалуйста. Потом начали принимать суфизм, и те обезьяны, которые приняли суфизм, начали уже убивать и воевать тех, кто других религий. Никакая религия до этого так не делала, но именно с появлением исляма, а точнее суфизма, люди начали всех делать такими же, как они, обезьянами, и убивать тех, кто не принимал этот обезьянизм. И так распространился суфизм у нас. Как мы приняли ислам, мы поработили этого человека. Никогда ни один человек никогда не принимал ислам.
Не, я говорю, Что? мы когда приняли ислам, мы тебя поработили. И В вот смысле, ты, кого ты поработил? тебя мы поработили. И с тобой, Ну, Володя. ПМ, тут Каким если образом? гость задал Не, вопрос, нужно да, по да. существу Не, вы не отвечать. поработили, вы как свой пророк. Вы как Подожди. свой пророк прикидывались братьями, подставляли задницу, а потом, когда, короче, вас принимали, в спину нож, короче, резали. И все. Всех молов. Смотри, вот вам задали, гость пришел, задал Ну, так и вопрос. есть. ПМ, ты же не будешь сейчас говорить, что мы всегда там ваххабистами, салафитами были. Мы же суфизм практиковали. То есть здесь же неправильно. Можно вопрос? Да, Суфизм от ислама уходит, да? От ислама Да, уходит. это ислам, да. Ислам. Ну да, это как бы считается Ну вы- исламом, хотя это смесь там ислама, христианства и традиций. Тебе там. это зачем вот сейчас в данном случае? Ну, это Подожди, интерес- вы признаете, надо что вы объяснить, раньше раз христианами спрашивают. были? Вы раньше признаете, Как? что вы христианами? Вы раньше были, вы признаете, что вы раньше христианами были? Ну вот Все смотрите, были, я ж тебя, ты давайте слушать, я... чем слушаешь? Не все были. Были и христиане, и не христиане. Давайте разные я были. кое-какие моменты объясним. Да? Вот у нас на чеченском языке есть название дней, да? И день пятница у нас называется Персканде. И что вот интересно, в 3 веке вот это Параскова, да, Параскова, или как, мученица там, великомученица христианская, которая там помогала беднякам, там, 5-10. То есть у нас почему-то вот исторически вот этот сам день пятницы называется Персканде. И в этот, как бы, с ночь вот этой четверга, да, которая входит в пятницу, вот в этот ночь, ну, вечер мы вот раздавали друг другу там милостыню, там, вот такое вот дело у нас. То есть это как бы христианская культура, она откуда-то к нам впиталась. Но мы это считали мусульманством. А потом, когда вот этот салафизм пришел к нам уже в 90-е, в середине, по русской литературе вот этой, там оказалось, что вот это в пятницу там нельзя, оказывается, подаяние давать, нужно в другие, во все дни давать. И вот так вот такое новое понимание пришло. Вот у меня национальность, вот мы езиды, вот мы вообще, у нас наши корни, самые старинные корни. Вот смотрите, у нас получается, как мы езидизм приняли, когда сперва мы остались, мы как остались на своей религии, так же и остались. Мы езиды. Мы как остались, так же и остались, вот честно сказать. Но мы выходцы с Армении, Советского Союза. Вы армяне, да? Нет, ну мы езиды, но мы в Армении. Я родился в Армении, в Ереване. Вы Ну, самые есть древние, знакомые. да, У меня есть знакомые, ну, были, во всяком случае, уже давно не контактировал, езиды с Армении. Ну, я сам с Армении, но, знаете, мне просто вот я увидел одного чеченца, он говорил, что я христианин, я удивился, честно сказать, я говорю, как вы можете быть, вот чечены говорят, мы мусульмане, хамдалла, мы мусульмане, из-за этого я удивился на них. Вот у нас... У нас есть такие отдельные вот такие элементы, но их мало, и мы их поставим на истинный путь скорее в будущем. Так, подожди, истинный путь, там, свои эти чаяния какие-то. У тебя просто спрашивают, и вот человек удивился. У нас есть в Грузии вот целые там 2, скажем так, ну, племени, или как это правильно, или 2, да, две вот эти группы там выходцев, то есть, которые носители нашего языка. Одни из этих бацбийцы, там еще хивсуры. И вот эти бацбийцы, они по сей день, ну, они в Грузии, правда, там языково немного ассимилировали, но по сей день все-таки там много людей, которые являются носителями вот нашего нахского языка. И они как бы христиане. Просто я удивился, я сейчас сам в Германии живу, в Германии. Пришли ко мне чеченцы, я говорю, ребят, вы кто по национальности? Говорят, чеченцы. Я говорю,
Как чеченцы? Я слышал, у меня соседи чечены были. А потом, когда я говорю, а какая религия христианская? Знаете, я уже Ты обрадовался? удивился. Ты обрадовался или нет? Да, конечно, я обрадовался. Я говорю, Так ты... первый раз чеченца христианина вижу. Клянусь, вот я чем хочешь, я поклянусь. Это, наверное, не чеченцы, скорее всего, это кто-то выдал себя за чеченца. Нет, ребята, они говорят, мы чечены. Нет, это неправда, это вранье. Нет таких, чтобы вместе ходили там. Первый раз в жизни, клянусь, первый раз в жизни, сколько я живу, чеченцев в России мы жили, в Воронежской области, вот мы в Воронеже жили, в Воронеже. Вот я видел чеченцев, которые они ислам, да, мусульмане, я согласен с ними. А вот когда чеченцев я увидел христианина, я сам удивился. Да, грузины. Вот даже возьмем курды, да? Раньше курды это были езиды, а потом ислам приняли. Там геноциды пришли, пошли, поехали, они ислам приняли. Но все равно сейчас курды атеизм принимают. Половина Турции атеизмом стала. То есть ты хочешь, чтобы все было бы побольше? Слава Аллаху. Слава Аллаху. Можно быть кем угодно, лишь бы не мусульманином. Это самая убожественная идеология. Знаешь, один мой хороший... Которые громче всех кричат, а потом громче всех скулят. Знаешь, брат мой, я вопрос... Послушай, я тебе вопрос дам. Вот один араб мне сказал, да, пророк Мухаммед это араб, Коран по-арабски, да? Он говорит, один араб, я ему вопрос задал. Я говорю, почему ваша религия? Говорит, брат мой, если Мухаммед не был бы арабом, Коран не был бы по-арабски, мы давно бы от ислама отошли бы. Извините, это оттуда, вон, в этом, как его, Мекамадине он похоронен, что ли? Мекамадин там это... Его гроб там лежит. Еще что ты слышал? Там, ребята, знаете, я честно сказать, я в религии вообще не лазю. Ты знаешь, из-за религии, вот просто 2 года назад один чеченец во Франции одного учителя убил. Я туда в религию вообще не лазю. С тех пор ты уже испугался, да? Не, вообще, религия, знаете, мне не надо трогать чужую религию, мне свое хватает. Да. Мне свое хватает, вот в чем проблема. А зачем мне чужую религию трогать, если сегодня 2 миллиарда человек за ислам бегает? 2 миллиарда, это немало, шутки играете. Ты любишь мусульман? Брат мой, знаешь, есть мусульмане хорошие, есть плохие. Ты любишь мусульман или не? Брат мой, я сказал, я уважаю тех мусульман, которые, они уважают другой народ, другую религию. Вот так ты сам ПМ любишь мусульман, например? Я? Не, я вот у ПМа спрашиваю. Шиитов любишь ты ПМ? Да, конечно. Я всех людей люблю. А хавариджи любишь ты? Всех людей. Я люблю людей, да. Алавитов? Хороших людей люблю. Человек, главное, чтобы... А Боку Харам любишь ты? Боку Харам? Я не знаю, вот то, что ты говоришь, Боку Харам, Боку Барам. Это мне не знакомо все это. Ты тоже, вот у человека, он тебе отвечает, ты у него, ты мусульман, не мусульман, да нафиг я ему спросил нужны, его мусульман, не мусульман. Он спрашивает, нормальные люди, нормальные, дебильные, все. Да. Вопрос закрыт. Вот даже вот я позапрошлом году был в Чечне, там новую Мекку сделали, там мечеть новую делали. Ну что ты быстро передвигаешься, Германия, там, арабы, ребята, у меня чеченцы много здесь в Германии, которые были, они все уехали, и меня звонят, я еду туда, я в этом был. Где ты был в Чечне? В каком городе? Грозном был. И еще где? В этом, как его, там много деревнях был. Какое название? Одно название скажи. Одно. Я откуда знаю, ребят, там много деревень. Знаешь, что это было? Где? Ты не знаешь, в какой деревне ты был, что ли? Ребята, чисто вот ты на маршруте туда ездил или на такси? Подожди, я чисто был в Грозный, который восстановили. Не знаешь, как Европу сделали. Даже мои фотки там есть. Я фотографировался. Они, ребята, говорят, давайте в это как его. Смотри,
Вот смотри, сколько езидок по сей день считается без вести пропавшими. Ты знаешь эту цифру? Из-за вот ребят, этой идилщины, которая там орудовала. ну, вообще считается 2000-3000 это. Ну, у тебя не точная цифра, около 7000 там по вот этим всемирной организации, там ООН, у них побольше цифры. ПМ, как ты считаешь, эти люди, сура 4, аят 24, правильно они поступили с езидскими женщинами или нет? Причем тут сура? С езидскими женщинами поступили организации, которые были созданы спецслужбами. Это очевидный факт. Тебе в помощь как раз-таки вот эти Не, я знаю, документы люди даже из Европы. Из Европы, которые даже уезжали, мусульмане, вот как им велели американские спецслужбы, как и ты, Ахлю Сунна валь Джамаа, с бородами, да, вот это Ахлю Сунна хиджабах. валь Джамаа поступали. Да, они по поехали методичке. туда, и там в соответствии с сура 4, аят 24, изнасилование замужних женщин. Подожди, они не руководствовались Кораном. Это уже признанный факт, что они были созданы американскими спецслужбами и действовали Да, в их Аллах скажет, интересах. Штадович, американским. Да вот, Окей, вот, да. окей, я тебе сейчас не про это. Понятно, что у тебя мусор. Да при из чем этого тут я? Я сейчас не об этом. Я говорю, они-то поступали по суре 4, аят 24. Нет, или конечно. В суре 4, не в суре 5. Того, что ты говоришь, нету. Я пытался до тебя донести, но ты хочешь видеть такое. Когда, например, ну, они ты находишь какого-то Ребята, мудака, можно который я сказал вот этому, гость тоже, смотри, гость. да. Что там происходило, я тебе сейчас покажу. Сура 4, аят 24. Это вот этот балабол у нас, я его пока здесь выкину отсюда. И тебе прочитаю, как это работает у вот этих людей. Этот просто их оправдывает, ходит, там нету такого, там туда-сюда балаболит. Вот смотри. Так, один моментик, буквально несколько секунд. Вот. Ибн Касир, есть такой Касир, который делает тафсир. Аяту 24 из суры 4. «И замужние из женщин, если ими овладели ваши десницы». Имам Ахмад передает, то есть это хадис достоверный, который передает имам Ахмад, что Абу Саид Аль-Худри сказал: мы захватили несколько женщин в плен в бою при местечке Аутас. У этих женщин были мужья, и мы не стали совокупляться с ними из-за того, что они замужние. Мы спросили об этом пророка, да благословит Аллах и приветствует, и тогда был ниспослан аят: и замужние из женщин, если ими не овладели ваши десницы. Этим аятом мы позволили себе совокупляться с ними. Этот хадис рассказал Ат-Тирмизи, Насаи, Ибн Джарир и Муслим в своем сахихе. То есть сам аят, он изначально звучит вот так. Да. И замужние женщины запретны для вас, если только ими не овладели ваши десницы. То есть не замужние, там вообще полный вперед. А в случае с замужними вот так. То есть они тоже замужние запретны вам, кроме тех, которых вы захватили в плен. Таково предписание Аллаха для вас. Вам, потом дальше там вам дозволены все остальные. Один вопрос задам. Почему-то много геноцидов, вот посмотрите, вот даже в Сирии, посмотрите, даже в Ираке, посмотрите, вот игиловцы под ислам ходят, говорят, под ислам ходят, людей убивают, за это режут. И зачем это под ислам? Они ходят и режут людей, например, убивают. Ну, что им еще делать? Там же, вот я сейчас прочел, им это предписано. Да, у нас есть вот этот балаболы, которые людей баламутят, сейчас он опять зайдет, будет оправдывать. Там и не так, там и так, там четко, я же вот сейчас что прочел, да, там приводится даже к этому аяту дополнительно хадис, в котором сказано, даже когда был ниспослан этот аят, то есть когда они захватили вот этих женщин, и
что самое интересное, у арабов, там, язычников доисламских, да, которые такими плохими считают, они даже не, как бы, ну, не допустили, ну, не позволили себе замужних насиловать. Да, незамужних они всех подряд насиловали, а вот замужних они даже, вот эти вот, да, исламские арабы, они не захотели, то есть побоялись. И потом спросили у пророка, то есть там, и там именно неспослан аят, и замужние запретны вам, кроме тех, которых вы захватили. То есть и замужних тоже можно. И они начинают замужних тоже насиловать. То есть у нас вот такая вот ситуация, вот так у нас это расписано в исламском мире официально, в классическом понимании ахлю сунна, то есть суннизм. Ну вот такие, как это сейчас был здесь, ПМ, людям мозги запудривают, там свои какие-то версии говорят. Но то, что он свои версии говорит и пытается это оправдать, мы видим, что 7 тысяч женщин просто без вести пропали. Ну да, у нас когда нас... И это не просто не из-за того, что это дураки какие-то, там, что-то не так поняли. Как раз таки они все правильно поняли, как им там предписано. Как им предписали, они так и сделали. Вы знаете, вот в 2014 году геноцид езидов был в Ираке, Шангале, когда ислам, не ислам, а вот это игиловцы под мусульманство приходили, молла сидел, молла, да, когда нас убивали, молла приходил, Коран читал. Я первый раз в жизни вижу, что молла придет на езидов Коран читать. Это большой грех для нашего народа. А вот смотри, да, если сейчас, например, один мусульман умрет, да, я приду Библию читать, это правда будет, это правильная будет дорога или нет? Это будет правильное решение за меня будет или нет? Я что-то чуть-чуть пропустил, да? Да, я вопрос, еще раз, я повторю свой язык, еще раз повторю свои слова. Вот когда в 2014 году, когда нас езидов убивали в Ираке, когда исламский народ... Да, ислам пришел, говорит, мы за пророк Мухаммеда, за Аллаха, туда-сюда убивать будем, резать будем, да. Вот смотри, когда Молла пришел, когда нас, езидов, убивали, Молла пришел, Молла Коран читал на езидов. Также, если, например, один мусульман умрет, я приду Библию почитаю, это правильное будет решение или неправильное решение будет? Ну, почему он это читал, вообще непонятно на езидах, потому что... Ну, вот это грех большой для нас. Да, вообще и в исламе читать на езида, короче, мусульмане, ну там Коран, если он, конечно, не проклинает там что-то по-арабски. Ну, он там читает, вот когда мы это геноцид на наш поднялся, и даже вот когда езидов убивали, там молла сидел да, понятно, курды, они мусульмане, но я ничего не говорю, им разрешено по шариату и по религии Коран читать на покойников. Ну, когда нас убивали, опять езидов убивали, приходили, молла Коран читал. Я говорю, это молла что, ёбнутый? Или, извините за выражение, конечно. Я говорю, а что, молла ёбнутый, что он пришел Коран читать на нас? Коран читает. Так же не пойдет, даже это. Любую религию возьми, каждый человек на своей религии. Вот я знаю, что у нас шейхи есть, пири есть, они приходят, своих покойников моют. Вот смотри, как туда попали тысячи людей на этот джихад, в Сирию, Ирак. Вот эти вот обманщики, да, которые там, нет, там не так сказано, там так сказано. То есть обманывают наше общество, и наше общество, его усыпляют. То есть говорят, нет, там не так, так написано. И люди как бы начинают пропускать это, да, там, ну там не так, значит, написано. А когда ты посмотришь, вот смотри, как там написано, да, не так. Вот смотри, достоверный хадис. Саляма ибн Нуфель рассказывал: однажды я сидел с посланником Аллаха, мир и благословение ему Аллаха,
И какой-то мужчина сказал: «О посланник Аллаха, люди отпустили своих лошадей, сложили оружие и сказали, что нет джихада, и война закончилась». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повернулся лицом и сказал: «Они солгали. Сейчас пришло время сражений, и не перестанет группа из числа моей уммы сражаться за истину, и отвернет Аллах от них сердца некоторых людей, и пропитание их будет за счет этих, то есть трофеев. И так будет до судного дня, пока не придет обещание Аллаха, и в конях есть добро до судного дня. И Аллах внушил мне, что я скоро покину этот мир, а вы последуете за мной группами, бьющими друг друга по шее. И центром мусульман будет Шам». Ахмад 4/104, Ан-Насай 3561, Ибн Хиббан 1617. Хадис достоверный. То есть достоверный хадис, который предписывает, центром мусульман будет Шам, что вот было в Сирии, Ираке, да? Да. И то, что будет группа до судного дня, она будет постоянно делать джихад, а пропитание их будет трофеи. И некоторые будут вот где этот момент сейчас? Из числа моей уммы. И отвернет Аллах от них сердца некоторых людей, то есть каких-то там лицемеров, да, которые не будут согласны с ним. То есть вот хадис достоверный, все. Как ты теперь это будешь отговариваться от этого, отнекиваться? И вот эти потом заходят: да нет, это не так там сказали, так сказали. От себя какую-то болтовню несет. А здесь официально, вот здесь вот полностью все в источниках. Коран, я знаю, что оригинальный Коран, он в этом лежит, в этом, как его называется, забыл. Вот это по-римски. Да, это вообще не вообще тупняк полный, да? То есть не в люди этом говорят, суть. что это который Коран сделал, это фальшифай. Смотри, не в этом суть. Проблема, знаешь, в чем? Проблема в том, что официальный ислам, суннизм, он, вот то, что я прочитал сейчас. А там кто-то сказал, официальный там лежит, неофициальный тут лежит. Хадисам верить не надо, там какие-то кораниты ходят, которым тоже бошки отрубают, сунниты. То есть это не интересует. Официальный суннитский мир, суннизм, вот это там Саудовская Аравия, Египет, все вот эти институты, которые там, все вот эти фетвы там издают. То есть вот этот классический исламский мир, в нем вот предписано то, что я сейчас прочитал. Да, понимаю. И как ты, если ты следуешь этому, ты же не можешь это избежать. То есть эти люди, которые пошли туда, насиловали женщин, убивали людей, там сами потом погибли, они все сделали, как им предписано. Все. Ну, знаешь, один мулла, вот этот в мечети вот у нас есть, вот в этом, я сам в Ганновере живу, в Ганновере, один мусульманин говорит, настоящий Коран лежит в этом, настоящий Коран, он лежит в этом, где он, в Риме, что ли, или где, в Ватикане, настоящий, оригинальный Коран, а вот который все сделано, это фальшивый Коран. Но я говорю, все равно от этого Корана взято. Говорит, нет. Ну, это вообще там полная сказка, да, потому вообще-то там Коранов сейчас информация уже другая, да, там если поковырять, оказывается 36, даже 37 версий. И что интересно, вот последний, вот это Хафса, по-моему, да, или Варша. Такой, который вот в русскоязычном мире гуляет, да, он вообще-то 1924-го. И я-то думал, это раньше неправда. Оказалось, вот буквально недавно перевод Саблукова там ковыряли, и
Сура 4, аят 24 у Саблукова в 1800-х годах, когда он переводил, в конце 800-х, у него 4.24 оказалось 4.28. То есть уже смещено там. Ну Вот так да, вот. да. Короче говоря, значит, ребята, вы сами, вопрос можно, если не в обид, вы сами отказались от ислама, да? Вы сами от ислама отошли. Вы стали... Ну, тут разные люди, тут разных мнений люди. Кто-то отказался, кто-то есть, короче, там, деисты, да, кто верит в божество, да, там, в Бога, но при всем... Ну вот смотрите, вот моя потомки моей матери, они вообще, знаешь, кому поклоняются? Только, пожалуйста, не смей. Они камню поклоняются, потомки моей матери. Вот это черному? Да? Ну вот такая у них это... А я говорю, мам, почему ты камню поклоняешься? Говорит, это наша, как говорится, это мы этому сколько уже этой религии, как его? Она сколько? Говорит, это уже мы 300 лет уже это. Ну, камню, знаешь, какому камню? Не такому камню, знаешь, просто пойти стены строить, а специальный камень у них дома есть, специальный камень дома есть, и они ее поклоняют. Ничего. Да, брат, мусульмане тебя поймут, у них тоже есть черный камень, они тоже черному камню поклоняются. Ну, знаете, езидизма и камня не делаете. Я сам... Я ислам говорю, ислам. Вот я сам павлину поклоняюсь. Павлину. Мы езиды павлину поклоняемся. Да, у вас вот это символ павлина, я знаю. Да, у нас это символ наш. Это, говорит, Маляки Таус. Мы езиды этому павлину поклоняемся. А у вас есть такое, чтобы там изнасиловать женщин? Нету. Не изнасиловать. У нас нету даже 6-летнего привести, сделать себе жену, как пророк Мухаммад. А джихад есть у вас против кефира? Нету, брат мой, нет у нас такого. Вот я даже удивляюсь, как пророк Мухаммад 53 года пошел 6-летнюю привез. Я вот с ума схожу, вот честно сказать. Вот вы можете мне ответить на этот вопрос? 6-летний. Ну, это неправда. Говорят, тогда эволюция. Никакой эволюции не было, это неправда. Уровни. Что неправда? Как обезьяна уже в 2 года можно. Что неправда? Если он В Сая Буаре 6130. Я играла с куклами у пророка. У меня были подруги, которые играли со мной. У меня были подруги, которые играли со мной. Когда посланник Аллаха заводил домой, они прятались от него. Но он снова посылал их ко мне, мы продолжали играть. Играть с куклами и подобными изображениями запрещено. Но для Айши в то время было разрешено, потому что она еще была девочкой, не достигшей зрелого возраста. То есть месячный доллар. 4 масаба, фик, юриспруденция, А может быть, что она... Удивительная вещь, ни во что не верит. Вот это исламская юриспруденция, шариат, исламский закон, он на этом хадисе основан. 4 масаба, 9 лет жена дозволяет. А может быть, что это хомо Ребята, вот честно сказать, вот это, Рама, я тебе вопрос задам. Ты свою дочку отдашь за 54-летнего? У тебя есть дочка за 6-летнего? Отдашь? Не, у него другая акида, он не мусульманин, он еретик исламский. Я мусульманин. Смотри, больше примеров не приводи. Ты на свою дочку можешь ориентироваться и приводить примеры, хорошо? Он же посланник Аллаха. Слушай, он не женился. Это вымышленное. Послушай. В том-то и дело, что если да я ориентироваться балабол, на своей скажу. дочке, то кто вообще это придумал? Да балабол ты или нет? Тогда я доскажу. Что ты балаболишь? Постоянно врешь людям,
Ни одного слова не было в этом Так, аяте, где ладно, ты пока отдохни, ты все равно Он же посланник Аллаха, он сам выйдет за не него замуж. суннит какой-то, коронит там. Тебе вообще сунниты на первом суку повесят, если поймают. Я не знаю, это твое видео было, когда ты говорил, он посланник Аллаха, он сам выйдет за него. Вот это мне понравилось. Ну Не, ладно. тут есть такие, эти самые, у нас тоже попадаются, такие эти самые пациенты, да, которые... Ну да, пациент, а вы же которые хирурги, да? сами даже готовы выйти там За посланника, да? Да, если он захочет, короче, даже сам выйдет, кто-то здесь говорит. Да. Да, вот. Но это не совсем смешно, да, потому что... Ну, вот да не, людей, ребят, вот, когда довести... понимаете, мне знаешь, в чем смешно? В чем смешно? Знаешь, мне вот даже вот даже я удивляюсь, да, я сам по себе, да, как я могу свою дочку 6-летнюю отдать за какого-то 53-годного? 53, ему сколько, 53 было или 54 Мухаммеда было? 53 было. Ну, ей изначально 6 было, когда ее уже, скажем так, забили, да, то есть имеется в виду, уже определили, вот это будет там женой пророка. А когда ей 9 было, уже была полная, скажем так, взрослая вот эта вот, извиняюсь, половая жизнь. Ну, это же так, ребят, ну, я первый раз, вот смотрите, у Иисуса не было шаны. У других людей, я в других религий смотрю, нету такого. Почему это все... Почему это... Не, ну это вот человек, который от Бога, да, вообще это логично, который в рай там летал на этом, на пони летающем. И там видел, и с самим Богом общался, и потом ему уже уготовлен рай, он, короче, полностью осведомлен во всем. И потом ходить, и, я не знаю, 13 раз жениться, еще наложниц вот этих вот захваченных насильно женщин, их иметь, рабов иметь. Мне мои родители, мои вот какие-то там старцы наши, они вообще, то есть то, что мы, вот чеченцы, практиковали, у нас вообще другое понимание пророка, другое понимание Бога. Вот это официальная версия, да, уже Ахлю-Сунна, салафизм, вот это когда пришло, ты смотришь, читаешь это и понимаешь. Ну да, я вообще, ребят, знаешь, если я втянусь в Коран, я уже не смогу выйти. Я один раз втягивался в Коран, сколько уже, почти год втянулся в Коран, не мог выйти, а потом, знаешь, я Коран поставил в угол, я говорю, не, мне этого не нужно. Я, знаешь, мне интересна была эта религия, а потом я смотрю, я говорю, не, ребят, стоп, Рома, ты куда ты пойдешь куда ты с этой, ты что хочешь показать себе, что да, ты Коран читал. Ну, Коран, знаешь, ребята, ну, можно смотреть, Коран книга читается 2 сторон, понимаешь, там и есть хорошие слова, и есть плохие слова. Коран читается 2 страницах, а не 1 страница, понимаешь, в чем проблема? А у вас вот у изидов случайно земля не плоская на спине? Нет, у нас, брат, земля у нас круглая, как ты на круглой земле, как мячик, и я на этом земле, как мячик. Приветствую всех, здравствуйте все. Езид, ты в Коран, говоришь, втягивался, и тебе интересна была эта религия даже после Ирака и Сирии? Ну, знаешь, когда я тогда, знаешь, почему мы все говорили ислам, Коран, я как раз втянулся в Коран, я потом не мог выйти, понимаешь? У меня голова была в другом месте забита, в Коране это. А потом я, знаешь, когда уже Библию взял в руки, уже мне все уже ясно стало, какая религия, так и так стала у меня. Но Коран я читал русского языка, по-арабски я не могу читать. Вторую суру, 222 аят, ты после этого не смог отойти от Корана, да?
Нет, нет. Ну, знаешь, там, ребята, много там, я не знал, что такое сура. Смотрю, там Коран продается в книжном магазине. И смотрю, давай-ка я возьму, купил тогда, сколько было? 350 рублей, что ли? В России я еще был. В 2016, что ли? Нет, 2015, да, когда геноцид на нас. Я взял, прочитал Коран. Когда я залез в Коран, знаешь, она как-то... Не мог я выйти с этого Корана. Потом, знаешь, Библию сразу взял в руки. А когда уже Библию читал, я вышел оттуда. Я говорю, стоп, куда ты? Ну, ты Библию, когда взял, ты числа 31, 17, 18, наверное, тоже после этого не смог отойти, да? Ну, я читал, знаешь, мне интересно было. Христианская религия, ислам даже интересно. А когда мусульмане пришли когда пришли геноцид, на нас убивали в 2014 году, честно сказать, я, конечно, уважаю все религии. Я ничего не говорю, я уважаю все религии. Но вот когда под ислам нас убивают, под ислам нас режут, знаете, я не могу сказать, знаешь, это религия, как хорошая религия. Ну, кажется, знаешь, сейчас 2 миллиарда человек ходит под ислам. 2 миллиарда людей под ислам ходят. Ну, хорошо, да. 2,5 миллиарда ходят в христианстве, и что дальше? Ну, знаешь, мы когда говорим насчет ислама, мы оскорбляем 2 миллиарда человек. Понимаешь? Ну, там вообще-то, во-первых, все как бы воюют между собой. Вот здесь. Так, кто это? Хазу. Где эти 2 миллиарда мусульман? Ну вот смотри, араб. Шииты говорят, что мать проверена проститутка. Это тоже мусульмане? Ну, ребята, это, знаешь, шииты, знаешь, между шиитами. У нас дома сейчас даже суфизм идет. Это мусульмане, которые зикры делают, ширк, многобожие. Какие 2 миллиарда? Нету никаких мусульман. Есть балаболы, которые себя мусульманами называют просто. Чтобы мусульманином быть, нужно все аяты, хадисы признавать и находиться там, где большинство населения мусульман и шариат. В Европе, которые находятся так называемые мусульмане, они не мусульмане, потому что в 6 аятах Аллах и пророк отказались от них, отреклись. Нету никаких 2 миллиарда. Ну, понимаешь, вот смотри, вот даже великий боксер Майк Тайсон, он взял ислам и поехал в Мекку-Мадину. Ты как можешь про него сказать? Ответь на мой вопрос. Что? Я говорю, великий боксер Майк Тайсон, он принял ислам и уехал. Никакой не боксер, и тем более никакой не великий, тем более не мусульманин. Майк Тайсон когда-то был боксером. Ну, все равно его имя существует как боксер. Говорит, первое. Кадыров тоже мусульманин, да, комнатный. Я не знаю. Бумажный. Я не знаю, ребят. Честно сказать, я не могу на религии кинуться, но у меня своя религия хватает. Я поклоняюсь тому божеству, которое мне родители дали, который мои родители поклоняются. А я вот... Видишь, из-за религии ты не потерял ни дома, ни свободу. Ты тем более на краю пропасти из-за этой религии не стоит твой весь народ, национальный вопрос. Прямо на краю пропасти. Поэтому тебе так со стороны, короче, просто так обойти. А у нас вопрос национальной безопасности стоит с этим вонючим гробаным исламом рядом. Что нам выбрать? Ислам? Или, короче, прикинуться шлангом, там, не знаю, с трусами быть и свою нацию под корень, чтобы дать уничтожить этой вонючей идеологии? Да пошла эта идеология к черту. Без ислама тут много народов сидят, короче, есть, живут. Никакой народ не исчез из-за отсутствия ислама.
а как раз-таки присутствие ислама. Вот я могу вам факты, целые народы, нации, племена, которые исчезли с карты земли, короче, из-за этого ислама. Вот это я могу привести. Ездахи, ты у Севы бываешь там на эфире? Вот даже, вот, честно сказать, я, знаешь, вот тот раз Рамадан был, все мусульмане постились, все мусульмане намаз делали. У меня друзья даже чечены есть, чечены или как, чтобы грубо, чеченцев это можно назвать грубо, чеченов есть, потому что они намаз делают в Мекку ходят, вот Мекка у нас в Геттингене есть, они в Мекку ходят, знакомые ребята, все как положено, туда-сюда. Но они говорят, мы истинные мусульмане, наш пророк не говорит, что пойти убивать, резать, туда-сюда. А вот эти, которые... Это Аллах говорит прямо в Коране. Какой пророк? Пророк просто, короче, когда его спрашивали, глава нападения на спящего многобожника, Сахих Бухари, зайдешь, там прямо говорит, даже детей, женщин можно убивать. Когда его в Абеле, в Адане спросили, мимо проходящие среди муджахидов, допустимо ли нападать на спящего многобожника, вследствие чего могут быть поражены их женщины и дети, пострадать. Он ответил вообще, не моргнув глазом, они принадлежат к их числу, то есть, как Путин сказал, гасите, короче. Да. 109 глава продажа рабов. Прочитайте, Сахих Бухари, Муслим, сборник, 2229. Это барыга, который людьми торговал. Ездахи, Да. они врут, кстати, то, что вот они 4 сура, 24 аят врет. Когда женщины попадают в плен мусульман, пророк сказал им, можете их шпилить, короче, сколько угодно. Это вранье, там даже вот то, Рам, я тебе вопрос задам, ответ на меня. Вот ты вот говоришь, что я отвечу тебе. Ты у Севы бывал, да, в эфире, по-моему, часто? Севу знаешь ты, Севу? Не знаю я его. Да, был у него. Несколько раз я слышал тебя. Ну да, я не знаю, я его не знаю, знаешь, честно сказать, я его Ну ты у него был же. Смотри, эти тебя загрузят там с вот этого. Не, я просто понял. Вот это тоже, короче. Вот скажи мне честно, вот говорят, Мухаммед, пророк, посланник Аллаха, а почему он не пошел к Аллаху, а его душа здесь на земле остался? Что? Говорят, Мухаммед, вот, например, Иисус Христос, там, например, пророк Мухаммед, там много этих посланника Бога, посланника Аллаха, там эти. А почему их тела не пошли к Аллаху, они к Богу не пошли, они на этой земле остались? Пророк сказал, что тела пророков не гниют. Да. Покажите нам, Рэм, своего пророка целого. Не знаю. Смотри, в этих аятах, которые он читал, если он почитает без этих добавок, этот сказал, тот сказал, там вот этого всего, что он говорит, нету, не насиловать, не убивать. 29-й. Перестает туда освободиться. Тавсир Ибн Касир, Абу Адаля, Ибн Касир, это, да, есть там. Ну, есть, конечно, великие толкователи. Да, я скажу. Без Это вот толкователей, такие, как вот это, обманывают людей. Говорят, нет, там такого нет. Ибн Касир, а которые в Сирию, Ирак пошли 14 тысяч с женщинами, с детьми, и сами погибли, и еще там взяли других. Да, но их организовали американцы, кстати. Послушай, дай-ка вопрос задам. Да, вот я задам тебе вопрос. Да, я один вопрос тебе задам. Всех приветствую, всем добрый вечер. Задай-ка. В Коране написано, мусульмане, все мусульмане братья, да, в Коране это написано. Я читал, это все там написано. Ислам это мусульман. Почему-то твои мусульмане убивают своих мусульман. Ты этого одобряешь? Как это понять, что мусульмане братья и убивают мусульман сами? Он пошел чуть-чуть отдыхать. Это самый хитрый лжец. Вот у нас всех приветствую, всем добрый вечер. Я из Осетии, я вот тоже хотел поинтересоваться одним вопросом, допустим, вот по поводу ислама.
И многим осетинам, когда задаю, которые в исламе, они пытаются избежать этого вопроса. Я им задаю такой вопрос, то, что вот смотрите, вот вы же верите, то, что есть Аллах и религия ислам истина. Они говорят, да. Я говорю, почему тогда Всевышний Аллах не позаботился, например, о нас, осетинах, не позаботился о нас, кавказцах, что не сделал нам священные места и то, что мы не можем на родном языке элементарно молиться. Почему мы Короче, обязательно ваш должны язык делать не шхат? до язык. Самый важный язык это арабский. Да, вот, допустим, чем он лучше, чем осетинский, я тоже понять не могу, почему именно на арабском мы должны читать. Это, во-первых, и, во-вторых, вообще зачем Всевышний нас принимает такими, какими мы есть. Лично мое мнение, то, что он не нуждается в том, что ты ему заучивал какие-то стихи, что-то еще в этом роде. Не знаю, понять не могу. Я просто сам блогер тоже, я в Инстаграме снимаю в основном, я закидываю за чеченскую, вообще в целом кавказскую историю, стараюсь объединять наш Кавказ, чтобы Да, мы жили... я сам тоже кавказец. Мы соседи. Я просто объединяю наш Кавказ, и вот просто когда большинство мусульман, ну типа вот соседи наши узнали, что то, что я не мусульманин, мне начали проклинать там, типа ты вот такой, будь ты проклят, что-то еще в этом роде. Хотя я ничего плохого не говорил никому, не пытался оскорбить даже там религию ислам. И я им объясняю на эфире то, что я вас не уважаю из-за того, что вы мусульмане. Я вас уважаю из-за того, что вы мои братья, прежде всего, горцы. Мы эту землю вместе защищали. И точно так же совместно, вместе с чеченцами, дзурдзуками, мои предки как раз-таки воевали против арабского завоевания. Также с нами были изихи, то есть это нынешние адыги, имиоты, их предки. Также и с нами были и грузины. И когда вот эти все моменты приводишь, я когда, допустим, закидывал то, что сражения против арабов, меня начали сразу же судить. И больше всех меня осуждали дагестанцы. Ну, Тоже непонятно. у дагестанцев там, не знаю, 36 религий, что ли, кажется, там своя религия. Да, там 36 национальностей, ну, как минимум 36 национальностей. Там своя религия. Не, я не говорю. У меня в основном сейчас, вот когда вот это я закинул, меня только поддерживают на самом деле это адыги, им без разницы, какая религия. И большая часть чеченцев как раз такие мои осетины, а остальные начали говорить, типа, вот ты вот такой, твоя земля, говорит, в Иране, что-то еще. Вот даже сейчас мне пишут, твоя земля, говорит, в Иране. Моя земля была исконно всегда на Кавказе. Мой народ сформировался на скифо-сарматских племен, от которого образовались аланы, с кем соседствовали с тобой. Как раз таки мы вместе против этих арабских завоевателей сражались. Дзурдзуки и аланы все время были с друг другом, так же, как и черкесы и лезгины. Это были все время лидирующие нации. Брат мой, вот же тебе вопрос. Ты когда на арабский народ разговариваешь, да, вот арабы, да, ты не забываешь, что они за Мухаммед сам араб, национальность у него, а Коран по-арабски ты это идешь на религию ислама. Вот в чем проблема. Они за это тебе. А так, знаешь... Ты говоришь перс, хорошо, ПМ, ты мне говоришь то, что я перс. Да, у меня язык мой ираноязычный, индоиранской семьи, индоевропейских семей. Ну, в общем, ты меня понял, о чем я говорю. А ты знал то, что сами арабы говорят то, что второй язык мусульман – это персидский. И вот это слово намаз, которое ты произносишь, это тоже персидское слово. Слово дин, которое ты тоже произносишь, это тоже персидские слова. Это тоже слова. Это, понимаешь, персидский у нас – это одинаковые слова. Это одинаковые, а разговаривать... вообще это генетически. Осетины тоже, часть осетин, нахов, вот, в разных гаплогруппах перемешиваются. То есть даже языковая составляющая – это не так важно. У нас наша генетика, она полностью кавказская. Извините, я вас перебью. Я тут раз когда мы ездили, мы через Воронеж я ездил в на автобусе, мы ездили в Грузию, там в Армению мы ехали. Знаешь, мне вот один осетин был, чисто мой язык разговаривал. Я удивился, я говорю, слушай, ты не язык по национальности? Говорит, нет, это... Ну, он говорит,
я перс или кто он там национальный. Говорит, ну, опять я это, как осетин по национальности. Ну, мой язык чисто он разговаривал. Но ты не поймешь наш язык. Я тебе даже сейчас могу с тобой поговорить, ты даже его не поймешь, потому что у нас, вот, допустим, очень много даже взаимосвязи есть с чеченским языком, где мы от друг друга переняли. Допустим, вот у чеченцев будет двор на их языке керт, на нашем керт, а на вашем языцком как будет? Двор? Вот видишь, по-разному. Элементарно оружие на нашем будет герз, на их языке герз. По нашему твенг. Видишь, там ты не все поймешь на самом деле. Я просто в иранские эфиры тоже заходил, но я вот насчет генетики тоже хотел сказать. То, что у нас полностью она кавказская гаплогруппа, то есть Г2А1. И точно так же Г2 присутствует и у адыгов на Кавказе, и у абхазов, и у грузин. Да, у грузин, у адыгов. Ну, у вас есть также и G2, да? Она Да, G2, которая прям связывает нас. И вот эта Г, она и у нас тоже есть, хоть и в маленьких количествах, но тоже есть. То есть там по генетически как бы нельзя друг от друга, скажем так, абстрагироваться, потому что генетика показывает обратно. Даже вот это языковое, это еще надо разбираться, как оно. Да даже если вот язык у нас какой-то ираноязычный или что-то еще в этом роде, мне это абсолютно все равно. Я не сужу никого ни по религии, или по языку, или по народу. Потому что, прежде всего, я за что уважаю чеченцев? Не из-за того, что они мусульмане, я и сам не мусульманин, или какой-то другой веры. Я их уважаю из-за того, что они совместно, и точно так же конкретно нам помогали во время русско-кавказской войны. Это непосредственно раз. Во-вторых, я уважаю то, что у нас были совместные походы, то, что мы вместе воевали вместе с чеченскими предками, дзурзуками, против арабских завоевателей, против Византии также тут мы воевали вместе. И также, что чеченцы, как раз таки дзурзуки, что адыги, зихи и как раз таки мои предки аланы, мы вместе были также в Крыму, и там немало городов было. И до сих пор город Судак сохранился, Феодосина сохранилась. И я поэтому их уважаю за то, что мы испокон веков живем вместе, и мы очень сильно схожи. Что внешне мы схожи, и что вообще, можно сказать, обычаями даже схожи. И я желаю, на самом деле, чеченскому народу мира, процветания, и все, что в этой жизни хорошее есть, пусть Всевышний этим дарит. Аминь, аминь, аминь. Да. Знаешь, самый хороший язык, это самый это чеченский язык. Вот хотелось бы научиться, но тяжело для меня. Очень тяжело. Грузинский выучи тоже. Моди биджо, моди, садмити хасау. Грузинский знаю, ты не волнуйся. Армянский знаю. Курдский знаю. Грузинский знаешь, да? Да, чуть-чуть. Ой, так сказал я. Осетины это понятно. Осетины в плане общества и грузины это как будто одно и то же. И там единственное то, что с политикой немножко не срослось. А так вот если... Я вот недавно даже с осетинкой общался. Ну, она взрослая женщина. И она сама тоже на грузинском разговаривает. Да, меня, в принципе, это уже не удивляет. В 2008 году, да, когда ты начал это в 2008, когда война началась. Да, и 91 и 2008, да, это нас слишком отдалило друг от друга. 1917 и 18 года мы тоже не забываем. Там тоже... Как был геноцид нашего народа как раз-таки, когда хотели образовать Горскую Кавказскую конфедерацию народов, то есть должны были объединиться чеченцы, дагестанцы, осетины и черкесы. Но как раз... Осетины вроде не входили в эту конфедерацию. Входили. Там южная часть Осетии входила, Абхазия даже входила. Абхазия, да, а вот насчет осетин я вот что-то не помню, чтобы она входила. И Тапа Чермоев, один из лидеров, ну, бизнесменов вообще был, это чеченец, и Пшимах Хукоцев, адык, кабардинец, и осетин Ахмед Цаликов, которые вместе этому всему способствовали. Но не получилось. После они эмигрировали во Францию, к сожалению. Я посмотрю, ладно, хорошо. Ну, знаешь, в 2008 году, когда мне уже 18 лет было, я в армию ушел. Меня выкинули туда. Мы на границе стояли в Грузии, чтобы там на границе, чтобы тогда президент России Дмитрий Медведев был, если изменять память.
да, Дмитрий Медведев, он, короче, говорит, мы не лезем в эту войну, что сказать, пускай осетины и грузины сами разберутся, а потом как нас выкинули на границу, и давай. Представляешь, что... Да, понял. У меня очень интересный случай был. Это как бы не в обиду чеченцам. Это мне тогда было лет, наверное, 12, в 2008. Вот. И мы играли в футбол во дворе. И ко мне ингуш подходит, знакомый, и говорит, ты типа, ну ты же грузин, мы типа за вас, мы ингуши типа за вас. А это там типа чеченцы воюют. У меня вот такой вот интересный случай был. Ну это понятно. Чеченцы с грузинами не воюют. У чеченцев с грузинами вообще-то там делить у нас как бы нечего. А смысла нет воевать. Чеченцы, когда в русской армии, да, вот их в русской армии куда-то, я не знаю, там на кого-то направляют, да, вот тогда там могут быть чеченцы. Вот у нас, когда война была, на чеченцев напала Россия, там были и грузины, и черкесы, и украинцы, там, и белорусы, и все кто угодно, кто в России жил, да, включая ингушей даже, наших соседей, и потом самих уже в конце наших чеченцев. То есть на нас напали не эти народы, а вот кто у них является хозяином, там, вот те они и нападают. Вот точно так же, Я понимаю. когда мы как бы утратили свою государственность, ну, то есть власть над своим государством, и наш народ подпал уже под неволю, сегодня он в Украину куда-то чеченцев закидывает, это же не чеченцы воюют там. Там воюют русские солдаты чеченской национальности, но у чеченского народа вообще нету ничего как бы с украинцами, да, враждебного абсолютно. Вот такая ситуация. Это не как бы там, не в обиду, а просто разъяснить чисто вот ситуацию. Да, я понимаю. Я еще хотел бы добавить. Я говорил как бы в упрек, это просто как случай был. Я еще что хотел добавить, вот насчет, допустим, если на Кавказе что-то происходит, там, допустим, какое-то несправедливое отношение к кавказцам, вообще к Кавказу, и по этому поводу только чеченцы и высказываются на самом деле. Никто больше не высказывается, как я замечаю, со стороны, и это очень обидно, наоборот, как-то надо сплочаться и тоже всем вместе высказывать свое мнение и как-то отстаивать свои позиции. Вот за это еще хотел сказать. Да, знаешь, чеченцы сколько? 400 лет воевали или сколько? Да, 400 лет чеченцы воевали. Насколько я знаю, с 1766 года. С 1766 года. 400 лет, грубо сказать. Не. Да, если Ельцина послушать, этого алкаша. 12 мая 1997 года вот были мирный там договор, да, в Москве. Наш президент и президент России Ельцин. И там Ельцин четко комментирует это. То есть 400 лет войны, противостояния. Мы, короче, поставили точку. Там отныне мы будем мирным туда-сюда. И буквально через 2 года это как бы балабольство не оправдалось. Но факт то, что он там сам высказывает, что вот это 400-летнее противостояние. Кому интересно, в Ютубе можете набрать. Я смотрел. Знаешь, мне вот когда Басаев или Дудаев был, когда пришел к Ельцину, когда мирные переговоры, мирный договор заключали, Ельцин говорит, Дудаев был, Басаев был, я не знаю, и говорит, садись, он не сел, и говорит, я с тобой не сяду. Это после того, как уже убили Дудаева, да, после его гибели, вице-президент Яндербиев, он поехал туда на переговоры, и Ельцин попытался сесть во главе стола, а свою марионетку Завгаева, которого они назначили как бы оккупационный режим, вот этот в Чеченской республике,
его посадить напротив Яндарбиева. Типа вот эти чечены между собой там как бы разборки ведут, а мы вот русские хотим между ними там помирить их как бы, да? И на это Яндарбиев не согласился. Он сказал, что вы эту марионетку меня сажаете, у нас с вами идет война, и мы с вами должны договариваться. И вынудил его посадить сесть напротив себя, да, вот две воюющие стороны. Ну да, это... В тот момент, когда я хотел еще добавить, почему произошла вообще война в Чечне и как вообще она началась. Прежде всего, нас стравили, кавказцев всех, между собой. То есть нас с ингушами стравили, и какой момент такой, то что когда у нас, допустим, с ингушами был конфликт, и как раз-таки уже через Ингушетию проходили эти войска, потом еще с другой стороны проходили через Дагестан эти войска. И нам не давали объединяться никогда. Точно так же, чтобы вы понимали, вот зрители тоже смотрят, на Кавказе разобщили, допустим, карачаево-балкарцев с адыгами, нас, допустим, разобщили с грузинами и ингушами, чеченцев с аварцами, заселили в земли, допустим, элементарно в Алухе, Хасавюрта я даже не упоминаю, где акинцы живут. У меня очень много близких друзей оттуда. И аварцы, и дагестанские недавно народы много. попытались еще и с ингушами нас из-за земельного вот этого вопроса, да, там отдалить друг от друга как минимум. Да, но я когда понятно. закидываю чеченские карты, например, у себя на канале, там можете посмотреть, потом я скажу, как я записан. И мне потом часто пишут, либо это ингуши, либо, я не знаю, кто-то с левых аккаунтов пишет. Как то Мне пишут ингуши, то, что я История Аланс записан. И мне там пишут то, что якобы это не их земли, это они, говорят, типа потомки там каких-то монголоидов, кумыков, нагайцев, купчи, не купчи. Я все время блокирую. И вот такие люди, которые вот не хотят объединиться со своими братьями, они, наоборот, с нами хотят объединиться, вы понимаете? Хотя нас оскорбляют, задевают. Сам, к сожалению, это как бы я на это как на пацанчестве смотрю, правда, да, вот не только на то, что там с ингушами, вот это, даже то, что вот осетины, ингуши, этот конфликт, он искусственный, то есть вот этот искусственно созданный конфликт, его нужно в голове правильно разобрать. Да, там есть преступники, насильники, 5-е, 10-е, но весь народ не должен как бы это все, я не знаю, противопоставляться. То есть это вот такие конфликты, которые создаются и консервируются. Создал конфликт, законсервировал, создал конфликт, законсервировал. В нужное время раз ты его начинаешь как бы открывать эту банку консервную, и чтобы вот такая вот ситуация была, да, а русские становились как бы рефери, да, те, кто вот эти вот конфликты решает, там, паханами, вот эти какие-то между собой, там, дикие народы, они не могут, короче, наладить ситуацию. Если видите, там, миру еще, мы, если отсюда уйдем, они тут будут друг друга там грызть там и так далее. То есть это такая хитрая тактика. Ну, мне вот очень приятно, да, что вот осетинский друг, да, как у тебя здесь написано, да, Журбинский, что у тебя хорошее очень вот это политическое понимание, да, историческое, как бы кто на Кавказе, кто свои, кто там нас завоевывает, там, просто респект тебе от меня. Нам нужно объединяться, и я тоже это объясняю ингушам, они не понимают меня. Они мне говорят, типа, вот, вы, типа, нас боитесь, поэтому ты за Кавказ объединяешься, что-то еще в этом роде. Даже если какой-то конфликт или война, что-то, не дай бог, произойдет, мы все равно сами на этих землях не будем жить. Там найдут кого заселить. Они сами туда заселятся. И просто пытаются нас разобщить таким образом. И когда говорят, типа, хорошо, если, говорит, ты за Кавказ, типа, за объединение Кавказа, ты, говорит, нам тогда вернешь, говорит, наш пригородный район, там что-то в этом роде. Я говорю, когда будет объединенный Кавказ, это вот весь Кавказ будет нашими общими землями. Тут нету разницы, допустим,
Осетия, Ингушетия, Дагестан, какие-то территории, типа чьи-то, не чьи-то. Это будет наша одна большая семья. И вы представляете, насколько нас Бог создал такими людьми, то, что у кавказцев именно есть вот такие обычаи, где уважать, например, старших нужно, то, что нас Он одарил именно таким, то, что нужно держаться всем за друг друга. Элементарно, когда мы видим, допустим, в других городах, я даже когда 06-й регион вижу, я всегда подхожу, я радуюсь этому, потому что Кавказ, мы одно целое, и мы должны держаться за друг друга. Вот, ну, я вот так хотел это объяснить, то, что мы должны жить все в мире, понимании и любви к друг другу, и постоянно этому молюсь, и постоянно желаю Кавказу только мира, потому что, ну, я не знаю, но религия сильно различает людей. Типа вот когда узнали, что я не мусульманин, то на меня начали нагнетать. Будь ты проклят, будь ты что, ты, говорит, прими ислам, мы, говорит, тогда поверим, что ты за Кавказ. И я думаю, вау, неужели мы судим людей по религии, где на Кавказе всегда честь и достоинство твое, и слово, сказанное тобой, было всегда на первом месте. А ты осетинский родновер, да? Да, я исповедую веру предков, Уаздин. То есть, смотри, я традиционалист, я знаю, что есть Бог, но я живу по нашим традициям. То, что для моих обычаев есть хорошо, я стараюсь их и придерживаться своей веры. Ритуалов, не ритуалов своей веры. И многие осетины также сейчас возвращаются, слава Богу, к этому. А так вы крещенные все, наверное, да? Нет, ни в коем случае. У нас большая часть держится за веру предков. А в детстве не крестили, да? Нет, ни в коем случае. Моя семья против христианства и ислама вообще в целом. Угу. Ну, в принципе, в этом плане у вас хорошо, да, в этом плане. То, что если вам придерживаются христианства, то у вас, ну, тогда должна быть осетинская автокефалия хотя бы, когда ты можешь молиться на своем осетинском языке. Но у нас христиане только на родном и молятся. Нет, я про христианство говорю именно. Ну да, я тоже про христианство. Только на родном они и молятся. Когда, допустим, зайдешь в осетинскую церковь, у нас Библии на осетинском написаны. Еще давно написаны. Ну хорошо, да, ладно. Мы Я имею в виду то, что именно там осетинская церковь уже относится к русской православной церкви же. Вот это печально на самом деле. До этого, всего до русско-кавказской войны, у нас были католики, но нас насильно христианизировали под православных, если честно. Если говорить по факту, как оно есть. Жирнинский, дигорцы, они все мусульмане? Нет, большинство из них не мусульмане, как раз таки. Это я не знаю, откуда взялось то, что дигорцы мусульмане, большинство из них мусульмане. Хоть даже если мусульмане есть, но они все равно придерживаются и наших обычаев. Они по большей степени на стороне наших обычаев. Даже как наш муфтий говорит всегда, я, говорит, прежде всего осетин, говорит, а после этого, говорит, я, говорит, мусульманин. Добрый вечер. Он, наверное, стримы не смотрел Хармата. Добрый вечер, да. Джеребинский, кстати, а вот ты говоришь, что ты встречался там с осетинами, которые мусульмане. Они, получается, неофиты, новообращенные были? Или с рождения? Новообращенные. И с многими из них я разговаривал тоже. И вот я следил за Бхарматом тоже, какие вопросы он поднимал. Такие же вопросы я задавал нашим мусульманам. И слава Богу, 14 мусульман из Осетии я вот просто избавил от ислама. Дэйв, отключи, пожалуйста, микрофон, там у тебя на фоне очень сильно слышно. Меня многие, кстати, порицали, оскорбляли то, что я, допустим, там больше за осетинскую верование говорю на канале. Но почему я не должен о ней говорить? Это моя вера. И многие прям осуждали. И христиане меня осуждали, и осуждали меня и мусульмане. Как будто у нас вот на фоне религии... Единственная наша проблема в Осетии... Будут осуждать, да. Единственная проблема в нашей республике на самом деле это вот тема религии.
То, что не можем сойтись нормально. Не, мы живем нормально, все друг друга уважаем, но иногда бывают такие моменты, когда, допустим, там исламские праздники закидывают в социальные сети, то многие их осуждают конкретно, предателями называют. То, что вы такие, или христианские, когда бывают, тоже осуждающие бывают, потому что они там поднимают флаги России. Типа, какие флаги России вы можете поднимать, или под русские песни там ходить. Вот, можно вопрос тебе задать, брат мой? У нас вот наша религия, нас считают вообще в исламе безбожники. У нас говорят, что езидизм, мы езиды, у нас нету пророка своего, у нас нету веры своего. Например, нас убивать, это даже хорошо, что нас убивают, наших жен увести, наших детей убивать. Понимаешь, вот в чем проблема. Вот даже мы возьмем между двух народов, да, мусульмане, сунниты и шииты, тоже 24 часа друг друга убивают. Даже вот возьми два христианства, атеизм и Евангелие, тоже такая же. Вот в чем проблема. Вернее, католицизм. Атеизм это уже как ветвь христианства, да? Да, он перепутал. Не атеизм, это как евангелище, католище, извините, я перепутал. Ладно. Да, вот в чем проблема. Знаешь, религия такая, это вообще для людей больная тема. Больная тема для людей вообще. Когда вот ты сидишь и, короче, говоришь, хочешь ты, например, это ислам, например, хочешь, так сказать, оскорбить или как его, унизить, или как там говорится. И так, знаешь, что ученые говорят, ислама говорят, или он Коран не может читать, или он не араб по национальности. Вот такая у них разговор идет про ислам. Вот, Ибн Таймия, как говорил, там то, что есть арабы и есть аджамы. То есть аджамы это те, которые приняли ислам, но не являются арабами. Можно я вот отвечу на вопрос? Смотри, кто родноверы, как он понял истинность своей веры, какие источники, чтобы ознакомиться. Смотри, я тебе скажу один момент. Нам не нужны какие-то источники или святые книги в этом. Мы в этом не нуждаемся, это во-первых. Второй момент, какой я тебе объясню, то, что у нас это передается из поколения в поколение. То есть это у нас передается на устном. Нам не нужны какие-то святые книги. Если бы реально бы Бог какое-то откровение давал бы, Он бы это дал всем абсолютно народам. И сделал бы это на всех языках народа, чтобы каждый мог молиться одинаково. Я не знаю, я знаю, что точно есть Бог, но я просто живу по нашим обычаям. Я не могу свидетельствовать о том, что я лично не видел. Допустим, я не видел пророка Мухаммада или Иисуса Христа. Как я могу об этом свидетельствовать? Получается, я балабол какой-то. Вот тоже вот этот момент я не догоняю. Когда я им об этом говорю, но это же по цепочке передавалось тоже, как и у нас, говорит. Я говорю, там все-таки, извиняюсь, что перебил, правильный должно быть, я верю, то есть когда шахаду, скажем так, произносит человек, я верю, что есть там пророк, и что есть, вернее, что есть там Аллах, и что есть посланник. Слово свидетельство туда применять, это вообще нелогично. Потому что свидетельство, это значит, ты являешься свидетелем, ты это подтверждаешь, как будто бы ты видел это все. Конечно, и я им тоже за это говорю. Я говорю, ты же лично это не видел, как ты можешь об этом свидетельствовать? Ты же себя кавказцем называешь. То есть, получается, ты вот просто на пустом месте себя же просто балаболом выставил. Тебе от самого себя вот, не стыдно, что ты вот такие вещи говоришь? Он мне говорит, нет, говорит. Я и не понимаю таких людей. Как можно? Вот мы лично знаем, что есть Бог. Вот кто-нибудь, если в Осетии будет, я вас могу повести на 3 слезы Бога наши, на 3 святых места наших и показать, как мы молимся, что мы проводим. И у нас даже, вот мы возьмем наш осетинский язык элементарно, мы когда даже здороваемся, мы говорим «Байрай», «Арфе гонду», типа «приветствую тебя» и «будь благословенным» у нас говорят. И у нас вот все непосредственно с нашим языком элементарно даже связано с Богом.
И, не знаю, там такие моменты, которые ты даже не поймешь на самом деле. А они когда вот говорят то, что вот есть конкретика, есть это все, но лично они же не видели этого всего, этих событий не видели. Возможно, вот сколько событий произошло. Вы элементарно понимаете то, что даже возьмем 1800 год, как за 100 лет мы дошли уже до того, что мы вот так между собой разговариваем, как появилось электричество. Ведь лучших людей, которые вот были создателями, допустим, определенных вещей каких-то, их же истребляли, их же сразу власти к себе забирали. Элементарно наша планета, она даже не полностью изучена, чтобы вы понимали. Вот то, что есть страны, которые мы знаем, есть которые материки, 7 материков, которых мы знаем, но мы же не знаем, что есть за Антарктидой, например, или за другими странами. Нас туда не пускают. И для нас Осетин, вся наша земля, это наш, это наше святое место. Нам не нужны какие-то святые там церкви, мечети или что-то еще в этом роде. Наша земля, это вот наша земля, то, что нам дал Бог. И мы довольны этим. Дружище, это понятно, да? Можно я тебя перебью? Вот я услышал от тебя, вот у тебя такой научный подход к этому всему. Я надеюсь, что он не такой, не псевдонаучный, не как на РЕН-ТВ, а вот основан на документах, на фактах максимально. И мне бы честно, я не осетин, но мне бы честно хотелось бы для будущего, чтобы ты вот как можно больше задокументировал вот этого всего, написал какие-то книги, учения научные на вот эту тему. Потому что если что-то случится, понимаешь, у ислама есть власть, люди, то есть есть ресурсы людские, там, финансовые и прочие, он может, как история показывает, захватить. И культура будет потеряна. Постарайся как-то вот это все, пока есть время, задокументировать. Делаю, кстати, я могу рассказать тоже элементарно, допустим, за смысл наших 3 пирогов. Смотрите, вот у нас, когда делают, мы перед молитвой делаем 3 пирога, и вот у нас 3 пирога. Почему 3 пирога? Первый бог у нас символизируется с Богом. И когда он у нас первый пирог символизируется с Богом, второй с солнцем, а третий с землей у нас символизируется. И вот почему так идет? Когда у нас умирает человек, у нас бывает 2 пирога, то есть там остается Бог и остается земля. И момент какой? Момент такой, то, что когда говорим мы, допустим, человек умирает, мы говорим «рухсак-у». И если мы будем обратно читать смысл, то там получается «живое солнце гасху» на нашем означает. То есть изначально, чтобы вы понимали, мы же появляемся от земли, то есть от матери. Это у нас третий пирог. Второй пирог у нас солнце. Мы точно так же по нашим обычаям, как и солнце, должны мы давать тепло друг другу. Как-то по обычаям сплочать народы и сплочать вообще в целом наш народ, чтобы мы были в единстве. И третье, это уже Бог. И мы должны точно так же молиться Богу, когда уже будем более-менее в таком осознанном возрасте. И вот когда, допустим, мы едем на наши могилы, мы кладем ладонь. Когда мы кладем ладонь, сколько элементов в жизни вы знаете? То есть первые элементы для нас это прежде всего вода есть земля, есть воздух, есть солнце и огонь. И у нас настолько смысла вот в нашем уаздине, что просто просто голову ломает. И вот это все сходится вот с нынешними реалиями. Вот об этом я хотел сказать. И я пишу книгу, кстати, по этому поводу тоже. И дай бог выпущу. Джебельский, а насчет языка, как вообще обстоят дела у вас? У вас младшее поколение разговаривает на вашем языке? На самом деле, вот городские, допустим, с Владикавказа, очень мало кто уже разговаривает. У нас идет конкретная русификация, к большому сожалению. И мы стараемся тоже это как-то поддерживать, чтобы больше говорили на осетинском языке, чтобы все делалось на осетинском языке. А так, в большинстве, нет, даже не в большинстве, я бы сказал, где-то около 30% в городе даже не говорят на осетинском. Ну, они понимают, но не разговаривают. Вот в чем момент. Я хотел, я вот писал до этого, сейчас зашел, хотел узнать, вот осетин парень, который говорил, слышно, да, меня? Да, слышно. Я хотел узнать, вот ты говоришь, у нас, допустим, такие традиции. Это примерно с каких годов идут традиции, вот, с пирогами, с какими-то
вот такими культами. Ну, допустим, есть ли этой традиции 1000 лет? Конечно, им намного больше, я бы тебе даже сказал. Ну Я вот вот я хочу изучал... сказать просто с точки зрения историографии, если посмотреть, традиции же имеют обыкновение меняться. То есть люди, если мы верим в консенсус научный, да, люди, получается, были первобытные, потом развивались в процессе эволюции. Ну, у самых первых людей не было таких традиций, потом были определенные, потом менялись. Почему конкретно вот какие-то закрепившиеся традиции современности, которые распространяют, ты считаешь истинными, да? Потому что в первую очередь есть письменные источники. Например, вот мы считаем и мы знаем, что мы потомки скифов, сарматов и алан. И когда ты смотришь, люди, ну, допустим, как сказать, археологи, историки, что писали про них и про их верования, мы когда сравниваем, у нас один в один, вот элементарно у нас со скифами прям очень сильно схожи наши обычаи. Не, это я понимаю. Я И просто мы имею в виду, просто что 15 отталкиваемся. тысяч... А насколько древние, я тебе не смогу сказать на самом Я деле. просто говорю то, что язык имеет обыкновение меняться. Допустим, древнерусские летописи и русский язык сейчас совершенно абсолютно разные вещи. То есть язык меняется, традиции меняются. Просто вы так утверждаете, я слышал, ты говоришь, когда мусульмане свидетельствуют, что есть там, Всевышний, и то, что Мухаммад, его посланник, это как бы какой-то, ну, ты назвал это балабольством, да, а потом при этом ты говоришь, я традиционалист, я верю, что есть Бог, но верю в традиции. Ну, то есть с точки зрения философии есть вообще такие направления, которые могут отрицать вообще всю реальность. То есть ты можешь сказать, я вижу это, а ты, ну, как бы с точки зрения философии ты тоже можешь балаболить. То есть это так, если Смотри, подходить тут и все я... ставить под сомнение, но это очень странно, честно говоря. Ты не Все под понимаешь сомнение один ставить. момент, смотри, ты не понимаешь один момент такой, что мне вообще абсолютно все равно на религию ислам и на христианство. Я тебе объясню почему. Потому что это не связано никак с моим народом. А то, что связано с моим народом, я того и придерживаюсь. Я не считаю своих предков там глупыми какими-то, чтобы они были какие-то там глупые, что они ничего не знали, ни к чему не стремились. Понимаешь? Это мое личное, это мой Не, я идеал. понимаю. Просто ты, короче, как националист, получается. Да, именно так. Ну, как бы я просто этого не понимал никогда. Всегда пытался людям задать вопрос, как, ну, что их Не надо сподвигает. таким ярлыком ставить, вы националист. Что это Не, я такое? задаю Вы вопрос, я задал националист. вопрос. Я вопрос задал, вы националист? Он мне говорит, да, я не утверждал. Нет, не отвечай, Жребинский, не отвечай так, что ты националист. Он и специально ярлык ставит, вот вы Не, националист. я не ставлю. Не, я же продолжу речь. Я хотел сказать, ну, задавал много людям вопрос, что сподвигает, ну, то есть людей, значит, быть националистом, ну, есть какие-то такие действия. Я не говорю, что нацистам ненавидеть всех, просто, на мой взгляд, просто гордиться, что ты родился в определенном этносе, это то же самое, что гордиться, что ты родился во вторник или там 13 числа. Это просто от тебя независящее. Хорошо, ты гордись, что родился во вторник. Мы Нет, будем я не гордиться, горжусь, что я мы говорю, родились это то же самое, просто для это народа. от тебя независящее, это что-то от тебя независящее. Смотри. Хорошо, ты Но я... гордись то, что родился во вторник. Мы будем гордиться то, что мы родились в своих народах. Ты меня не услышал, наверное, я же не это сказал. Не надо принижать, пожалуйста, национальную принадлежность человека. Не, Ты я не сейчас принижаю, я говорю просто, что... Ты левацкие вот эти вот свои разговоры прекращай, пожалуйста. Какие левацкие... Подождите, здесь есть администрация и будет контролировать, если кто-то будет нарушать правила, поэтому дайте человеку высказаться, что он хочет сказать. Я просто, насколько мне известно... Будет отвечать. Насколько мне известно, вот эта национальная идея в плане политической нации, то есть до этого, тысячелетия назад, люди боролись просто за земли. Потом, когда авраамические религии пришли в Европу, уже под эгидой христианства было там. До этого в Древней Греции они просто за земли воевали. Карфаген, Греция, то есть Пир, они все воевали за землю. А потом
не помню, то ли в 18 то ли в 19 веке во время французской революции подняли люди обычно идею нации и восстали против короля. То есть нация была против короля. И с тех пор начала политическая нация развиваться и получила свое, знаете, такое итоговое развитие уже в 20 веке, когда начали развиваться национальные идеи в Европе, в Италии, в Германии. Вот. Ну, просто это не то, чтобы всю жизнь было, и люди как-то воевали за свою нацию. Были этносы, были традиции в определенных кругах, это понятно. И чероки в Америке, и индийцы в Индии, знаете, и тайцы, и все-все-все. То есть, например, знаете, нации такой, как французы, нет. Там есть бретонцы, корсиканцы. То есть, это политическая нация, граждане Франции. А везде есть разные этносы. А нация – это просто людей, на мой взгляд, делят на нации, чтобы им было легче управлять. Ну, почему бы не жить всем просто в мире, в космополитическом мире? Подожди, смотри. Если ты вот осетину говоришь, зачем гордиться своей нацией, если от тебя это не зависело? Если он не будет гордиться, и любой другой не будет гордиться, хотя бы гордиться, не говорить там то, что моя нация возвышена, там все такое, а просто гордиться. Ну, как ты говоришь, что не надо это делать, потому что мы же в космополитическом мире живем. Не, я не так сказал. Ну, ты к этому ведешь, что от нас это не зависело, зачем нам этим гордиться? Ты же так сказал, правильно? Я не сказал, что мы живем в космополитическом мире. Я говорю, почему Нет. бы... Ты Я сказал, почему что бы от не нас жить. это не зависит, зачем Да, нам это от этим нас не гордиться? зависит. Правильно? Ты так же сказал? Я задал вопрос, да. Ну, ты к этому ведешь. Ну, а что я это неправильно говорю? Не, Я вот могу и- дословно сказать, И- как он и- сказал. Он сказал, этим гордиться все равно, что гордиться тем, что я родился во вторник. Да, Вот он да, сказал. и поэтому... Не что я просто говорю, принижает, это вещи, получается. которые от тебя не зависят. То есть Да, родиться в один получается, день. принижает гордость именно за свою национальность. Принижает. Потому что вот родился во вторник, там, это пустяк. Нет, и вот смотрите, Что нет, хорошо. что нет? Ты к этому же ведешь. Смотрите, вот мы размыли, да, там, нации, размыли культуры. И на каком языке нам говорить? На русском? Нет, вы не поняли, понимаете. Вот Люди именно, везде, вот это везде я хотел язык сказать. формируется, он тысячелетиями и меняется. То есть старый английский язык и современный английский, они вообще не похожи. Старый испанский и современный Ну, испанский. То есть не это- похоже, знаете, потому это-то что раньше был понятно. латинский язык. То есть язык, он будет меняться в любом случае, и будут добавляться новые слова. Ну, потому что народы, Ну, они всегда смотрите. пригранично смешиваются. Например, север Смотрите. Италии – это немцы. Давайте мы вот сейчас Какие немцы, что ты несешь? Нет, на утрачиваем. севере Италии живут немцы. Ну, Никакие там этнически. немцы не живут. Не надо бред, пожалуйста, говорить. К примеру, вот гипотетически, да, там, ну давайте мы вот утратили свои культуры, свои там любовь к своим предкам, к своей культуре, к нации, короче, к языку. И что мы теперь русскими должны стать, я не пойму, или кем мы становимся? Так, если честно, по идее, так и должно произойти. Я так полагаю, что лет через там 150-200 россияне это будет такой кавказский генотип. То есть сами славяне, они как бы по себе уйдут в небытие. Потому что надо рожать детей, чтобы существовать. Кавказцам еще 200 лет надо рожать детей, чтобы русских переплюнуть. Что ты говоришь? Нет, Ну, а достаточно поляки вот тоже через славяне. 80 лет. Ну смотри, вот в классе 30 Он про девочек. Россию говорит. именно. 30 девочек, и никто там 5 родило, например, или там 10 человек. Человек живет там, женщина может рожать только до 40 лет. Все. То есть через 80 лет сменится поколение, и все, приехали. Я вот о чем говорю. А вот русские готовы, например, принять там англосаксонскую культуру, там, например, забыть про все свое и перейти, например, на англоязычную там, и на культурно тоже. Ну, дело в том, что англосаксонская культура и американская культура, она уже с 90-х годов, она, в принципе, и просачивалась в Россию, в Японию, в Западную Европу. То есть мы носим джинсы, которые носили американские пастухи.
там, слушая какие-то песни, фильмы Не, показывают ну по телевизору. вопрос же понятен, да? Вот готовы, Это например, точно. русские. Ну, даже не то, что готов, это само по себе происходит, они, может, даже этого не замечают. То есть уже никто не носит косоворотки и лапти, как носили древние славяне. Ну, то есть в любом случае меняется культура. То есть то, что мы сейчас видим, сохраняем. Вот вы знаете, на Кавказе лезгинку, лезгинка как в современном виде, когда мужчины танцуют с женщинами, вот так открыто, какие-то такие пошлые движения делают, это все развивали ансамбли в Советском Союзе. А до этого, то есть это был больше как ритуальный танец перед боем или какой-то подобный. Ну, не было такого, как сегодня мы видим на Кавказе. Это в Советском Союзе, то есть танцевальные ансамбли развивали вот этот танец кавказский. Ну, я имею в виду... Что ты несешь? Это вообще какой-то бред. Просто какой-то бред. Нет. Нет, я не говорю про сталинское время. Я говорю про Советский Союз, когда только начался, когда они только начались, у них была политика, они пытались национальные, как бы, допустим, в Украине украинский язык не истребляли, когда только присоединили ее. Это было при Сталине, я знаю, что притесняли, да, это все было. А потом, честно говоря, не помню, как его звали, чеченский танцор известный у него, он еще был известен тем, что он никогда не снимал папаху. Исымбаев. Например, он продвигал лезгинку. И ну, многие, то есть с Кавказа советские танцоры, они продвигали и, ну, знаете, создавали новый танец, можно сказать. Смотри, я тебе расскажу, что у меня произошло абсолютно недавно. Мы были в Москве. Я поехал с нашей группой одной, и мы поехали в Москву, там у нас был концерт. В итоге потанцевали все, и мы решили на Красную площадь пойти. Мы пошли в черкесках, то есть в национальных кавказских одеждах. И нас по Красной площади останавливают мусора, которые нам говорят, типа, мы не имеем права в таком виде здесь ходить. Почему, как ты думаешь, они так говорят нам? Из-за своего национализма и из-за неприязни к кавказцам. Это естественно. И как бы я понимаю, почему они так делают. Ну, то есть я это не поддерживаю, я сам... Но хорошо, ты русский, да? Нет, я не русский. А чем вообще плохо, если каждый народ будет вот иметь свою какую-то изюминку, да? То есть... Ни в чем не плохо, я не про это. Я бы согласен, что разные культуры это очень интересно, это как бы здорово. Просто я отношусь к мусульманам, то есть мне всегда просто неприятно бывает заходить и слышать какие-то оскорбления в сторону ислама. То есть как бы я согласен, но очень интересно. Скажите, когда можно будет вопрос? Сразу, если бы вы эту тему как бы раскрыли, то нам бы не пришлось бы здесь мучиться. Смотри, можно тебе вопрос? Так, давай по очереди. Сейчас я ему просто вопрос задам, я извиняюсь, что перебил, брат. Можно к тебе вопрос? Да, ты мусульманин, да? Я отношу себя, да. Да, ты себя относишь к мусульманам. Смотри, допустим, вот элементарно, когда я выкладываю за наши обычаи в Инстаграм к себе на канал, то почему мне мусульмане пишут то, что ислам только истина, Аллах истина? Потому что они в это верят. А зачем тогда вы оскорбляете, допустим, мою веру таким образом? Пытаетесь как-то задеть то, что моя вера, допустим, она не истинная. Раз ты говоришь о том, что типа якобы мусульмане я лично не оскорблял твою веру. Ну, это как бы... Почему люди, допустим, из твоей религии так поступают? Это, знаешь, в чем ключевая ошибка? Ты делаешь акцент на том, что они, мусульмане. То есть они росли где-то в каком-то окружении, где им что-то прививали. Это же не всегда все зависит от ислама. Где-то, допустим, оманские мусульмане и американские, они будут разные. Где-то помягче, где-то пожестче. Так если в Коране тебе написано в суре 9, аяте 29, то, что тебе не мусульманин не будет другом и братом. О чем это говорит? Во-первых, я могу... Сражайтесь с ними, пока там вся религия... Собственноручно не будут. Я понял, о чем вы говорите.
дань, будучи униженными. Ну, я хочу сказать о том, что я ни с кем не сражаюсь, и могу сказать, что у всех авраамических религий в их священных текстах есть огромные тома толкований и в христианстве, и в Талмуде, и в Коране. Смотри, Сейчас, дело в подожди том, секунду, я что отвечу. Ну ладно, говори. вот эти другие авраамические религии, они давно отошли, и у них, если там что-то где-то прописано, то это для какой-то вот этой личности на тот период там где-то остается. А с исламом у нас в чем проблема? В том, что это как бы до судного дня закон, там сунна и так далее для всех. Считается, что да. Да, там необходимо исполнять. И тут как бы у нас получается такая ситуация, что ты хочешь не хочешь, должен этому следовать. Ну, ты как бы, если принимаешь ислам как истину, да, нужно исследовать, естественно, как любую религию принимаешь как истину, Ну вот должен поэтому исследовать. 9.29 нам говорит об этом, 4.24 нам позволяет изнасиловать замужних женщин. Я не могу сказать, я не разбираюсь глубоко в священных текстах, но я могу сказать, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, заключал мирные договоры и с иудеями, и с христианами. Была, если я не ошибаюсь, так называемая Мединская или Мекканская конституция, которую он заключил, и вот эту, ну, как говорят, налог неверующих джизья, который постоянно поднимают в разговорах, он меньше, чем, например, налоги в России сейчас и в странах Европы. Я просто хочу сказать, что то есть так демонизируют ислам, это, знаете, тоже просто, интересно. Это тебя просто пытаются там облапошить, да? Там вообще сам смысл в том, чтобы брать джизью, и еще ты должен быть униженным. Это делается для того, чтобы ты как бы вынудить тебя вместо того, чтобы быть униженным там и собственноручно платить вот так вот эту дань, да, в крупных размерах, чтобы ты как бы перескочил резко как бы на другие религиозные. Ну, ты имеешь в виду с тех, кто под жизнью на ислам, да? Да, и чтобы тебе потом было комфортно там. То есть это я не для того, чтобы наоборот. Тогда наоборот все из ислама будут туда перепрыгивать, потому что платить вообще не надо. Не, проблема в том, что было бы, если так, но по-другому, потому что закят, он платится или в таком же процентном размере, как джизья, или чуть-чуть выше. Поэтому вы можете с тем ознакомиться, то есть, как бы, мне нечего думать. Ну, как раз таки Закят ты не знаком с этим. Закят и джизья – это налоги, и тот налогом является. Закат – это налог, а джизья – это дань. Когда ты, будучи униженным, там где-то на коленях должен ползать и вот так униженным. Ну, я не знаю, это откуда у тебя информация про колени. Еще в женщинах, в безбородых мальчиках, там, то есть... честно говоря, я впервые слышу, что нужно быть униженным, платя джизью. Надо изучать. То, что я изучал, такого не было. Я могу зачитать, если ты не читал. Там именно подчеркнуто, будучи унижен. Я понимаю. Толкование все равно нужно будет потом ознакомиться. 9.29 я запомнил. Я, если что, ознакомлюсь с толкованием несколькими. Вот. Просто хочу сказать, на практике как было, так не было. Потому что когда ислам приходил в земли и завоевывал их, некоторые земли сдавались без боя, потому что джизья, как налог, она была не такой большой, как налог, который они платили. Потому что, обычный правитель несправедлив. Опять тебя обманули, потому что джизья, еще раз, зачем платится джизья? Чтобы ты как бы вынужденно... это догадки, то есть нет же обоснования, что она должна платиться. Получается, в Коране все просто пишут догадки. Я имею в виду то, что нужно из-за этого... Вы что, ребята? У тебя какое звание? Какой-нибудь профессор, у которого есть доступ к архиву. Подождите, звание, неважно. Пусть у тебя какое звание? Офицер.
пускай он будет офицером, нам без разницы. То есть нам важно вот именно вот эта вот тема, да, ее разъяснить. И тут без разницы. Ты говорил зачитать, да? Да, в каком звании этот самый. Если нужно, не проблема зачитать сейчас 9.29 и привести. Тавсир ибн Кассира. Могу зачитать, если хочешь. Да, если не трудно. Если есть под рукой, давайте. Сейчас, минутку, извините. Сохранение осетинского языка вам тоже желаю. Жебинский взаимно. Приходи, как бы не пропадай, заходи. Все, я подписался, если что. Приходи, будучи свободным. Доброго вечера всем. Вот, открылась Тавсир ибн Кассира. Сражайтесь с теми из людей Писания, которые не веруют ни в Аллаха, ни в последний день, и которые не считают запретным то, что запретил Аллах и его посланник, которые не исповедуют истинную религию, пока они не станут собственноручно платить дань, оставаясь униженными. У Ибн Кассира описывается пакт Умара. Вот. То, что не мусульманам, ну и, по крайней мере, христианам нельзя было строить церкви, нельзя было ремонтировать церкви, нельзя было богослужение делать, чтобы это слышали мусульмане, там, и все вот остальное. Ну, там все это, в принципе, делается с целью, чтобы ты перешел в ислам. А наоборот, какие-то ништяки, да, которые тебе облегчают твое вот это положение, они тебя, наоборот, мотивируют делать обратное. Это там, я не знаю, вообще с легкостью можно понять, да, логику этого всего. Всех приветствую. Машур, приветствую. Хорошо. Есть вопрос один, хотел вам сказать, точнее, одно. У меня многие друзья мусульмане, но когда я такие вопросы задаю, там такие углубленные, никто не знает, никто не верит из моих друзей. Даже сегодня другу говорю, что вот так есть в Коране, допустим, ислам, настоящий ислам не признает вот эти праздники, Новый год, как Ноурус, эти все там и так далее. Я говорю, они не признают. Они говорят, нет, это неправда, это неправда. Я говорю, а вот знаете, что пророк Мухаммад, он обзывал тех, кто любил краситься, там, либо там духи использовал, тоже нет, это неправда. Вам не кажется, что это уже тупизм? Они просто вот, я не знаю, как вам объяснить, но они считают себя мусульманами, гордятся, что мусульмане, но
при этом за ислам вообще ничего не знают, вообще не понимают и не вникают. Вот этот маразм не могу понять, просто у меня в голове не укладывается. Ну, я всю жизнь был мусульманином, да, но я любил всегда правде в глаза смотреть. Вы хотите знать, с чем это связано? Так, один момент. Здесь вот в комментариях один петушица какой-то, Азиз или Азиза. Если хочешь какую-то позицию отстоять, то вот сюда заходи. Нормально, по-человечески можешь подискутировать, свое какое-то негодование проявить. Так, я закончил. Я вот не могу понять до сих пор. Не могу понять. Они гордятся, что мусульмане, но при этом ничего не знают за ислам. Ну, каждый человек, он в религии ищет свое. Вот Потому они что не увидели там знают что-то арабский. хорошее. Что-то хорошее увидели, они к этому стремятся и боятся это потерять, потому что они вот верят в шайтанов, во всякую. Якобы это победит в материальном мире, они видят беспорядок, и вот они ищут. А другого ориентира у них нету. Что-то хорошее. Нету другой религии, им альтернативы нету. Они в этой культуре выращены, так или иначе. Я вот, сука, пытаюсь объяснять, ребята, вот так. В исламе нельзя... В исламе, например, нету возрастных ограничений. Нет, это неправда, это не так. Альхамдулилля, мы мусульмане, вот эта вот гордыня меня немножко уже бесит, да, и я вот тоже объясняю по-человечески, да, что там есть много запретов, которые нельзя делать, да, вообще не врубаются. Не знаю, как уже объяснить. А ты казах, да? Я кыргыз. Кыргыз. Угу. Просто вот я тоже разъясню, да, там по ситуации, по чеченцам, скажем так. Люди, которые здесь сейчас комментируют, вот эти всякие гадости пишут, там посылают. Просто в понимании многих, вот как сейчас про 9.29, какие-то, я не знаю, нежные, розовые, пушистые джизи, которые меньше как бы по сумме, да, чем закат и так далее, вот эти сказки. Вот люди, они в основном наслышаны вот таких сказок. То есть я имею в виду, вот, например, чеченское общество. И как бы все вот более так подогнано, да, там культуре, вот такой, ну, скажем так, обман, да, происходит, лукавство. И поэтому многие они не понимают действительно, когда сейчас какие-то вот эти вещи здесь мы озвучиваем, там получается так, что человек впервые слышит и думает, что там евреи какие-то написали какой-то аят, и что какой-то еврейский аят или хадис кто-то зачитывает. Вот в этом проблема огромная. Те, кто уже более в этой теме, да, уже на следующем уровне, да, там уже полностью там салафит, изучил, короче, хадисы, аяты, там всякие тафсиры, они уже понимают это, но там уже заднего хода нет, потому что пациент уже вник туда, как бы с головой ушел, уже глаза стеклянные и начинают Диагноз. как бы, да, за это дело топить. Но большинство не понимает, не осознает и воспринимает Я и говорю. все во штыки. Да, воспринимается все во штыки. То есть там человек не слышал никогда какие-то вещи, ему, как и мне, всю жизнь там разъясняли, что оказывается там я не знаю, кому-то не навреди, не укради, там не ври. Вот такие вещи там из христианства откуда-то, из буддизма. А на самом деле, когда ты начинаешь ковырять вот эту всю тему, там совершенно другое тебе открывается.
Да, Да, радио маршал. Извините, говорите, ладно. получается. Поэтому так получается. Ну, я от себя хотел бы добавить, у меня с каждым днем все больше и больше отвращения к исламу, да, честно говоря, вот, как, да простит меня Господь, хотя Аллах для меня уже больше не существует, потому что настоящий Бог, он такой бред не будет писать в исламе, не будет навязывать такую идеологию, не будет запугивать людей всякими адами, да, за то, что человек не знает арабского языка, за то, что человек не хочет следовать, извините за мой грубый язык, за арабскую идеологию, да, вот там, так скажу вам. То есть с ислама я не сразу вышел, но я постепенно, с годами, постепенно анализировал, обдумывал, размышлял. И вот так. Я не стал сразу уходить. Я постепенно наблюдал долгое время, да, особенно за фанатиками, которые бьют себя в грудь, вот эти турбомусульмане. Альхамдулилля, мусульманина, да-сюда, короче, вот эти корявые понты, ну, конечно, сами понимаете. И я просто по принципу пошел, просто, знаете, вот принципиально. Сейчас у меня уже отвращение к этим фанатизмам, всяким хадисам, аятам. Аллах любит то, Аллах любит все. А как мы знаем, если мы Аллаха не видели? И я считаю, что вот эти основатели ислама, которые придумали весь этот бред, всякие хадисы, там, это все полный вымысел уже для меня. Вот смотри, внизу пишет один киргиз, ты никогда не был в исламе. Вот, и слава Богу. Эдмунд Дантес пишет, 680. Вот его, если сейчас поднять сюда, да, чуть-чуть ковырнуть, давайте, по-разному. Да, по сути, как раз-таки он и есть полный ноль, да. Там. Давайте сюда его, по-разному его. Это просто решается все одним вопросом. Если признаешь хадисы, Сахих Муслим 1452, где Айша, мать правоверных, рассказывает то, что были аяты о 5 кормлениях, которые до этого были о 10 кормлениях, но потом аяты о 5 кормлениях. И эти аяты читались в Коране, ну, как Коран читались людьми, после смерти даже пророка. Вот. И если ты считаешь, что Коран никогда не изменялся, покажи, пожалуйста, где есть аяты о 5 кормлениях в нынешнем Коране. Вот в том-то и дело. И даже я когда другу такие вещи говорю, я говорю, ты точно, брат, ты точно мусульманин? Ага. Смотри, там, я извиняюсь, я перебил. Да. Ученые исламские об этом говорят, что как бы хукам, то есть юридически этот аят, он действует, кормление там груди и побивание камнями, по-моему, да, вместе с ним. Да, я это понял. Юридически, да, оно закреплено, но там как бы в Коране его нету. Ну так оно как бы действует. Ну да, но при этом Коран не изменялся, но этих аятов нету. А можно узнать, вот я заметил, что вот этот автор антитеррор, он из там огромных количеств тысяч всяких хадисов берет какие-то каверзные, ну и преподносит их, гипертрофируя, короче говоря, знаете, и часто даже не разбираясь, то есть он доверяет настолько этим хадисам, как будто у человека не может быть, ну то есть мы знаем, что человек это сломанный телефон, как можно вот верить до конца в идеальность некоторых хадисов, вот, и не проверять их. Не, как раз таки тот, о ком вы сейчас говорите, автор, да. Он как раз таки вообще скептично ко всему этому относится, то есть это не его тема. Не, это я знаю. То, что он берет за да. основу, да, то, что он берет за основу, оно как раз таки подкреплено самой, что ни на есть, достоверностью.
Не, знаю, я же имею в виду... И только то, что проверенное, там, недостоверные какие-то вот это дело. Ну, это они называются достоверные, недостоверные. Ну, например, некоторые ученые-историки, да, я не говорю про вот этих, ну, как говорят ученые ислама, которые хадисы ведут. Я просто говорю про историков обычные, которые как преподаватели и научные труды, говорят, что многие аяты, не аяты, а многие хадисы были придуманы во времена правления Османской империи, как, например, не выходить против правителя и не воевать против него. То есть придворными, ну, знаете, хадисописцами. Просто есть какие-то разные мнения, а на это никто не обращает. Смотрите, там, если мы вообще-то ковырнем эту тему, то там хадисы, которые считают там даиф, да, там отмененные или там недостоверные, они вообще-то до какого-то этапа функционировали, да, и включая там хадис про племя Азут, или Аль-Зут, как его правильно. То есть это все, оно даже по сей день не убирается, вот это недостоверное. Оно вот как раз таки, если взять вот чеченцев, там, меня в том числе, нас кормили вот такими недостоверными хадисами, да, там, где пророк какого-то там бедного слепого еврея кормил, потом, когда он умер, Абу-Бакр пошел, спросил у дочки, потом пошел его сунну выполнять, потом тот сказал, что это не ты, тот, кто меня раньше кормил, он очень ласково там как-то кормил, этот ему объяснил, это пророк, которого ты там поносил, да, там, проклинал. И тот сразу там ислам принимает. То есть вот такие недостоверные хадисы, они... Я понимаю, о чем ты говоришь. Ну просто неужели вот тебе как чеченцу... Они тоже свою роль играют. То есть, неужели тебе как чеченцу... Замануха, скажем так, да? Неужели вот тебе как чеченцу кажется, что вот такие люди, которые воевали за ислам, как Доку Умаров, там, Шамиль Басаев, Гилаев, Яндербиев, они такие глупые и поверили в это? Ну просто... И огромное количество людей. Ну, неужели вот все настолько... За ислам воевали, они воевали за Чечню. Смотри, я сам вот участник там вот этого нашего сопротивления во Вторую войну, да, изначально там в рядах вот этого МВД, которые там перевели, ну, одним словом, когда уже позиционно вот эта война, она сходит на нет и начинается партизанское движение, то я уже там в каких-то жамаатских рядах участвую. То есть официальные наши вот эти структуры, они не имели возможности, да, там вооружать людей. И получилось так, что там в рядах джамаатов была возможность такое, да, чтобы финансирование для оружия там и такое. И вот так люди попадали, многие. И я вот что хочу сказать про себя, про тех людей, которые погибали там, которые у нас были. Они вообще полные профаны в этом деле, как и я. То есть я вот сейчас начинаю понимать эту всю ситуацию. То, что вот это там прописано, предписано. Люди, которые там на тот период были, они вот как и я, у них... Понимание ислама – это за все хорошее, а не то, что вот официально там в классическом вот этом виде, в суннизме, там, в Ахлю-Сунне прописано. И если взять там Доку Умарова, это точно такой же человек, с которым, например, в 2002 году я как-то пересекались, мы в одном месте были, да, там длительное время. Он абсолютно там не ваххабистского какого-то понятия, да, салафистского. То есть он тогда, мои вот уши, я тогда и то более такой настроенный на тот момент, да, вот этими своими ушами я слышал, как он именно про культуру чеченскую, которая вообще противоречит вот этой арабской всей движухе, на эти моменты там как бы давил там и отмечал их. И точно так же обо всех можно сказать, то есть вот эти какие-то там военные начальники, лидеры, они тоже полные профаны в религиозном вот этом деле. Если Шамиля Басаева посмотреть, когда вызвали на шариатский суд Масадова, и вот это посмешище на весь мир устроили, там шариатский суд, Кадыров старший тогда был муфтием, кстати, чиновником в нашем государстве. Да, это да, я знаю, да.
Да, и посадили там Басаева, и Кадыров ему говорит, что клятву, они типа обвиняли Масхадова, что он поклялся в соблюдении Конституции и нарушил ее. А нарушил он ее, потому что шариат ему позволил. То есть исследовать Корану и Сунне, а Конституцию, оказывается, можно было нарушить, но клятву, которую он поклялся не нарушать, ее можно искупить, там, накормив сколько там, 5 человек или сколько, 10. Как это называется правильно в исламе? Садака? Не. Вот это нарушенная клятва, за нее искупление. Короче... Ну да, я помню, восполнить, да. Да, и Шамиль Басаев такой офигел с вот такими на выкат глазами. Кадыров ему говорит, он, короче, как бы искупил свою клятву. А этот офигел, это что за разговор, он говорит. Клятву, короче, можно нарушать. Этого не может быть, там, ручку об стол еще там бросил, короче. А Кадыров старший сидит и говорит, это твое мнение, не может быть, а может быть. А в исламе нету такого, может или не может. Там только предписано. То есть эти люди, они вообще не понимали. Вот этот вице-президент Масхадова тоже, который сидит в шариатском суде и против Масхадова выступает, Арсанов. И Масхадов впоследствии что сделал, когда провозгласил полное шарикатское правление, отправил в отставку своего вице-президента. Почему? Да потому что в исламе вице-халифов, вице-амиров не бывает. Поэтому он начал со своего именно заместителя. То есть это сейчас стыдно даже говорить о вот этих моментах, да, которые в государстве не должны были быть. Ну, говорить о том, что эти люди знали, да, там, религиозные вот эти дела, это... Нет, ну, допустим... Вот Кадыров Ахмат, вот эта рожа, она знала все. Вот там действительно он вникал в это все. Просто я видел, что Ямадаев или Сулим, или Руслан даже на интервью говорил, что и Яндербиев, и Басаев очень погружены в религию, поэтому они такие, ну, он их фанатиками называл, ну, который, Ямадаев, который перешел на сторону Российской Федерации. Вот. Ямадаев вообще полный, короче, ноль был тоже там, насчет религии. Ну он перешел, да, на сторону Российской Федерации. А вот тут в комментариях вопрос задали. Если, не ислам... Ну, просто там что произошло? Почему люди оказались под российским флагом? Это очень хитрую игрушку, скажем так, с нами сыграли, да? Вот это вот ваххабистское дело, оно всех задолбало, да? И когда вот это ваххабизм у нас, короче, начал уже, я не знаю, там, доминировать уже, да, там, всякие вот эти, ну, там, финансирование, вооружение, оно как бы текло рекой. И из-за этого, как бы, государство не могло с этим справляться. Государство, которое полностью разрушено, которому Россия пообещала 170 миллиардов, если, короче, мы не будем обращаться к Западу, не будем там привлекать к ответственности за все преступления, и облапошили Масхадова, и нифига не дали. Да, там кое-что под конец Ельцин подкинул. Там еще видео есть в Ютубе, когда говорят, у нас тут одна цифра, а у Аслана Алиевича там 8 раз меньше. Куда делись деньги, черт его знает, там стоит, да? То есть вот это вот не выплата и вовремя там, вот этих, там, скажем, репараций, да, за нанесенный ущерб, чтобы вот как-то попытаться порядок восстановить, он сыграл ключевую роль. А вот туда шло как раз-таки рекой бабло. И вот это дело, оно вот здесь у горла у всех стояло, да, и вот эта ваххабистская среда, она всем, короче, была ненавистна там, людям, которые в Первую войну там положили свое здоровье и все, что у них было. И вот так вот получилось так, что вот эта замануха через Кадырова, старшего, да, который туда перепрыгнул в противоположный лагерь, они начали затаскивать туда людей,
которые, скажем так, на ненависти к этим ваххабитам были готовы пойти на компромисс, чтобы сначала эту нечисть выкинуть оттуда с помощью там России, а потом аккуратно вернуться там на каких-то условиях, там стать снова, да, там хозяевами своей страны и государства. Что, конечно, в чем они, конечно, проиграли, да, потому что, перескочив в этот противоположный лагерь, там и остались. Но это вот такая вот хитрая политическая игрушка была, да? А может, они как бы отстали просто от войны и решили все-таки войти в состав России? Ну, может, тут такие мысли тоже были как бы? Ну, изначально не было таких мыслей. Изначально таких мыслей не было. И у самого даже Кадырова-старшего, по всей видимости, были какие-то свои планы. Поэтому его и долбанули там, взорвали на стадионе. Ну, а вот какую, вот там в комментариях человек писал, если не шариат, который, ну вот мы знаем, был кавказский имамат, допустим, существовал в 19 веке на территории Чечни, а если не шариат, допустим, какую, на ваш взгляд, политическую надо программу проводить? То есть политическое устройство государства какое должно быть? Ну, у нас изначально не было же никаких шариатов, у нас изначально была национально-освободительная борьба. И потом уже, спустя там около 50 лет, появился такой персонаж, как Мулла Шамиль, там имам Шамиль его называют. И Мулла Шамиль очень технично отработал свое дело и аккуратно повернул вот этот национал-освободительное все движение во внутричеченский конфликт, устраивая там шариаты, которому не были довольны, да, там, как бы наши соотечественники, которым не было интересно, да, вот эти всякие там закаты, выплаты какие-то, я не знаю. То есть получилось так, что, ну, точно так же, как и вот в нынешний исторический отрезок, да, вот в нынешние эти войны. То есть ты против и вот этого движения, да, и получается так, что из двух зол тебе пришлось там, как бы, и это еще тем более, если на старте этой войны там насчитывается около 1 миллиона населения, густо заселенное, вот это все лесистая местность, там предгорные вот эти все, то наконец так называемой Кавказской войны чеченцев вместе с ингушами остается всего лишь 90 тысяч. То есть это физическое уничтожение, и в основном там роль сыграл вот этот вот мулла, который потом уехал и жил там в усадьбе. Это я знаю. Ну, вот вы говорите, что это он как бы, ну, как бы засланцем был или что, и вот решил против чеченцев выступить. Но, допустим, с черкесами он не был так тесно связан, и черкесов тоже примерно с миллионного населения, ну, то есть их истребляли очень, ну, страшно, так же, как чеченцев, черкесов. И вот на сегодняшний день их, ну, по крайней мере, в Карачаево-Черкесии, по-моему, около 120 тысяч живут. Ну, то есть, хотя он с ними связан не был. Ну, то есть, и я часто видел в комментариях от чеченцев в ТикТоке, что он как бы засланный, ну, как бы история это не подтверждает. Да, то, что он в конце переехал, это, ну, спорный момент, ну, то есть, как бы многие осуждают. Но конкретно, что он воевал, допустим, с ними, ну, это бесспорно, как бы его многие ненавидели в России, против него шли воевать, и на него карикатуры делались и все подобное. А вот еще хотел узнать, на ваш взгляд... Ну, как раз таки, судя по... Я просто чуть далеко был от телефона. Судя по вот этой вот цепочке всей событий, у нас тут как раз таки проясняется, что именно Шамиль поспособствовал, да, вот этому покорению, скажем так. И поэтому он после этого... Не знаю, просто российская армия, она была численно больше и оружейно как бы эффективнее. Вот в чем дело. Да, но когда вот этот конфликт, вот, например, в Первую русско-чеченскую войну, понятно, что то же самое было больше.
Но при всем при этом были вынуждены пойти на переговоры и подписать договор. А уже во вторую с такой же там численностью из-за вот этого внутреннего противостояния как бы войны не получилось. Вернее, отпора там или там отстоять не получилось. То есть это очень большую роль играет вот эта консолидация общества, то есть единство и так далее. А какой вот, на ваш взгляд, идеальный тогда для чеченцев был бы политический строй, если не ислам, да, как пытались последний раз строить до того, как войти в Россию? Ну, я процитирую Джохара Дудаева. Прежде всего демократия, потому что общество, демократизированное общество, то, что было нам всегда свойственно, вот это равноправие, отсутствие каких-то там царей, баринов, я не знаю, какого-то этого органа, который не коммуницирует там с обществом. То есть именно вот это вот, скажем так, воля народа, да, там, и равноправие, вот только такое. Я вот хотел по поводу демократии, я подумал почему-то, что вы так скажете, хотел сказать, кажется, Платон писал со слов Сократа, еще Сократ об этом говорил, кажется, что демократия, она плоха тем, что, то есть каждый имеет право голосовать, имеется в виду человек, хоть повар, хоть грузчик, хоть юрист высококвалифицированный, каждый может голосовать. Вам не кажется, что вот как и в современных во всех демократиях мира, людей могут просто легко одурманить в таком случае, то есть люди будут голосовать за того, кто им красивее сказку расскажет, как, например, это в США делается. И мы знаем, например, что по некоторым исследованиям генетическим многие президенты США вообще являются родственниками друг другу. А в шариатском праве там немного по-другому. Там, то есть, небольшое количество там умнейших людей, там политиков, юристов, экономистов, они собираются и должны по шариатскому праву выбрать одного справедливого наместника, а в случае чего его сместить, то есть с должности. Вам не кажется, что демократия проигрывает в этом смысле? Смотрите, демократия это... Так, Чуча, это цитата, да, не самая лучшая там, форма. Да, я помню, это Уинстон Черчилль, кажется, говорил, это не самое лучшее, но и лучшее из того, что есть. Лучшее человечество пока не придумало. То есть это все остается там же. Конечно, можно и надурить людей, все, но вот по-другому, да. Есть только два способа. Или демократия, или вот какая-то банда захватывает и говорит, что она самая умная. И шариатский пример – это третий пример. Я просто вот как раз его и приводил. Шариатский пример – это как раз и есть пример банды. То есть банда, которая захватывает власть и говорит, что она самая умная и самая там способная, самая. Понятно, то есть для тех, кто не верит в, то есть не принимает шариат, это плохо. Нет, смотрите, вот кто сказал, что эта банда именно она самая умная? То есть где этот критерий или как ты можешь выяснить? Это для верующих, я имею в виду, кто верит в религию ислам, кто относится к религии ислам. Для них ислам это истина, получается. Смотри, вот весь народ, он мусульманский, да, вот все общество, оно мусульманское. Да. И кто эта группа из них самая умная? Как ты вот эту группу определишь? Которая изучает экономику, политику, кто разбирается там, знаете, как вот есть Российская академия наук, Понятно, мы просто то есть умные люди. Понятно, но как мы вот этот вот процесс, как он произойдет? То есть их же кто-то должен за них проголосовать, кто-то же должен сказать, да, вот вы самые умные. Нет, это же понятно.
Смотри, либо это просто банда людей, которая говорит, вот мы самые умные, все остальные стоят в строю, короче, там и дышат. Нет, это, ну вот я расскажу, это просто как в истории было на примере, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, умер, после него нужно было назначить этого следующего, короче, правителя территории мусульманской. И была избрана, ну, то есть небольшая группа собралась, то есть видных мусульман, которые известны своей праведностью, да, против которых люди не будут там возмущаться, что они... То есть там были там юристы, допустим, ну, кто изучает право и все такое. И они избрали человека справедливого, кажется, Абу Бакра Ас-Сиддика, первого халифа. То есть они избрали. То есть это люди, которые все признают... Ну, вот эта группа небольшая людей, то есть правоведов. Ну, как раз-таки после смерти пророка и все это и начинается. Вот в том-то и проблема, что в исламе не существует механизма. После его смерти и начались все эти разборки. Одни посчитали, что должен быть Али. Нет, то есть вот как, именно. как и вот, скажем так, вообще в этой системе, да, вот монархической там, когда родственник там... Вот именно, я хотел объяснить. Это было мнение тех, кого сегодня называют шиитами. И в основном это мнение выразили персы. А персы на национальной почве недолюбливали арабов. И у них был всегда конфликт. И это обострилось из-за этого. То есть пророк сам, он нигде... Какие персы? Что ты говоришь вообще? Что ты несешь? Какие персы? После смерти Мухаммеда, блин, что, какие Ну да, персы? какие персы? Ну, те, кто голосовали за Али, поддерживали Али. Какие там Смотри, персы? Орел, Они Сасанидская там- империя была еще не мусульманская. Да, Какие, о там каких тогда персах ты вообще говоришь? нету. Там тогда Которые персов были нет. на Там территории просто, подконтрольной смотри, Не там было просто там идут, еще никакой подконтрольной территории. Что там ты идут несешь? разборки, то есть там сходу идут разборки за власть. Абу Бакр, то есть Абу Бакаровцы посчитали, что должен быть Абу Бакр. Почему непонятно, то есть жена там младшая, жена пророка, там кроме младшей есть еще одна жена пророка, которая папа Умар, тоже сподвижник. То есть там получилось так, что как раз таки в исламе никакой власти вот этой системы не предусмотрено. И если смотреть обычно по традициям, да, которые до этого там функционировали, то должен был быть Али. Потому что он кровный там родственник, двоюродный брат пророка. Но одни посчитали, что эти, другие эти, и оттуда как раз и начинается весь вот этот вот спектакль, да, когда сначала там Абу Бакра, потом эти недовольные, короче, что Али не поставили, потом следующий Умар идет по счету, потом, я не знаю, кто там, Усман, потом все-таки да. Али. Да, потом все-таки Али, и там Усмана вообще там ножом пырнули где-то в мечети. То есть вот эти разборки, они как раз-таки в исламе не предусмотрены. То есть я хотел сказать, те, кто выбор голосовали и за контроль Али, власти, выбор и контроль власти в исламском государстве не предусмотрен. я объясню. Единственное, мусульмане на вот этих прецедентах, высосанных из пальца, делают 3. Там есть 3, короче, этих варианта, да. Один это вот это обычно покровное, да, когда от отца к сыну там или... Но это не предусмотрено исламом, чтобы от отца к сыну. В исламском мире вот эти 3 вида только рассматривают. Один вот этот, второй, когда собираются какие-то ахлюль хали валь акди, вот как ты говоришь, самые-самые. А кто их выбирает, тоже непонятно. То есть одни могут сказать, что мы самые-самые. Вот тот джамаат скажет, что мы самые-самые. Третий, что они. И кто из них, короче, кого замочит, тот и будет самый-самый. То есть это второй способ. И третий способ, третий какой там был? Это по наследству, это по ахлюль хали валь акди. И черт его знает, я уже не помню. Третий еще какой-то. Если- Ну, это все... Я хочу...
Если в целом говорить, в целом предусмотрены только два варианта. Первый – это силовой захват власти, второй – это дипломатическим путем. Демократия предполагает дипломатическим путем, так или иначе. А все остальные вы сейчас говорите о вообще в мире существующих вариантах. То есть это либо люди выбирают, либо банда захватывает власть. А в исламе там есть тоже вот такие какие-то 3 метода, но они все захват власти по большому. Не, просто те, кто голосовал за Али, они говорили, народ, смотри, то есть народ вообще никакого участия в исламской системе там, государства не принимает, никакого участия народ не принимает. Этого не предусмотрено вообще. Ну и в демократических странах современных то же самое. То есть, как людям кажется, они принимают решения, что хотя заранее за них все принято. Ну, то есть, это вы не путаете с Россией, да, потому что... Я и говорю, как в США работает. Ну, как бы, как работает в США. В странах нет, это неправда. Да, вот вы знаете, наверное, что Трамп заявил... Да нет такого, где реально голосуют. Это, то есть, реально. Нет. В цивилизованных странах за этих самых реально голосуют. Я объясню, проблема то, что выступали за Али люди и говорили, что он должен, поскольку он родственник Мухаммада. Но сам Мухаммад об этом нигде не заявлял, что должен быть мой родственник, то есть конкретно кровный. То есть это то, что Али должен был, они это как бы из своей головы взяли, из каких-то своих монархических представлений. А в современном мире, я хочу сказать, про демократию, как вы говорите, они голосуют. Обычный человек, допустим, работающий в супермаркете продавцом или где-нибудь грузчиком, и ему какой-то политик заявит, я опущу налоги, подниму цены, и он будет верить. То есть, хотя это не так. То есть, то, что голосуют, это неправда в демократии. Это неправда. Нет, как раз таки каждый человек голосует. А вот надурят его или не надурят, то есть это тоже вина людей. То есть люди должны участвовать в политической жизни, в политической судьбе, вот где они проживают, они должны это, вот как говорят, сам дурак, да? То есть если ты не умеешь как бы выбор делать, не анализируешь ситуацию, то ты, конечно, в дураках остаешься. Но другого метода, опять-таки, только 2 метода. Один метод – это либо народ выбирает, да, каждый голосует. Плохо он проголосовал, хорошо он проголосовал. Только вот так вот можно. Второй метод – это чисто банда захватывает власть. И она держится у нее, короче, до... просто, на мой взгляд, вы ошибаетесь, если думаете, что, то есть реальная демократия, когда люди вот голосуют и может на что-то повлиять. Мне кажется, это не так. Господи, езжай в Афганистан, ладно, если тебе демократия не нравится. Ты в какой стране живешь? Российской Федерации живу. Я не говорю... в Афганистан едь, там будет шариат тебе. Вот. Нет, там, во-первых, не шариат, я хочу сказать. Я знаю, что... Нет, я хочу сказать, что в современном мире нет ни одного шариатского государства наподобие того, что должно быть по канонам. Ну, то есть, я как бы понимаю, что его и не будет. Не дотягивает, да, еще не дотягивает Афганистан. Нет, просто Афганистан, то есть ни одна страна, допустим, тот же Саудовская Аравия, она монархическая, что не предусмотрено исламом, поэтому, то есть я знаю, я понимаю, что сейчас нет и не будет никогда. Дело в том, что никогда его как раз-таки не будет, потому что это все ложь полная, да? Потому что если ты поставишь человека и скажешь по исламу там машину сделай, то есть этой системе не предусмотрено вообще этого. Если ты хочешь духовный мир, что и значит по исламу государство сделать? То есть в исламе нету такой опции там делать государства какие-то. Почему? Халифат же существовал при 4 халифах, после смерти. А потом, после смерти Али распался. Смотри, существовал тот халифат, как раз таки, который тебе в Афганистане не подходит. Его не было. В Афганистане сейчас это не то. То есть там в этом халифате не запрещали учиться девушкам. То есть девушки и воевали на стороне
ислама. Ну, то есть, в Афганистане это вообще тема, да, которая там... Ну, то есть, я знаю, что в Афганистане притесняют девушки постоянно что-то право. изучали, там это вообще... Не, ну то, что они воевали в битвах, которые при Бадре, еще, ну, то есть это известный факт, то есть, ну, мне выдумывать нечего, можете сами с этим ознакомиться. Потому что девушки были. А в Афганистане, ну, то есть это известный факт, что там Вот давным-давно... помнитесь, как раз таки какие-то битвы при Бадре, это вообще нападение на караван, да? Не, я не говорю, что это были мировые битвы. Я просто говорю то, что в том обществе многое не запрещалось, то, что в Афганистане. В Афганистане это смешано с традициями. И часто люди путают ислам такой оригинальный с традициями смешанный. То есть люди часто путают. Поэтому, когда мне говорят в Афганистан, ну, мне смешно. Я никогда не поддерживал Афганистан, я туда и не собираюсь ехать. Когда не поддерживал Афганистан, я туда и не собираюсь ехать. Когда не почти на мой взгляд. Поэтому, ну, понятно, приходится жить в демократии. Просто я... Как раз таки в Афганистане... Сильно не дотягивают, да. Я сильно, ну, то есть не верю в то, что демократия работает. Я как бы живу здесь, Смотри, вот ты, вы, я не знаю, как удобно. Вот, ну, вы старше, поэтому на вы общаюсь. Давай я тоже тогда на вы буду. Вот вы живете в Российской Федерации, да? Да. В Российской Федерации, и мы сейчас проводим параллель с Афганистаном. Угу. Где больше шариата, где больше ислама? В Афганистане больше ислама, конечно. И Что и? Ну, там же больше ислама, больше шариата. Ну, это сравнение странно, потому что Россия – это светское государство, которое не признает ни одной религии в качестве государства. То есть, ну, смотрите, вот Афганистан, что там не дотягивает до истинного шариата? Ну, они, то есть, смешивают многие традиции свои какие-то с религией. Например, может, вы слышали про ближневосточную и традиции там народов Азии, как-то Бача-Бази, по-моему, называется, когда спят с мальчиками. Абсолютная ложь. Да, это у этого народа нету вообще такой традиции. Я не говорю про этот народ. Я говорю просто на Ближнем Востоке. То есть люди смешивают. Понятно, но это как раз таки взято из ислама. То есть изначально эти люди этим не страдают. Нет, вы знаете, почему я не соглашусь? Я не соглашусь, потому что я знаю, что даже в Древней Греции взрослые мужчины с маленькими мальчиками спали. В древней языческой Греции, до христианской. Ибрагим, можно? Здесь вот Бархш просится подняться уже несколько минут. Он чеченец, я так понимаю. Баркш. Баркш. Да, включила его. Я не видел. Машол, Баркш. Приходи свободно. Олкш мудуй. Надо видишь, Адик. Нормально. Адик, ду пармат кузамат, хэшмавати. Хармат вроде бы он здесь в чате есть, но он, скорее всего, спит уже. Кайтон. Шдуйца куду, в двух словах, ищела, просто тяжко чуваться, чем тяжко велосоход. Ну, здесь темы сейчас у нас разные. На данный момент у нас тема, что в мире вообще нету шариата. Вот оппонент говорит. Например, я утверждаю, что он есть. И такая... А зачем ему в целом шариат? Не, он как мусульманин истинный, он хочет стремиться к шариату, но из-за того, что он не полный, как он считает, он предпочитает кафирскую страну. Ямадаев создал зону, свободную от шариата в Гудермесе. Чем ему этого недостаточно? Зону, свободную от шариата или с шариатом?
Я вот даже про систему власти, вот про которую он говорил, я вижу в этом режим аятолл, где Совет выбирает одного единственного представителя из группы этих лиц. То есть это вот конкретно прям как и было в исламской стране. А разве режим аятол, они не захватили эту власть, ну, случайно? Когда шах пал, которого американцы поставили, и они разве не, как бы, не захватили эту власть там, ну, жестоко не правили? По-моему, было так. Как они По-другому, могли сделать иначе? Другого варианта нет в исламе. Они так и нету, сделали. нету, Они абсолютно объявили нету. себя умными. В исламе нету каких-то бюллетеней, чтобы раздавали всем гражданам, потом они там отметки ставили, и закидывали в ящики, проводили анонимно. Не, я про другое говорю, что они именно правили как бы жестоко, там, ну, то есть какие-то у них были свои радикальные методы, прямо так скажем. Ну, вот вы, наверное, А как вы знаете, собираетесь, вот Орел там или что у вас, не знаю, как вы собираетесь вообще установить в мире, там, я не знаю, где-то шариат, если самые там, что ни на есть, исламские ученые, там, проживающие в нескольких поколениях в исламе, то есть там арабы, афганцы, я не знаю, иранцы, никто не сумел вот это вот дело как бы осуществить в а жизнь, я как бы привести его, а и вы не собираюсь осуществлять. Ну, то есть, не, я не собираюсь. Вам, наверное, показалось, что я там какой-то борец и хочу что-то создать, переформатировать. Но я просто говорю то, что, ну, я бы не переезжал в Афганистан, потому что, ну, на мой взгляд, это не та шариатская система, с которой знаком я. Я просто говорю, я как бы понимаю, я живу в стране светской, как пошло с Франции, там, секуляризм, отделение религии от государства. Ну, как бы я живу, не жалуюсь, скажем, на многие вещи. То есть я просто как бы здесь живу и не собираюсь никакие битвы начинать. Ну, как бы вам, может, показалось, что я как бы собираюсь какую-то устраивать, знаете, вы наверняка слышали про такое ИГИЛ организацию. Ну, понятно, да. Вы-то не собираетесь, но вот у нас такая тема была перед вот этой темой, да, что там чеченцы, какой-то имараты, какая-то вот это вот непонятно. Да. Нам это тем более абсолютно не нужно, да. Вот мы хотим, у нас вообще изначально, когда вот этот совок развалили там или там попытка переформатирования, что там было, как бы надо изучать еще хорошенько. Но вот на тот период абсолютно чеченский народ там демократическими всеми методами, вот у нас Конституция в 92 году принята, еще до того, как в России в 93-м ее приняли. То есть, где у нас четко прописано демократическое, правовое, там, независимое, 5-10 государство. Также в 4 статье 6 абзац религиозные объединения отделены от государства, то есть светскость. Ну, как во Франции, как в Соединенных Штатах Конституции, да, я понимаю. Все, и там проживали чеченцы ко всему этому еще все мусульмане. Никто никому не мешал. Другие эти вероисповедания там тоже спокойно проживали. То есть как вот в европейских странах люди живут, да, вот чеченцы 300 тысяч европейские страны приехали в связи с вот этой политической ситуацией. И здесь могут как бы проповедовать, практиковать, и все, из ислама они не выходят никуда, ничего. То есть Нет, ну просто я вот с вами общаюсь, на самом, ну как бы мне приятно с вами вести беседу, а когда я вижу видео вот антитеррор, да, он прямо так и оскорбляет и всех чеченцев как бы осуждает, говорит, называет их глупыми, кто в исламе, а вы говорите наоборот, что как бы мусульмане бы жили в Ичкерии, в демократической. Ну как бы, видите, такое разное мнение. Ну, вот я хочу сказать, еще после Советского Союза как бы люди не были в религии глубоко, как бы, они многие и просто начали ее принимать, когда свобода появилась, более-менее.
И плохо вот поняли, да, вот именно то, что у нас как раз-таки раньше у нас практиковалось, оно было самым нормальным, да, когда и добро, зло могли различать, и все такое. А вот сейчас, когда истинное там вот это сунна там и все это появилось, как ну да, это и в салафизме есть, но оно все равно выборочно, то есть там есть свой-чужой. Вот сейчас, например, в конфликте Израиля-иранском конфликте шииты, они как бы не мусульмане, да, и все равно сунниты начинают топить за шиитов, потому что евреи, они более враждебны в исламе. И топят за шиитов. Вот если шииты с суннитами будут там гаситься, да, там с Саудовской Аравией или с кем-то еще, то тогда примут сторону суннитов. А кто из них прав, кто виноват, да черт с ним, какая там разница. То есть это до того вот дебилизм, да, когда ты не смотришь на кто прав, кто виноват, да, там не можешь как бы проанализировать это все, дать оценку, а тупо свой-чужой для тебя. То есть это вот такое вот, скажем так, вот этого не было вот раньше у нас, да, вот в этом неправильном суфизме, неправильном понимании, религиозном учении, которое практиковали мы раньше. А на самом деле там как раз-таки все было лучше в разы. Ну, это может быть. Ну, тоже нужно же, как бы, люди некоторые, которые говорят, что есть добро и есть зло, это как бы то, что они сами для себя определили. Если как бы верить в Бога, ну, нам как может быть известно, что для Бога хорошо, что плохо, то есть мы какую-то моральную оценку сами сформировали. То есть Карл Маркс и коммунисты, они тоже считали, что создадут идеальное общество, а создали только легко, очень легко проверить. То есть очень легко проверить, что плохо, что зло. Проверить легко, когда ты пропускаешь все через себя. Вот сура 4, это субъективная оценка, субъективная. Ну смотри, сура 4, аят 24. Запретно вам замужние, кроме тех, которых вы там захватили, да? То есть сразу ты ставишь себя на место там того, у кого захватывают, да, замужних. Хотел бы ты, чтобы там захватили твою сестру, маму, жену, дочку, там кого-то, да? 100% ты не захочешь этого. То есть Бог, который тебя создал, да, ну или высшая сила, как угодно ее можно назвать, оно тебе вложило неприязнь к этому. А тут тебе предписывают, что полный вперед. То есть можешь там насиловать и так далее. То есть это явно несостыковочка. То есть и твоя вот такая вот божественная, скажем так, природа, да, в тебя вложенная изначально, которая тебе не позволяет вот таких каких-то действий, и тут же тот же самый Бог, якобы, который тебя создал, он против этой природы прет. То есть это уже ложь на Бога возводится. Так, ладно, всем гостям, слушателям, я не знаю, огромная благодарность, что там присутствовали, участвовали, все, кто лайки ставил, благодарность, все, кто подарки там дарил, тоже огромная благодарность всем. Короче, на сегодня, наверное, завершим эфир, но как бы в дальнейшем эфиры у нас все равно продолжаются. Короче, прощаюсь со всеми традиционным чеченским прощанием. Баш ойл. Оставайтесь свободными.
Devresu, şu büzdeel heel büsi yolçun. Adika elmas серии. Деле то было. Все, спасибо за эфир. До свидания.